Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Так, ну что ж, подождем, пока немножко соберутся люди, и начнем свой эфир. Так, сейчас Ибрахим подключит нас YouTube канал. Мы сегодня немножко задержались, но я надеюсь, что всем вам понравится. Надеюсь, что мы постараемся ответить на главные вопросы, постараемся узнать, как я вам подробно расскажу, как плачут нарнийские утырки, как они резко вспомнили о родстве и о братстве, как пытаются оскорбить или очернить нашу сестру из Карачая, и о многом другом мы обязательно поделимся с вами в эфире. Ибрахим, телеграм чуах я зря масерговый эфир алхайтеря. Просто у меня подключить телеграм не получится. По крайней мере, в первой части не получится. Так. Вот телеграм, что отсахает не хайтаться. И, конечно же, мы ответим на ваши вопросы, которые возникнут в ходе нашего обсуждения. Будут ли сегодня гости или нет, я не знаю, но, по крайней мере, мы постараемся с вами. Да, все, хорошо тогда. Ну что ж, уважаемые друзья, дорогие мои подписчики, плюс-минус еще 2-3 минуты мы подождем, пока мы будем обсуждать анонс, обсуждать данную тематику. Я хочу немножко вас ввести в курс дела. Ва алейкум ассалам. Я хочу вас ввести в курс дела. Кратко, как говорится, происходит на фоне чужого, как говорится, выступления, когда наша достойная сестра из карачаевского народа, из общего подкаста, который длился почти что час времени, вырезали кусочек, минуту его выступления, ее выступления, и, само собой, она появилась в социальных сетях. Почему взяли это к себе представители нашего народа, я тоже поясню, объясню вам, почему чеченские блогеры это понравилось, потому что были на то причины. Вы знаете, что на протяжении долгих лет мы стремимся к истине, к правде, к довольству Всевышнего Аллаха, от кого бы оно ни происходило, от какой бы национальности это ни происходило. Буквально забегая чуть вперед, я хочу, чтобы вы знали, мы еще дней, наверное, 7 тому назад, было выступление нашего адыгского брата, когда он сделал заявление где-то на конференции, где были ученые, что первыми на поддержку братьям-адыгам всегда приходили нохчи, чеченцы и так далее. Вы видели этот видеоролик. Это к тому, что его распространил точно так же я и все остальные, как те, кто любит нашу историю, нашу родину. И непосредственно мы, как говорится, так, сейчас
распространили его. Конечно же, негативные высказывания норнийцев были, однако это прошло более или менее тихо, молча. Тот, кто посмотрел, всем, конечно же, мы поблагодарили братьев наших адыгов, потому что здесь затрагивается непосредственно вопрос, касаемо истории нашего народа, нашей культуры, наших традиций, наших братских, соседских отношений. А вы знаете, что с адыгами граничили только мы, в основном на тот период, имеется в виду западная часть, северная часть. Ныне мы уже не граничим с братьями адыгами, адыге из народа адыге, то бишь и кабардинцы, черкесы, это относится к народу адыге. Так вот, а сейчас подождите минуту. Вопросы про башни, все это вторая часть. Первую часть посмотрите. Сегодня будем отвечать честно, жестко и по делу. Раз так хотят, раз пошла такая пьянка, как говорится, давайте сейчас посмотрим. И буквально дня 3 тому назад, как раз, кажется, 3, или 4 дня тому назад, дня 3 тому назад я вернулся из горной части Чечни, Высокогорья. Видео, которое вы увидите сейчас по этим экспедициям, я буду еще дальше закидывать. Вас ждет еще очень много нового интересного. Итак, я поехал в урочище, которое называется Гайши. Это место по галгаевским преданиям, откуда ушли наши братья галгаевцы. Оно находится в Аргунском ущелье, они ранее проживали там, то есть то ли пришли, то ли проживали, но с этой местности переселились потом на реку, урочище уже непосредственно реки Асса, если я не ошибаюсь. Так у Чаха, первого ингушского этнографа написано, так написано у Танкиева, тоже современный, если я не ошибаюсь, до сих пор живой ученый, которые написали непосредственно эту, как говорится, предание это ингушское. Я поехал с этой местности, где они находились, заснял, показал, закинул. Для меня был это некий момент единения, наоборот, показывая единство и братство нашего народа. Потом в дальнейшем я продвинулся дальше и так далее, вы уже видите на видео. Идея была в чем? В том, чтобы проехаться по местам, где какие-то предания про какие-то общества и так далее и тому подобное. Но не успел я вернуться, буквально этим же вечером выходит вот это вот видео, которое, само собой, я увидел, несмотря на то, что я загружал свою экспедицию, я столкнулся вот с этим видео. Попрошу посмотреть. Так. Это мне не нужно. Я фотографии на границе с Ингушетией, фотографии там башен, это все выложила. Они начинают кричать, это ингушские земли, там, вот, знаешь, митинг вот этого 18-го года на Фортанге, да, вот это вот все когда случилось. И как бы смысл вообще мне об этом писать? Начинают мне писать, это ингушские земли, все. Ни один ингуш документально, фактами по сегодняшний день не показал и не доказал, что это земли принадлежали им. Ни разу. Фотографии на границе с Ингушетией, фотографии там башен, это все было. Итак, на подкасте у Кудусова данная девушка, наша сестра из Карачаево-Черкесии, процитировала, так сказать, слова и факт исторический. В первую очередь, непосредственно я сказал это, поскольку я говорил, ссылаясь на слова Мехкда Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, экс-председателя парламента, ныне председателя правительства Чеченской Республики Магомеда Даудова. Ролик данный я выложил у себя на странице, где они четко заявляют, что на протяжении
с 2018 по настоящее время ни один человек не смог предоставить ни один документ и доказательство того, что часть горных земель... Меня слышно? Дайте знать, слышно меня или нет. Друзья, напишите. Слышно, да. Повторяюсь еще раз. Я цитировал слова главы Чеченской Республики, председателя ныне правительства Чеченской Республики, экс-председателя парламента Чеченской Республики. Процитировал слова, что за последние 7 лет ни один человек не смог предоставить доказательства того, что эта горная часть этих земель принадлежали кому-либо, кроме чеченцев. Это все, что сказала эта девушка. Не знаю, увидела она это с моего ролика, не знаю, увидела ли она эти слова или услышала она эти слова от главы Чеченской Республики или председателя парламента, которые все само собой декларировали документами и доказательствами, когда даже те люди, которые приехали сюда, не смогли ничего доказать. Все, что сказала эта девушка, больше ничего. Кроме этого момента, остальные моменты, опять же, она выложила на своей странице. И она рассказывает один из случаев, из хейтеров, когда хейтеры начали наезжать. Получилось так, что подняли вот эту бучу, раскинули, начали поднимать кипиш на все, так сказать, звонить во все колокола и говорить, что якобы Марьям разжигает межнациональную рознь между братьями Нохчи, чеченцами и ингушами. Большего лицемерия людей, которые закидывают это именно под таким соусом, я, наверное, за последние года 2 не видел. Я поясню, почему это лицемерие. Да последние просто-напросто возьмите отрезок 6 месяцев. Высказывания культурного дома ингушского в Грузии, где оскорбляли весь чеченский народ. Все блогеры, которые сейчас Марьям обвиняют разжиганием межнациональной розни, промолчали. Выступление Бекова, Хаймарзе Касто, Марьям Берзеташвили, или как ее там, еще 3 русских, которые они пригласили, которые являются то ли оппозиционерами, то ли, я не знаю, обиженками на чеченский народ. Где же были вы, братья, которые не сказали, почему вы разжигаете между нами, нормальными ингушами и братьями Нохчи? Почему вы не сказали 6 месяцев тому назад или 5 месяцев тому назад, в октябре месяце, когда они оскорбляли в Государственном университете Тбилиси, вы не сказали ни одного слова, вы не сказали об оскорблениях чеченского народа. Хотя там они пытались под этой красивой кожурой. Да, и там был ваш любимец, красный горшочек, который тоже был там и сделал доклад. Этот доклад я во своих стримах везде показал вам. Разложил каждый, как говорится, по полочкам. Где были вы тогда, братья? Разве это не лицемерие? Там идет часовые доклады на английском, грузинском и русском языке. Это не лицемерие? Когда вы одним пытаетесь там... Ладно, я не буду говорить, что вы делаете, ваши внутренние отношения меня не касаются. Но зачем нужно было ехать туда, оскорбляя чеченский народ, задевая? Вы же там на этих же докладах божитесь и клянетесь, что вы не войнахи, что мы разные языки, что мы произошли из чужих утроб и так далее и тому подобное. Это не было оскорблением. Почему вы тогда не написали министру МВД Колокольцеву? Я не знаю, кто там, директор спецслужб, ФСБ и так далее. Там, почему в то время не написали никому? Не сказали, эти поехали в Грузию и натворили вот это. Вот это они сделали. Вместо этого вы сели, сразу же начали критиковать меня и говорить. А, вот, Башлам, между прочим, прежде чем это сделать, он должен был посмотреть свои предания. На их преданиях же все написано, все же сделано. Это на самом деле так. Они ни при чем, они божьи одуванчики, они красавчики. Вы лицемерные утырки,
который даже боитесь показывать свой фейс. Это ваши слова. Это лишь один момент, который вы сделали, поехали перед грузинами и перед всеми остальными, позорились там, стояли. Пытались тем самым оскорбить панкистских чеченцев, ногчи, которые называются, исконно, которые называются кистинцами. Разве это вы не сделали? Где вы были тогда? Почему вы о братстве не говорили? Почему вам не понравилось то, что сказала карачаевская девчонка? Баркала от души всего чеченского народа, этой девушки Марьям, которая просто-напросто продекларировала и процитировала слова главы Чеченской Республики и председателя правительства, которые сказали правду по этому инциденту. Нет, вам не понравилось не это. Почему? Потому что в глазах всех остальных соседних регионов вы хотели выглядеть таким образом, что якобы мы насильно отобрали эти земли. И никто из соседних регионов, никто по этому вопросу не высказывается в сторону чеченцев, само собой. А тут появилась молодая девушка, принципиально, которая любит правду, которую вы не оставили. Вы залезли под ее блог, начали писать туда и вырезали этот момент. И мне интересно, Артем, ты чем думал, когда там отправлял голосовые, которые твои вот сейчас в социальных сетях гуляют, что ты напишешь по 282 статье о разжигании межнациональных? Где она разжигает? Ты послушай весь ролик. Она говорит, что ингуши и чеченцы это братья. Это один народ, она говорит. И по конкретному вопросу она сказала правду, который до этого говорил тоже я. Вам не понравилось, что получается, что карачаевский народ, такой небольшой, 200-300 тысяч человек, кто-то из этого народа, маленькая, щупленькая, но свободолюбивая и правдивая горянка, сказала правду. Правду, которую гласили и говорили на протяжении последних этих 7 лет все чеченцы. Все блогеры-историки, достойные, которые занимаются этим вопросом. Разве это не так? Разве вы не пользовались услугами Даифа, Артема, Дмитрия Кулумбекашвили, Марьям Берзеташвили и всех остальных Романчук, не Романчук, которых с Австрии, с разных мест вы позвали на, как говорится, ваше заседание, или как он, симпозиум грузинский. Разве это не так? То есть вам можно использовать всех и кого вы желаете. А девочка, которая карачаевка, достойная, свободолюбивая девушка, высказалась, вы начали заниматься вот этим. Ты разжигаешь между братьями, чеченцами, ингушами, мы сами разберемся. Маша Аллах, какие хорошие слова. 7 лет. Почему вы не разбираетесь до сих пор? Почему у вас до сих пор выходят всякие брошюры, кружки, брилки, мрилки с чеченскими территориями? Почему ваш Бузуртанов и ему подобные, все остальные до сих пор вешают карты, которые никогда не существуют? Зайдите на мой канал. Вы увидите их десятки. Ваши правозащитники занимаются провоцированием. Ваш совет старейшин занимается провоцированием, по крайней мере, того периода. Почему вы со своим братством тогда не сказали, Марьям-то карачаевка? Карачайка или карачаевка? Почему вы тогда не решили, и до сих пор у вас выходят эти брошюры, фантики и все остальное? Вы молчите. Вы приходите ко мне и говорите, ты провоцируешь. Я провоцирую, вы говорите этот вопрос. Я не провоцирую, я отмечаю. Отвечаю вашим лицемерам, провокаторам и нордийцам. Недостойным братьям Галга. Достойный брат Галга это Хамза Хамкоев, которого вы загнобили за то, что он сказал, мы единый народ, мы братский народ. Этот Хамзат теперь находится у себя дома со своими братьями. Вот что вы сделали с Хамзой, который посмел тоже сказать правду. А он ингуш первый, который посмел сказать, мы братья, мы один народ. Как вы на него накинулись? Я с ним не знаком, я его не видел в глаза. Марьям,
возвращаясь к Марьям. Клянусь именем Аллаха, валлахи, биллахи, талахи, я эту Марьям не видел. Даже в глаза не видел. Мы не встречались вживую. Я ее знаю только по интернету, как и вы. И она, возможно, увидела. Но до меня еще раньше это сказало руководство Чечни. Когда этот вопрос поднимался, и после, когда вы его не оставляли, этот вопрос. Когда вы провоцировали специально руководство Чечни. Когда глава сказал, оставьте вот эти слова, все решено по правилу. Позвали к шариатскому суду, вы не пришли. Позвали всех остальных, кто приехал, из три общественника приехали. Муса Албагачиев, Сереждин Султыгов и Муса Зурабов. И ни один человек ничем, ни одним документом не смог доказать, что эти земли были ваши. Вот правда. И это сказала Марьям, больше ничего. Больше ничего она не сказала. Сейчас вы весь гнев отправляете и говорите, там, отправили делегацию карачаевскому народу, да вот, остановите своего этого человека, обратитесь, вам не стыдно? Их меньше даже, чем ингушей. И вы вот сейчас со всеми этими лицемерными высказываниями о братстве, подслушайте, а разве на подкасте ваш кандидат исторических наук Танзила Чабиева не оскорблял один из чеченских тукумов, Уарстхой, называя их то пастухами, то оружейниками, то всеми остальными, что их насильственно ассимилируют, и чеченцы, и ингуши? Это не ваш кандидат исторических наук Танзила сказала? Когда я это опубликовал, мне сказали, ты начал воевать с женщинами. Я не с женщинами начал воевать. Я отвечал кандидату исторических наук и выразил свое недовольствие, негодование своей публикации. Сказал, ответь хоть на один вопрос. Покажи эту книгу, где говорится, что Уарстхой, один из чеченских достойных тукумов, являются чистокровными, коренными, автохтонным обществом чеченского народа, является кочевым племенем. Уарстхой никогда не были кочевниками. Почему вы, братья, которые против разжигания между нами, позволили это сказать? Почему вы не сказали ей после этого? Я не говорю никаких силовых. Почему вы не отправили старейшин к ним? Почему общественность не сколыхнула и не сказала, Танзил, мадите, гум. Ой, Уарстхой, ой, гала махка, Уарстхой был, ногчимата, Уарстхой был, мадите, гум, шунцейлераш. Где вы были? Где ваше братство было? Которое вы сейчас направили в сторону Марьям. Вы говорите, мы братья, мы сами разберемся. Почему в этом случае вы не разбираетесь? А когда Марьям сказала, констатировала факты, еще раз повторюсь, неопровержимый 100% факт. Где вы были тогда? Почему вы в то время не сказали? Почему вы не сказали это Дмитрию Кулумбекашвили? Почему вы это не написали Даифу, когда вы бежали к нему и жаловались? Он называл всех кавказских блогеров стукачами ФСБ или ФСБшными блогерами. Дмитрию вы не сказали, Даифу вы не сказали, Марьям Берзеташвили или как ее там остальное, который индушский дом, ей вы не сказали, Артему вы не сказали, а сейчас Марьям вы говорите о братстве. Хорошо, Артем-то приезжий, его подставили, ладно. Он не знал информацию. Якобы. Если он это сказал. По крайней мере, ко мне то, что скрины пришли, это такие. И голосовой, который я услышал от него, это так. У меня вопрос. Танзиле нельзя, Артему нельзя, Деметре нельзя, Марьям нельзя, Хаймарзу нельзя, Бекову нельзя, никому нельзя, а Марьям одна. Один кабардинец, ладно, его вы не тронули. Одна карачаевка высказала свое мнение из часового ролика, из личного подкаста. Она не является ни доктором исторических наук, ни профессором. Она простой общественный деятель. Она высказала свою гражданскую позицию. Хочешь слушай, хочешь не слушай. Нормальный человек скажет, ну она не ученый, не знает, все, оставь. Зачем этот хейт? Зачем вот этот хайп на нем ловить? И дальше, и дальше, и дальше. Я сейчас обязательно поставлю, это еще не все. Общественность Ингушетии отправляет общественности Карачаево-Черкесии, старейшины Карачаево-Черкесии. Между нами разжигает ваше... Это позорище.
Взрослые люди, 20 лет, или я не знаю сколько, 22 года ей. Маленький ребенок, щупленький ребенок, девушка, горянка. Понимаете в чем? Комок, еще одно твое вонючее нарнийское высказывание, и я тебя отправлю в бан. Ты меня понял? Я не хайпую, утырок ты. Я как раз таки отвечаю тебе подобным, плачущим вечно. Вы все хайпанули на это. Я сейчас, уже прошло сколько дней. После 5 дней я по этой теме сейчас отвечаю. Мне вот такого твоего хайпа не нужно. Ни твоего, ни его. Я понимаю, что ты боишься. Ты знаешь, что сейчас вот это увидят адыги, дагестанцы, грузины, все остальные. И вы боитесь, что вот так вас разоблачает. Поэтому вы придираетесь и к личности, и к внешности, и ко всему остальному. И не дай бог во время, если я там укусил там заусенец или все остальное, пытайтесь вот эти гнилые, переходя на личности, показывайте свою никчемность. Потому что мужество, честь, достоинство вам чужды. У вас нету этого. А если бы было, вы бы по факту, не матерясь, не называя интимные места родителей, достойно зашли бы и ответили. По делу. А вы за чужими пустыми аватарками сидите где-то там и что-то пытаетесь. Ладно, не буду на тебя долго акцентировать внимание, продолжим дальше. Валикум салам. Накинулись на нее. Отправили, еще раз говорю, хейт в ее адрес с проклинаниями, оскорблением, мол, она там уже моя жена и так далее и тому подобное. Эх, жаль, что она не моя жена. Была бы, я бы в прямом эфире, несмотря на наши традиции, посадил бы ее рядом и сказал: до конца, до конца. Но я с этой девушкой не знаком. Мы с ней не общались, мы с ней не виделись. Я не знаю, кто она. Кроме как ее зовут Марьям и что она карачаевка. Больше я ничего не знаю о ней. Понятное дело, что ее и этого Кудусова Сулеймана, или Сулим, как его зовут, я не знаю, с этого парня вы их от грехов очистили. Вы очистили. Но мне будет обидно, честно сказать, если достойный карачаевский народ, потомки Аланов, если сейчас включат заднюю и настроятся против невинной девушки, которая на самом деле ничего плохого не сказала, ни одним словом она не оскорбила. Валлахи, биллахи, таллахи, в судный день перед Всевышним Аллахом она будет выглядеть, в нуре будет она, нур будет над ней, потому что она не соврала, она сказала правду. Наш любимый пророк, саллаллаху алейхи, он сказал: тот, кто не говорит правду, тот не из моей уммы. Она будет как раз таки из уммы пророка Мухаммада, потому что она высказала свое субъективное, честное, справедливое мнение. Еще раз повторюсь, в часовом подкасте, когда ей писали под ее фотографией, она рассказала лишь один случай. Все, вы послушайте, она говорит о братстве, один народ, все остальное она говорит. Но нет. Те, которые решили хайпануться, и тем, которые не понравилось, что, оказывается, и соседние кавказские народы-то, оказывается, понимают, что чеченцы ничего не забирали. Они вернули то, что было украдено в 2009 году. А теперь, Комнур, давай посмотрим, кто же решил из нас хайпануться. Послушайте этот ролик. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Мне скидывают такое смешное видео. Документально, фактами по сегодняшний день не показал и не доказал, что эти земли принадлежали им. И реакция на это видео, это вообще ужас. Во всех пабликах, везде споры. Вот, ребята, братва, вот истинные, вот денуду, яхюш был, валла, вежиш кусо. Денуду, яхюш, сидуш был, мохче вежиш кусо. Цу комментарий, что я здесь бажу, вот нахите, че хахтаба, сообщение ему каналыш. Шо гязеру,
тоже я вам официально говорю. Официально. Что нагдат, что наоборот, ты борт бибез, война нахай, борт хубош, чтобы объединить война, нас. борт. Наоборот, должны говорить благой или же молчать, ты еще. А тот, эта девчонка, вот она, у нее и у Башлама один язык. Вот был один персонаж у нас, тут Башлам называется, прозвище назвал себе, в честь горы Казбек, не знаю, может, гору эту тоже хочет себе. Такой у нас есть историк тут, бедный. И на этом же языке эта девушка тоже, может, предхватила там, вот послушала его интервью, вот тоже подумала, может, давай-ка я там хайпанусь, там скажу, ну, мало ли, ну, что у нее в голове. Она свое тоже уже по-любому, в любом случае, от Всевышнего Аллаха получит, отталкиваясь от ее намерения. Но вот вы, которые там ругаются между собой, валлахи, биллахи, мы, ингуши, ни одному человеку в этом мире, ни одному правителю в этом мире ничего доказывать не должны. Каждый ингуш имеет свой род, свой тейп, свои родовые башни, свою землю. Это испокон веков передается вот одно поколение на другое поколение. Мы знаем. И каждый тоже чеченец знает, у кого какая земля, что да как, какие земли были. Но у нас нет границ. Мы войнахи, братья. Вот наше братство, которое вот испокон веков ни одни ученые мира не могут понять, почему они не могут нас разделить. Вот пытаются они разделить, вот. Они не могут понять, почему мы быстро так объединяемся. Они нам завидуют, вы завидуют, доцар, весь мир нам завидует, понимаете? В любое горе, в любую сложную секунду братья в войнах всегда объединялись и объединяются, понимаете? Просто ей тоже обидно, понимаете? Завидуют нам, как-то хотят рассорить нас. Вот очните, 21 век, ребята. Асомдул. Саламу алейкум, раматуллах. Мне скидывают такое смешное видео. Смешное видео — это то, что я видел. Вот то, что я видел, это смешное видео. Послушайте. Давайте я по полочкам разложу. Лицемер лицемером. Какой-то щегол, ну малой, сидит, SD парень, обсуждает девушку. Смешной ролик раскинули, все хайпуют, ай-вай, туда-сюда, зырт-пырт. Да, смешной ролик. Согласен, смешной ролик. Так раскинули его ваши. Ваши подняли эту панику. И негатив матерят ее, оскорбляют. Ваши. Чеченцы ее благодарят. Чеченцы ее благодарят. Ничего не сказали. Да я рискнул за то, что правду сказала. Все. Ты говоришь его кличку. Послушай, чувак, Чекиндез, я тебе говорю. Я не знаю, как тебя зовут, но от себя чисто я называю тебя Чекиндезом, да? Ну, поскольку я не знаю твое имя, ты реально Чекиндез какой-то. Чем ты занимаешься там? Автомашины, туда-сюда, зырт-пырт. Я не знаю, честно, не интересовался тобой. Ты для меня никто. Я тебе скажу, почему я так говорю. Я говорю тебе, потому что у нас клички не носят. Мое имя Башлам. И Башлам — это исконно нохчи имя. Для тебя это Казбек, для нас это Башлам. Это исконно нохчийское имя, которое его используют. Башлам вода, Башлам ресторан, Башлам много чего здесь есть Башлам. Ансамбль Башлам. Это наше имя. И меня так зовут. Украсть гору, вот это ты решил сумничать. Ты бы узнал бы для начала, кем были твои предки. Кем они себя называли. Я знаю, допустим. Я тебе написал. Прежде чем залезть, может, у вас и у тебя есть кличка. У нас имена. У достойных онхо имена. Я не называю военных, которые там занимаются своим профессиональным делом. У простых людей не клички. У нас имена. И мое имя Башлам. И дала его мне моя бабушка. Чтоб ты знал. И нам ничего не нужно ни у кого не отбирать, ни воровать.
Это ниже нашего достоинства. Мы с-под тишка в 2009 году, пока идет у соседей война, чужие земли не прихватывали. И горы не воевали, не воровали. Это так тебе, чтобы тебе было понятно. А все остальное вафлю, которую ты рассказываешь, между братьями, она завидует, она делает это специально между... Ты вот хоть слышал ее запись? Чему тебе, вот тебе конкретно, чему завидовать? Лицемеры на лицемерах. Это лицемерие, это обман. Понимаете? Долго уделять внимание не буду, оно того не стоит. Но все, что он сказал о братстве, о единстве, возвращаемся к тому, что я говорил 10 минут тому назад. Где ты был? Почему ты не говорил о войнахизме в 2018 году, когда вышли на митинг? Где ты был в 2009 году, когда стихаря чеченскую землю воровали? Где ты был в 2024 году, когда ваши проводили конференцию в Грузии, оскорбляя чеченцев? Где ты был, когда Танзила Чобиева оскорбляла часть чеченского народа, в том числе, и, как вы говорите, теперь уже ингушского народа? Теперь она уже начала дифирамбы, я не знаю точно, писать дифирамбы в эту область. Эти земли как раз-таки принадлежат Остхой. Где ты был со своим войнавством? Почему ты не сказал? Вместо этого ты пытаешься каким-то оскорбить меня, называть там башлам, кличка. Я такой, какой меня создал Всевышний. Альхамдулилlah. Я богатый. Всевышний меня даровал умом. Если ты бедный, это тоже хорошо. Если я бедный, это тоже. Мискин, это не забывай. Ну, мозгов у тебя, я так понимаю, не сильно нету. Ты должен был знать, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, предпочитает мискинов. Если ты себя считаешь таким пафосным, крутым богачом. В такой футболочке, когда ты с такой надменной улыбкой пытаешься что-то высказать. Это ты закидывал мои ролики. Вежри, давайте соберемся против этих чеченских националистов, выступим. Это ж ты же плакал. Покажи хоть один пост, где я достойных братьев нашего народа Галай оскорблял. Хоть один пост покажи. И я тебе в директ написал. Почему ты побежал ради хайпа, оскорбляешь эту девчонку и пытаешься говорить, что она у меня взяла, она хочет разделить войнавский народ. Между нами никогда не было границ. Серьезно, не было? Выступи перед Мехкел ингушским. И второе, перед советом старейшинам Ингушетии. Скажи, между нами не было границ. Признать он, что ты конахчик. Да и по идее скажи им, между нами никогда не было границ и не будет, мы одни братья. Не Марьям Карачаевке, бедной маленькой девушке, это надо доказывать. Это нужно доказывать своим. Пойди хоть одному скажи это. Абадиеву Идрису скажи, Бузыртанову Руслану скажи, Совету старейшин, Мехкел, Сирождину Султыгову это скажи, сотрудникам своего НИИ расскажи это. Танзиле Чобиевой пойди, скажи, сестра, я Цоро, ты, я не знаю, кто она там, к какой фамилии относится, ты такая, вот ты кандидат исторических наук, зачем ты между нами, братьями, такие вещи говоришь? Почему ты говоришь, мы чистокровные, а чеченцев называют, что они смешались, их поэтому 1,5 миллиона? Или ты думаешь, что Танзила, чеченцы дурные и не поймут, что ты намекаешь на чеченцев? Ты это хочешь сказать? Почему ты не скажешь это там? Нет, ты не сказал. Ты, сидя в своей тарантачке, называя там, оскорбляя ее, пытаешься задеть меня, эту лабуду несешь. Я могу назвать пофамильно тех, кого вы оскорбили и кому вы помогали и спонсировали. Я никого не провоцирую. Валлахи, биллахи, талахи, клянусь именем Аллаха. Я лишь хочу остановить несправедливость в отношении этой девушки и моего народа. В первую очередь моего народа и этой девушки, которая сказала всего лишь слова правды. Закончим на этом чикиндезе, который якобы был супер справедливый,
супер честнюга. Ну, я до тебя довожу давнее. У меня не кличка, у меня имя Башлам. Башлам. И это имя чисто чеченское. У нас есть и казбеки, но Башлам это чеченское имя. Не Бошлаам, как вы там пишете и все остальное. Это все у нас есть. У нас есть рестораны, ансамбли, колбаса, вода, все что угодно с этим именем. А вы можете этим погордиться? Покажите у вас. Вы же говорите, это Бошлаам, он хочет, наверное, гору тоже к себе приписать, украсть. Много мы украли? Нет, мы лишь вернули то, что украли. А теперь продолжим дальше. Посмотрим следующий ролик. Граница с Ингушетией, фотографии, там, башен, это все выложила, они начинают кричать, это ингушские земли, там, вот, знаешь, видите, ни один ингуш документально, фактами по сегодняшний день не показал и не доказал, что это земли принадлежали им. На карте Ингушского округа Терской области, составленной в 1892 году, мы видим, что эта территория в царское время входила в состав Ингушетии, также отмечено поселение Мериджи. Данные этой карты совпадают с составленным в 1869 году сборником статистических сведений о Кавказе, в котором указано, что Ингушевский округ включал в себя аулы Мериджи, Елхаровой, Галанчош. Также Иоганн Гюльденштедт в 1770 году в своей книге указывал аул Мериджи в числе ингушских селений, что также говорит о том, что эти земли были ингушскими еще до вступления Ингушетии под лоно Российской империи. С Ингушетией, фотографии, там, башен, это все выложила, они начинают кричать, это... Второй фейк. Ну, я дальше продолжать не буду. И в этот момент, сейчас я приму те, которые запрос отправили. Я приму только сейчас минуточку, попрошу минуточку внимания. Итак, карта фейк. Фейк, поясню вам почему. Данная карта находится... Почему фейк? Дело в том, что данная территория находится в Ингушетии. Нет, она не находится в Ингушетии. Это карта 1892 года, не имеющая основания, то есть... Карты делятся на несколько типов. Этнографическая, топографическая, административная, географическая и так далее. Все карты имеют свое предназначение. Чтобы эти территории были конкретно только за ингушами, ну я хочу вам показать фейк. Вот этот кусочек горной лесистой части, который относится, я вам показывал документы, могу и хоть сейчас показать вам это. Конечно же, это все является ерундой. Этот округ не назывался в 1892 году Ингушским округом. Во-первых, эта часть большая, эта карта больше Терской области. Есть аналоги этой карты 1890-х, 68-го, 92-го и так далее. 98-го. Так вот, ну, чтобы было это наглядно, сейчас, в отличие от вас, у меня есть... карты из архива. Вот эта карта. Вот она, Терская область. Чтобы было видно, да? Вот, карта Терской области. Вот, чтобы это было. Она в маленьком формате. Тоже карта того периода. И на этой карте я уже не буду говорить об остальных картах, которые у меня есть. Я их, конечно же, тоже покажу, чтобы было понятно. Просто не хочу, чтобы людей не было настроения. И по документам точно так же сейчас отвечу, уважаемые мои друзья. Минуточку, как говорится, внимания. Карта фейк. Почему? Ни Ингушетии, ни Ингушевского округа на тот период нету. Эта карта называется Сунжинский отдел. Чтобы было понятно, в Сунжинский отдел входили чеченцы, ингуши, казаки, другие национальности, кабардинцы, осетины, проживающие частично, кумыки тоже. Чтобы было понятно, что какие национальности проживали там. Это не была национальной территориальной единицей ингушей, даже в тот период. Но сейчас забежим чуть-чуть назад, исторический экскурс. Мы все говорили и говорим, что в 1862 году впервые был создан Ингушевский отдел или округ, называйте как хотите. В этот момент, по 1966-68 год,
на протяжении 4 или 5 лет, все мы знаем, да, Акка и Мерджи входили в состав, как так называют, эта часть Геленджикского района, входила в Ингушевский округ. Ингушевский или Горный округ Ингушетии. Но через 4 года из-за собственных заявлений, документы я могу тоже зачитать, никаких проблем с этим нету. Документ в эфире вы видели, да, это рапорт, где говорится, что акинцы и мерджинцы хотят присоединиться, я вам коротко если сказать, хотят присоединиться к Аргунскому округу, вернуться обратно домой, к своему народу, поскольку они находятся в враждебных отношениях к тем, кто проживает в этой области. И за счет этого их возвращают обратно. Подтверждение. Вы знаете, это документ 1891 года, да? Зачитываем. Документ 1890. Что это карта фейк и неправда. Документ, сейчас прочитаем. Области. Селение Мерджой. Сейчас освободите, подождите. Сейчас. Так. Так. Селение в 1891 году к области чеченцы Грозненской области относятся селение Мержой, Цеч-Ахки, Верхний Ки, и многие другие селения. Количество людей 150, Стечахки 158 дворов, Мержой 151 двор. Они входили в состав Грозненской Чеченской области на тот же период. Другой момент, чтобы было понятно людям. Документы все есть и предоставить это никаких проблем не составляет. Другой момент, который я хотел бы по этому ролику. Карта фейк, потому что такого отдела, как они говорят, нету. И Ингушетии нету такого названия. На тот период нету. На этой карте нету Ингушетии. И нету Чечня, там не написано. Он называется Суджинский округ. Суджинский, Казачий округ, Суджинский округ. Ну да, входит. Опять же, есть очень интересный момент. Какое это время? И чьи это земли, которые обсуждаются? Это после окончания Кавказской войны. Еще один документ, подтверждающий, что это фейк и недостоверно. Есть вот такая вот книга. Вот такая книга. «Народ и земля» называется. Горная Чечня, начало 20 века в трудах современников. Открываем страницу. И, если коротко, до того, как я вам зачитаю документы, надеюсь, Красный Горшок слушает, он наш любитель скоростного чтения, да, он у нас боится за то, что мы можем читать не так быстро, как бы хотелось. Так, сейчас, uno momento, сейчас, мы зачитаем. В первой волне Чечню покинуло 23 тысячи. Так, чтобы было понятно. 23 мая 1865 года, день памяти чеченского мухаджирства. В первой волне Чечню покинуло 23 тысячи человек, 23,57 тысячных человек, то есть 23 тысячи 57 человек. Они оставили все ради свободы, веры и достоинства. Это день памяти переселения. Первая волна покинула. Вы знаете, что покинули эти земли 5 тысяч семей, из них 3500 чеченцев, из них 1500 уарстхой. Ну, те самые уарстхой, которые Танзила называла кочевниками. Ну, по ее словам. Ну, или они пасли там скот, как она сказала. Извините, что цитирую ее слова, но
А это не оскорбление, это не разжигание. Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Это исторический факт, ну, как она поясняет, по крайней мере. Ну вот. Дальше. Продолжаем. Дальше покинула волна. Потом уехали 1500. Вместе с ними уехали 1500 карабулаков, орстхоевцев. Тоже ради свободы переселились, вы знаете, в Иорданию, в Турцию, в Палестину на тот период, ныне это Израиль, в Египет, в Ирак, в Иран информации очень мало, и в Турцию самое большое количество. Вот эти все 5000 человек, ну плюс-минус возьмем, пускай будет в каждой семье даже по 4, по 5 человек, пускай это будет даже не столько, ну возьмем даже, пускай будет это 6 человек, умножаете и получите то количество, которое у вас получится, да? 30 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч человек. Это послевоенное время, после окончания Кавказской войны. Уехали на этих землях, просто они констатируют, что на этих землях больше проживают они. На этих землях уехали орстхоевцы, уехали чеченцы. Почему же они уехали? Послушаем вот это видео. Ни один факт غلغة وياهم سجل قلبها الدولش وكوكازي الله تشانه حقيقة أشكوشته نقشته غيفهم نادي تساشده استوري دوش أشكوشته لحتنا هو سوما يعني ورتيش وش الإشاد عليش عشان حب تشان أول لحتنا ولي تسمى غلغة وياهم ни один. Это заявление достойных наших братьев Орстхой. Они рассказывают, что во время Кавказской войны орстхоевцы, карабулаки, воевали на стороне имамата Шамиля вместе с чеченцами. И само собой в этой переселении мухаджиров покинули эти земли орстхоевцы. Сейчас, возвращаясь к прокламации Борятинского, что же говорил Борятинский? 1800... Так, книга у меня есть, могу сейчас, ну если коротко процитировать, Борятинский говорит и просит чеченских наибов отказаться от сопротивления и перестать воевать на стороне имама Шамиля, что вам будут верны, возвращены. Я могу, подождите минуту. Проще прочитать документ, правильно? Так, сейчас мы прочитаем. Нас красный горшочек любит же, когда мы читаем. Сейчас. Дайте мне минуточку. Так, сейчас. Чуть-чуть. Протокол, соглашение, краткие очерки. Мое большое упущение было, что я эту прокламацию каждый раз зачитываю и упускаю. Но мы ее нашли. Оказывается, не упустила я просто закладку. Прокламация. Это важно по этим землям.
Прокламация князя А.И. Борятинского. Александр Иванович Борятинский. 14.05.1815-1879. Князь-генерал-фельдмаршал. Практически вся карьера Борятинского прошла на Кавказе. Но это его автобиография. Я не хочу сейчас ее зачитывать. Думаю, что это вы уже знакомы с ним. Прочитаем официальную прокламацию. Прокламация. При окончательном покорении Чечни и Дагестана я объявил уже вам изустно, что император Всероссийский бесконечной милости своей великодушно даровал прощение чеченскому народу за все враждебные его действия против вас в продолжении более 20 лет, за пролитую кровь русских, за вред и убытки, причинение нам во время войны. Подтверждаю ныне, письмо мое, слово объявляю снова, что все случившееся продолжение этой бедственной для народа войны должно быть забыто навсегда. Отныне его императорское величество, распространяя на вас свою благодарность и попечение, наравне с другими своими подданными, дарует вам следующие милостыни. Каждый из вас может свободно отправлять свою веру, и никто не будет вам препятствовать исполнять обряды ее. От вас никогда не будут требовать рекрут и никогда не обратят вас в казаков. То есть не будут призывать в армию и не будут вас превращать в казаков. Как раз таки по этим мотивам, когда проходило мухаджирство, начали запугивать, что будут брать в армию, что будут заставлять становиться казаками. Все земли и леса на плоскости, где жил чеченский народ, до возмущения 1839 году. 1839 год. Все земли, где проживал чеченский народ. Еще раз попрошу. Чеченский народ до возмущения 1839 года будут отданы вам в вечное владение, исключая тех, которые заняты под укрепление с принадлежащими к ним плоскостными местами. Эти земли навсегда остаются собственностью казны. Те же земли и леса в горной полосе, которые народ до возмущения не пользовался и откуда вышли при нынешней покорности, остаются в запасе, в распоряжении правительства, но на них не предлагается поселить ни казачьих станиц, ни чеченских аулов. Вам отведутся земли на каждый аул современному числу жителей, и каждому аулу будет дан акт или план на вечное владение землей. Земли подарены правительством, и те из них занятые никем земель, которых могут быть одарены частным лицам за заслуги, останутся навсегда неотъемлемой их собственностью. И так далее, и так далее, и так далее. Главнокомандующий Кавказской армии, наместник Кавказский генерал-фельдмаршал А.И. Борятинский. Документ вы можете прочитать, можно посмотреть. Прокламация Борятинского найдите. И говорится, до 1839 года. Кроме тех земель, которые были отданы подданным Российской империи, которые служили честью и славой и так далее и тому подобное. Вот как на казачьем округе, оказалось, что там было меньше чеченцев, арстхоевцев, как вы говорите. Но эти земли были арстхоевские. Вы не верите? А именно арстхоевские, чеченские. Кстати, Бек-Черкасский, Малая Кабарда, который принадлежал, это верхняя часть, это тоже в этом казачьем округе, они входят уже в этот Сунжинский округ. А вы называете этот Сунжинский округ своим. Но Сунжинский округ, еще раз повторюсь, вплоть до Владикавказа. На этой же карте, которую вы говорите, которую я указал вам, 1892 года, фейк, Владикавказ не входит вообще в состав. То есть, получается, де юре и де факто, Владикавказ не был ингушским, потому что на этой карте он не ингушский. Не мало того, что он не входит в этой карте, там большая часть его не входит в эту карту. Где вы присоединяете акинцев и всех остальных. У меня очень много карт, и Клопротовских, Сунжинский отдел, Сунжинский отдел, да. Сунжинский отдел. В Сунжинский отдел они не входят.
Я вам сказал, что Мерджит Эчехе в 1891 году, не документ, который вы закинули, который прошло 1906 год, зачем через 10-15 лет? Здесь показывают буквально на следующий год, что эти земли не принадлежат. Их вернули Чечне, они находились у чеченцев. То, что уастхоевцы были на стороне имамата, что и их тоже, как и чеченцев, там было меньше, на то есть причины. Чеченцы, то бишь и уастхоевцы, которые были теми же самыми чеченцами, которые воевали на стороне имамата, Шамиля, они покинули эти земли. Пришлось. Чтобы остаться свободными, чтобы остаться мусульманами. Да, Муса Кундуха, все остальное, это уже второстепенное. Первостепенная проблема в том, что проиграли в Кавказской войне. Но что говорит прокламация Борятинского? О том, что если вы откажетесь от имама Шамиля, то вам вернут ваши земли до 1839 года. А я попрошу вас посмотреть на карты 1839 года. Здесь его, к сожалению, она будет слишком маленькая. Ну, вы найдете на моей странице. Даже в книге «Истории Ингушетии» есть эта карта 1839 года, где и Галашки находятся в Малой Чечне. Это по прокламации. Но, еще раз повторюсь, кроме тех земель, которые же были подарены или завоеваны и заселены казаками. Асиновка, Самашки, Серноводская, все эти земли в основе своей, Троицкая и остальные земли, само собой, Малгобека в то время не было. Ты мне про 24-й год карту не рассказывай, я тебе могу удивить, поверь мне. Этот кусок земли не принадлежал никогда. И Марьям, опять же, не соврала. А вы на ее ролик крепите фейковую карту. Почему фейковую? Потому что вы говорите, что это карта Ингушетии. Это не карта Ингушетии. Это не карта Ингушевского округа. Это не карта Ингушевского отдела. Это карта Сунжинский отдел. Казачий, не казачий. Если вы будете говорить об Сунжинском отделе, там в Терской области, поверьте мне, там от Владикавказа до крепости Грозная, Петропавловка, Ильиновка, все эти земли принадлежат казачьим хуторам, казачьей станицы, это все. Это им принадлежит, потому что они завоевали. Вы можете сказать, что это тоже Сунжинский отдел, и это тоже наше? Вы не имеете на это никакого. Но вы взяли карту, она мало того, она выходит там далеко за Терек, она захватывает земли, Кабарды захватывает. Эта карта, она больше. Вы можете посмотреть, это не граница, это не административная граница. Вы подтасовываете, пытаясь показать этот кусок, что Марьям врет, показать этот кусок. Показывайте фейковую карту. Зачитывайте документ, а документ говорит обратно. Потому что эти земли принадлежали уастхоевцам. Давайте же посмотрим, как на этих землях оказались, кому они принадлежат, эти земли. Книга, вот эта книга, еще раз повторюсь. Вот эта книга. Народы и земли. Вот. Это Горная Чечня, начало 20 века, в трудах современников. Чтобы было понятно, здесь я вам могу зачитать не то, что, как говорится, горные чеченцы, культурно-экономические исследования Чеченского района Нагорной плоскости Терской области, таблица и иллюстрационный материал в 9 листах, произведенный Иваненковым к тексту последования, Шанаев, западная часть горной полосы Малой Чечни и Грозненского округа. Дальше документы и материалы, зачитываю. 20 июня 1980 список жителей Горной Ингушетии, поселившихся в качестве, и вот здесь сейчас начинает, это, издание 2025 года, рецензенты, доктор исторических наук, зав. Отдел народов Кавказоведения ИАЭ Российской Академии Наук Ю.Д. Анчибадзе, доктор исторических наук, президент Академии Наук Чеченской Республики Таджамбулат Умаров, 2025 год, сборник материалов Российской Академии Наук. Прочитаем, кому же эти земли принадлежали. Итак, господа хорошие, 20 июля 1893 года список жителей Горной Ингушетии, поселившихся, прошу минуточку внимания, речь идет о Сунжинском отделе, да? Поселившихся в качестве временно проживающих арендаторов
на войсковых казачьих землях по Ассе и Фортанге, захваченных в результате Кавказской войны, у цечоевцев, миржоевцев, галашевцев, аштхоевцев, карабулаков Малой Чечни. Конец цитаты. Документ 3. Список жителей, проживающих по хуторам Асиновского ущелья 3-го участка Сунжинского отдела с показанием, с какого времени хутора существуют, с чего разрешение и на какой земле, Состав составлено 20 июня 1893 года. Коротко пробегусь. Хутор Галашки на войсковой земле, Аслако Парагульгов, Чиргиз Парагульгов, Зюхид Зейтов, Астемир Ахмадов, Гарибек Архиев, Юсуп Ваксаков, Теми Манкиев, Газин Гамботов, Эка Анзоров, Дуда Дударов, Эса Муржоев, Маржуев, прошу прощения, Маржуев, Инарал Куркиев, Азамат Гашлукиев, Моусар Бадиев, Бейсултан Бадиев, Магомед Татиев, Юсуп Татиев, Асламбек Ганижев, Дош Ганижев, Моусар Алмазов, Тох Далтукаев, Батако Дошука и вот так и так далее и тому подобное. Это фамилии тех, кто поселился и жил там. Это у нас селение Галашки. Это пофамильно. Итого 168 дворов. Хутор Галашки поселен с разрешения начальства 1887 года по заключению контракта. Слушайте. По заключенному контракту с войском его население составляют горцы Хамхинского и Цоринского общества. Это те, кто заключил договор и переселился на эти земли. Этот документ есть. Хутор Мержич в войсковой земле. Мали Катиев, Бази Чариев, Аба Катиев, Муса Катиев, Зубайр Чариев, Асламбек Катиев, Эрмарс Катиев, Бибол Катиев, Шаухул Катиев, Джантимир Катиев, Эльжарко Чариев, Маги Куркиев, Сырко Гандоров, Заурбек Гандаров, Мады Гандаров, Гайсултан Базуртанов, Эрмуло Батакиев, Орхи Татыров, Аштхо Итиев, Аштахо Этиев, Арсахан Гандаров, Бейсултан Гандаров, Газо Далтукаев и так далее. Итого 50 дворов. Хутор Мужич поселен с разрешения начальства с 1872 года в числе 300 дворов горцев, заключивших договор с войсковым правлением об аренде земли по Асиновскому ущелью. Его население составляет горцы Хамхинского и Цоринского общества. Это те, кто занял Аштхоевские земли, кто арендовал их у царской России. Дальше. Хутор Алкун. Муса Шадиев, Актимир Шадиев, Кайдар Майсулов и так далее. Итого 49 дворов. Могу зачитать каждого. 49 дворов. Хутор Алкун поселен с разрешения начальства 1873 года. Население его составляет горцы Хамхинского и Цоринского общества. Из них часть принадлежит к числу 300 дворов, а часть проживает на собственной земле. Хутор Сарали Апиева. Сарали Апиев, Мусос Мурсогов, Чиргиз Эльбуздыкаев и так далее и тому подобное. Итого 20 дворов. Хутор Сарали Апиева поселен с разрешения начальства 1874 года на войсковой земле, не ингушской, а войсковой земле. Население его составляют жители селения Цеч-Ахки. Хутор Датых. Тимир Дудара, Булат Бугучиев, Джамбот Бугучиев, Альмарза Баймирзиев, Садула Бугучиев, Майда Бутиев, Аспи Амадиев, Муса Хаджиев, Монсар Амадиев, Мураж Хаджиев и так далее. Итого 62 двора. Хутор Даттых поселен с разрешения начальства в 1875 году. Население его составляет горцы Хамхинского Цоринского общества, которые принадлежат к числу 300 дворов, арендующих войсковую землю. Эта земля не принадлежала им. Эта земля была освобождена. И они вместе с остальными чеченцами были отправлены мухаджирами в Турцию. И заселили, и арендовали ее. Кто? Какие общества? Цоринское и Хамхинское. Дальше. Документ 4. Это 3-й документ. Список жителей, проживающих хуторами в станичных землях, Нестеровской, Асиновской, приписанных полицейском отношении к Галашкинскому сельскому управлению 3-го участка Сунжинского отдела с показанием, с какого времени хутора существуют, с чего разрешение, по данным за июнь 1893 год. Хутор Маргист на земле станицы Нестеровки.
Нестеровской. Урядник Садул Танкиев, Сарал Дашлукиев, Татак Танкиев, Анзорбек Мирзиев, Джанбот Эсмирзиев, Хурсак Эсмурзиев. Итого 6 дворов. Арендодатели, жители Мицхельского общества, поселены с разрешения начальства 1891 года, то бишь с разрешения царской России, на эти земли. Арендодателями. Незаконными ее владельцами, не возвращенными этими землями, арендодателями. Так написано на этих документах. Смотрим дальше. Хутор Семигович в станице Нестеровской. Иляс Вождиев, Доти Вождиев, Чаги Хачбуров, Муса Дзюмаев, Ика Альтемиров, Тагир Альтемиров, Каурбек Джанботов, Коки Баргулов, Амак Акиев, Иса Аспиев, Таубур Залиев, Маас Магиев, Эльжурко Исламов, Сельмурза Сулейманов, Лей Баргунов, Ака Далотов, Дауд Пошев, Джасырко Пошев, Бози Бердукиев, Идыев, Монсар Цуцкиев, Абрек Толхужев, Саги Толхужев и так далее. Итого 32 двора, арендодателей, жители Хамхинского общества, Джамбулат Аспиев, житель Цоринского общества. Итого 2 двора. Арендаторы поселены с разрешением начальства в 1891 году. Это хутор Верхние Ашты на земле Нестеровской. То было 32 Хамхинское, Цоринское, здесь Хамхинское, Цоринство. Хутор Нижние Бережки на земле Нестеровской. Магия, Акбиев, Курко, Далкиев и так далее. Итого 8 дворов. Арендаторы, жители Цоринского общества поселены с разрешения начальства в 1891 году. Тоже арендодатели этих земель. То есть они взяли в аренду эти земли. Хутор Футун на земле станица Асиновский. Альтимир Газиев, Борзиш Альтимиров и так далее. Итого 7 дворов. С разрешения начальства в 1891 году. Тоже арендодатели этих земель. То есть они взяли в аренду эти земли. Хутор Футун на земле станица Асиновский. Альтимир Газиев, Борзиш Альтимиров и так далее. Итого 7 дворов. Арендаторы, жители Цоринского общества.
Özün tavuşun da bir saatte demek mi? Like çok bak bir saatte diye. На нити атакуют его. Так, конечно, можно жаловаться сколько хотите. Это вам не поможет. Вы пытаетесь приостановить эфир, но по воле Всевышнего Аллаха мы можем обойти и эти препоны, которые некоторые люди... Ибрахим, первую версию я загрузил на Инстаграм. В 2 частях будет состоять наш эфир. Так что... Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ассалам. Так вот. Что касается документов в этой книге, которую я только что зачитал, я не знаю, где я остановился, Ибрахим. Кто-нибудь может мне напомнить? Итак, в этой книге, как вы видите, есть фамилии, пофамильно каждая фамилия, кто какие земли занял, в какие года, что сделал. И точно так же есть прошение, чтобы вернули эти земли, просят у царя. И давайте резюмируем данный вопрос. Получается, что Сунжинский отдел в 1892 году уже на все эти земли, принадлежавшие и чеченцам, и части чеченского народа, астхоевцам, были оттуда переселены и показали всем, как говорится, кто реальный хозяин, что это карта Сунжинского отдела, а Сунжинский отдел это казачье поселение, которые они победили, и туда разрешили поселиться каким обществом? Соринским, Хамхинским, ну и так далее и тому подобное. Это документы из официальной ингушской, как говорится, я вам зачитал, вы можете посмотреть, ничего нового вы не услышали, никаких обид не должно быть. Пофамильно, кто заселился, сколько дворов заселился, в
какие хутора, в какие селения арстхоевцев, чеченцев, остальных, они поселились. По Борятинскому, прокламации Борятинского вы знаете, что кроме тех земель, которые были непосредственно до 1839 года, будут возвращены, кроме тех земель, которые были подарены или принадлежат там царским войскам и так далее, то есть казачьим станицам. Вот таким образом происходило все это. Вот так. Но даже несмотря на это, на протяжении 4 лет, когда принадлежала эта земля, об этом говорит и ведущий специалист по истории Ингушетии Лейла Арабханова, кажется. Она же сказала, последние 150 лет эта земля нам не принадлежала. Она принадлежала там 4-5-6 лет. Ну да, 4. Насколько я знаю, 4 года она принадлежала ингушам, переходила. После акинцы и все остальное уже узнаете по личной инициативе, их просьбе мержоевцев, цвечоевцев, акинцев, эти земли вернулись обратно к Аргунскому округу и принадлежат с тех пор чеченцам. До 2009 года эти земли больше не принадлежали и не входили в состав Ингушетии. Так скажите мне, в чем виновата Марьям? Ни в чем. Ничего она не сказала. Опять же, она историк, какое она имеет право, вы скажете. Но в данной ситуации она опубликовала башни чеченские, выставила фотографию, она имеет право, это ее личный блог, выставила. Я надеюсь, что братья карачаевцы увидят, наши соседи, достойные карачаевцы, увидят и поймут, что все чеченцы, все, кто посмотрел, они принадлежат непосредственно, полностью поддерживают Марьям. Все чеченцы. Зачем Ермолова смотреть? Ермолов фактически много чего рассказал про вас. Кому? Боюсь тебя огорчить. Тут один был герой, который рассказывал, что убил у Ермолова 26 тысяч казаков. Я тебе могу не только про это рассказать. Обязательно в следующих эфирах мы расскажем и про Горскую республику, который так очень сильно любит рассказывать Муса Зурабов, указывая на документ и говоря, что Сунжинский район не принадлежал чеченцам, потому что из Горской республики чеченцы якобы вышли, не требуя Сунжинского казачьего округа на тот период. Но он забыл указать, что точно так же, как и чеченцы, оттуда вышли ингуши, не имея никаких претензий на эти земли, потому что они сами были арендованы, они арендовали эти земли. И Асиновская, и Нестеровская, и все остальные. Об этом я же только что зачитывал эти документы. Они получили ее от царской России. Они им не принадлежали, потому что у Цхора есть своя гора, своя земля. У Хамха есть своя гора, своя земля. Какое они имеют отношение к Асиновке, Серноводскому и так далее и тому подобное? Никакого отношения не имеют. Поэтому я непосредственно могу сказать, что в данной ситуации, да, кстати, Хамхай ничего по этому вопросу и не говорили. Хамхай знает, где их земля. Вот. А тот, кто занимается вот этими подстрекательствами и оскорблениями вот этой девушки, я не знаю, не знает ли вообще историю какую-либо. Вот так я надеюсь, я ответил. А у нас был вопрос, в 770-м вы вообще впервые появляетесь, как говорится, в пространстве. Заявляете, бежите, именно ты и твои, да, побежали к кизлярскому коменданту катать. Поэтому Хамхай Царай Нохчи бас. Мастан Царай Нохчи чуаш был Царай Нохчи бу. Хамхай Нохчи а Хамхай тайп сун хазитиш сун хазда. Но вай цак амду буш бу Хамхай. Достойный мой вежри. Вот. Запрос Яйтнир. Запрос где у нас? Запрос. Куда он делся? Кто хотел зайти и поговорить? Можете зайти и задать вопрос, отправить, и мы вам ответим. Вот так вот. По каким? По любому вопросу, по этим материалам. Мы показали, кому относились в данной ситуации эти земли. В 1891 году эти земли относятся, Цечуа, Мержуа, они относятся к Грозненской области.
Хамхуай не знают, Схора ДНК гаплогруппа L3, как и у чеченцев, чеченские L3 гаплогруппы, общий предок Схорой Фергиевых и Гагиевых. Это говорит Белгато. Ну что да, Белхамхуай, то есть. Вот. Какие вопросы у вас, задавайте. У меня столько было, что я... Если у вас есть вопросы, задавайте. Если нету, то мы, конечно же, постараюсь сейчас включить, как говорится. Так, постараемся включить и Telegram канал наш. Просто Telegram салатыча сифтайолса. Так. Веппи, Хорвай, Хвастой, Оушлайс, Ауха, они чеченцы. Да, они чеченцы, 100%. Они 100% чеченцы. Аухи проживают 100% чеченцы. Без всяких сомнений подключиться. Получить. Подключиться. VPN. Так. Мигаю я. Гнездо где? Освободилось. Дикду ваша ажа руса фейк юз. Пока прямой эфир. Еще прислали одну фейковую карту, которая разместила у себя Харцу дали Йохерге инша Аллах с чеченскими землями. Садей мох байер. Да, хак исвалил бас, хадай мохкам. Нох шичуюк. Хадай мохки, хети бац. Садай мох байер. Марьям же эфир был, должен был быть. С Марьям же должен. Нет, я не говорил с Марьям. Эхшбату, они чеченцы, Q1. Эхшбату, они чеченцы. У нее гаплогруппа Q должно быть. Не могу сказать, что у всех, но должно быть. Так, трансляция. Сейчас мы постараемся включить чат. Обновление. Эхшбату не могут быть ингушами. Эхшбату, Галуки, Шона, Энгна и так далее. Ну, да, нас приписывал. Ассаламу алейкум, Башлам. Ты читал «Кавказ»? Александр, что скажешь про книгу? Да, читал. «Кавказ» великолепное. Ну, произведение неплохое, так скажу. Ну, для нас полезного там не так уж много. Вот. Александр Дюма, про его посещение, про его высказывание. Мы много раз рассказывали в прямом эфире. Думаю, что это понятно. Вот. Его произведения, конечно, великолепны, но не скажу, чтобы прямо там они с лучшей стороны он показывает наш народ, но и неплохо, конечно, как мог. Это именно Александр Дюма назвал, да? Кавказ, это французы Кавказа, чеченцы. Да, духу я хвалился, ты пониш. Азамада надо бы пригласить. Да, любой человек может прийти. Я же свободный. Я же сказал, любой человек. Приходите в эфир. Никаких проблем нету. Отправляйте запрос. Начать трансляцию. Ну вот. Телеграм вроде бы мы тоже включили.
Аллах резхил, масарнахил, Аллах реза. Надеюсь, что посмотрим. Все желающие могут отправить. Так, я отправил тебе донат, дошел. Я не знаю, я не смотрел, но Ибраим мне ничего не сообщал, значит, донейшн не поступали, и мне сообщение тоже не пришло пока. Посмотрим, поступит ли. О, кстати, ты же мне запрос отправлял. Аух на связи. Аух, дересхил. О, кстати, отправь запрос опять, я приму тебя, что ты хотел сказать, а то сейчас получится, ты тоже еще будешь говорить, что я не принял. Мы включили, чтобы вы знали, трансляция идет на телеграм-канале, трансляция, вы можете аудио вопрос задать через него, трансляция идет в инстаграме, трансляция идет в ютубе. Насколько я знаю, вот эти 3 социальные сети одновременно ведут наш прямой эфир, и мы готовы ответить на вопросы или запросы. Аудио вопрос, вы можете зайти в прямой эфир, рассказать или задать мне вопрос. Видео, точнее, через Инстаграм, аудио через Телеграм. Но в Ютубе пишите комментарии. Обязательно ваши комментарии мы зачтем в прямом эфире. У меня вопрос. Пишите, ответим. Ибраим, если есть вопросы в Ютубе, отправляем, мы на них тоже ответим. Телеграм чабл визришан со хэшуй, уяват саму алиш, хэшуват. Что к чему слышно, раз, прием, чтобы было понятно. Артем Платок, Устаз Винлил, Шмабухош, Карачаевкам, Вайбусол Баишаер. Ну, это да. Да, я знаю, это ветка гаплогруппы Q1, чисто чеченский, который возраст более 1000 лет. Поддержать Башлама, ага, Башлам. Когда были построены, в каком веке боевые башни в Куршула-Яшбата? Это современные башни. Эти башни реконструированные, это современные башни. Поэтому это не древние башни, хочу, чтобы было понятно. Башенная культура в плоскостной территории, она использовалась редко, но одно из самых первых башенных комплексов было в Харачое, это 5-9 век. Что касается реконструированных и восстановленных башенных комплексов Курчалоя и Агишбатоя, это современные башенные комплексы. То есть сейчас по тому, как они построены в остальных районах горной части, их восстановили, построили. И Курчалойская, и Эхшбатоевская, 2 башни. Там есть еще Чермоевская, Харачоевская, Эльстаншхоевская, насколько я знаю. Сейчас, да, обязательно я сделаю пост. Поздравляю от всей души моих братьев Шонуай. Наши братья Шонуай строят башню, возводят, восстанавливают башенный комплекс. Надеюсь, в таком же формате, как строили наши предки. Его 5-этажный башенный боевой комплекс на территорию Шонуай-Лам, Шонуай-Юрт. Поэтому я думаю, что будет все хорошо. Кадыров сказал геройский башням 2000 лет. Не геройским башням, а Хойской башне. Вот, или Шароевским. Шарои башни есть, они древние. Я не знаю, что сказал глава Чеченской Республики, поэтому, как говорится, чего не знаю, того не знаю. Предки Галгай. Галгай, да, они вышли из Аргунского ущелья. Га вышел оттуда. Из Гейши Ошел, Мехтегюи, оттуда вышли Галгай, а потом переселились в Асиновское ущелье. Опубликую башни Шона и Эльстаншхуай. Как я могу башни Шона опубликовать, Исхан, когда я тебе говорю, его заливают, его только сейчас делают. Эльстаншхуай я обязательно, как поеду, опубликую. Ход ничего, Эльстаншхуай бал, если я не ошибаюсь. Чермоевская башня еще, Махтя, Чермой баую. Все, Галсевеля. Башла. Ассаламу алейкум. Хатадан меги. Да, мегу алейкум. Саламу рахматуллахи. Грузия село юца сонса гиреве юктига. Так. Эти гайл бауныш, хайн бауныш. Гюжи, ну смотри, чтобы было понятно, в Грузии, в Сванете, в Тушете, в Хивсурете башни почти что идентичны, такие же, как и у нас.
Тут ничего удивительного нету. Цербань еще поясню. Но всегда бы он был. Ой, тейп не ждуй. Гюржихела керстинте и отца уахошин был. Царин чух тердуш. Всегда был он уахошин чар. Я так предполагаю. Почему? Потому что по книге Маргашвили и наше предание, и наши старейшины то, что говорит, Пшавы, Хевсуры, Тушины, Бацби. Не разделяйтесь и держитесь за одну верфь. Аллах так говорит. Абсолютно с тобой согласен, Бейбулат Малсагов. Валлахи, биллахи, талахи, я полностью с тобой согласен. Должны объединяться. Но это объединение должно быть на истинной любви к друг другу и уважению друг друга. Вот тогда нужно объединяться. Понимаешь? Я согласен с тобой, но это должно быть правда, только правда и ничего кроме правды. С такими вещами, которые говорят за чеченцы, чтобы было понятно тебе, как там тебя твое имя было? Бибулат, Хажла. В 1989 году, когда захотели отделиться от чеченского народа, ингуши захотели отделиться и остались в составе России. В то время чеченцы не воспрепятствовали. Чеченцы не выгоняли ингушей. И многие знают, что Дудаев просил и Аушева говорил, не расходиться, давайте останемся вместе. Войнавская республика, не Войнавская, какое-нибудь общее название, понимаешь? Вот что было сказано. Но они не захотели, они сказали, нет, мы хотим отдельно. Окей? Они разделились, стали субъектом федерации, мы на тот период стали Ичкерия. До объединения чеченцев и Ингушетии в 1934 году, опять же, многие ваши, именно ваши нарницы, я не буду говорить ингуши, чтобы не оскорблять ингушей и галгайцев, а именно нарницы, люди, которые не показывают свое лицо, говорят, что их насильственно объединил Сталин с чеченцами. Но я отвечу со своей стороны. Чеченцы не были против того, чтобы ингуши, братья, объединились со своим народом. Ни в первом случае чеченцы не против, ни во втором случае чеченцы не против. До 17 века, опять же, по преданиям, кто-то может соглашаться, кто-то не соглашаться. До 17 века мы были одним единым народом. Потом ингуши сказали, нет, мы хотим отдельно. Они остались отдельно, а чеченцы выбрали свой путь. Пошли отдельно. Хороший он проходит, с Шамилем и без Шамиля, кем он был, кем он не был, это наше личное дело. Мы не упрекаем вас в том, что вы подписали подданство с Россией. Вы не должны упрекать нас о том, что мы были Шамилем или нет. Причем, с одной стороны, вы упрекаете нас имамом Шамилем, а с другой стороны, не вы конкретно, а другие ваши представители бегут к ним в Дагестан и получают из фонда имама Шамиля дипломы и говорят, у нас в Ингушетии 4 улицы в честь имама Шамиля. Другие говорят, что мы всю жизнь Шамилю не покорились, Сюли не смог нас покорить вместе с чеченцами, мы только добровольно и так далее и тому подобное. Не проходит другая часть вашего народа, говорит, а мы воевали на стороне имама Шамиля, и у нас есть наибы, мулы, как раз вот этот красный горшочек этому подстрекает, и пытаетесь вот этот сделать некий симбиоз. То вы воевали, то вы не воевали, то вы с Россией, нет, то вы с имамом Шамилем. Такая ситуация, я, конечно, не против. Я понял, что вы, может быть, и не специально это делали, но вы вонзили нож между нами, и я не вижу разницы между нахами. Во-первых, нету никаких нахов, есть нахчийцы, это раз. Во-вторых, я никакого ножа не втыкал. Я опровергаю, Бибулат, опровергаю ложь. Пичбуй, питашбуй, бичбол. Цурбуй, булшбол. И цура пичбуч булшбол. С вашей стороны, когда выходят на митинги, с вашей стороны, когда публикуют карты, с вашей стороны. Я говорю, эта карта неправда. Вот здесь то, что чеченцы украли, это тоже неправда.
И многие вещи я только опровергаю, вашу ложь опровергаю. Не твою конкретно, а людей, которые врут. Я не знаю, какой они национальности. Вашей они национальности, как вы говорите, что это то ли евреи, то ли осетины, то всех кто угодно, но не вы говорите это делать. Но очень странно, что вот эти люди, которые не вы, и говорят грязное про чеченцев, защищают четко ваши интересы, говорят на вашем языке, матерятся и оскорбляют, и говорят про интимные места наших мужчин, женщин, в директ заходят, оскорбляют, говорят на вашем, на галанчожском диалекте нашего языка. Все это есть. Хорошо, вы можете сказать, они научились этому языку. Хорошо, вы можете сказать, что это неправильно, там, что вы их не поддерживаете. Согласен. Но кто-то же должен противостоять этому. Кто будет противостоять этому, если не мы? За эти 30 лет, пока в Чечне шла война, разруха, нам не до этого было. Теперь мы начали отвечать, и Сюле отвечать, и норнийцам, там, ладно, не будет правильно, норнийцам с востока, норнийцам с запада, с норнийцам с севера. Все, кто нападает на нас, на нашу историю, на наши устои, адаты, традиции, кто говорит, что мы полукровки, кто говорит, что мы якобы украли у кого-то что-то. Я отвечаю этим людям, отвечаю по книгам, по документам, причем в основе своей ваши же документы и документы, которые написаны Царской империи, которая вам дала землю, вам дала административное устройство. Коммунисты. Они распределили землю. Мы это тоже знаем. Понимаете? То есть, получается, вам можно говорить все, что угодно о нас. Вам можно оскорблять нас. Но когда мы ради войнавства, ради братства, мы должны молчать. Мы не должны говорить ни слова. Понимаете? Поэтому, так, вопрос. Мамлюк говорит, у меня книга, которую я недавно приобрел, большетомник, история Чечни в письменных источниках. Если у него нет такой, хотел бы отдать ему. Она будет ценной в его руках. Как мне его передать? В директ, Мамлюк, напишите. Фотографию в директ в этом, на нашей инстаграм-странице отправьте, если у вас есть инстаграм-страница. Или в телеграме. Вот телеграм-бот у нас есть обратной связи. Можете зайти и отправить фотографию, я вам скажу, у меня есть или нету. Ельстве, что Сюли жили на другой части Сулака. Абсолютно верно, в Чечне аж... Да, не Сулак, она называлась, у чеченцев называется Гуайхи. Они жили за пределами. Но потом чеченцы потихоньку... У нас одна боль, провокаторы всегда были в царские времена и сейчас. Согласен с тобой, поэтому я открыл этот канал, чтобы ты мог зайти, отправить запрос, показывая свое лицо, сказать: братья, мы одно единое целое, не верьте провокаторам, провокаторы это уроды конченые, и так далее и тому подобное. Но ты должен понимать, что не может быть такого, чтобы всегда чеченцы были неправы, ваши говорят правду. Ну, мне, по крайней мере, это не так, понимаешь? Я могу, конечно, с этим согласиться. Ну, столько карт я показываю, столько документов. И мало того, вы обвиняете ни в чем не повинную девушку, горянку, которой нету и, грубо говоря, 30 лет. Ее отцу отправить письмо Колокольцеву, министру МВД России, чтобы эту девушку якобы наказали по 282 статье за разжигание межнациональной розни. Ну что вы несете? Что за бред? Какое разжигание межнациональной розни? Она говорит, что эта башня принадлежит чеченцам. И это достоверно 100%. В чем разжигание? Об этом говорят чеченцы. Это говорит глава Чечни. Это говорит председатель правительства, бывший председатель парламента. Об этом говорят нормальные все историки, это все знают. И все. Я не знаю, в чем проблема. Я поехал, сказал, что ваше предание, Чах Ахриев сказал, ко мне, не слушая меня, заходят ваши комментаторы
Баркинхоев был там некий, еще несколько человек. А бьюхум шачуц. Я-то сразу говорю, тот, кто матерится, это лей. Это не SD тейп. У вас есть SD тейп, у вас есть лей тейп. Я правильно понял? Это по вашей классификации. Так вот, я разговариваю только с SD тейпом, который умеет достойно говорить. И может человеческим языком, как истинный, ладно, как истинный в войнах, в вашем случае, да, вот, если говорить, или истинный галга, должен зайти и сказать, савош, пюч бют, или мало, савош, алла, салам лур, хайн сала, малу, хабусул була, асалам лурду, абусул буаца, асалам лурдац. Мне от этого ни тепло, ни холодно, честно сказать. Заходишь, нормально говоришь, у нас есть вот такая-то, такая-то. Вот откуда у тебя документы? Я скажу, вот здесь. Я загружаю, говорю, что Рэши, часть ущелья Рэши, здесь раньше проживали галгай, их приняли, они здесь проживали, потом уже по мере разрастания ушли в Асиновское ущелье, в Таргим, Хамхой и основали Кокали и так далее и тому подобное. Об этом говорит Чах Ахриев, об этом говорит Танкиев. Оба они являются, один является одним из первых этнографов ингушских, другой Танкиев тоже является ученым. Я взял их документы и зачитал, и показываю эту местность, где она находится. Она находится в Чечне. Один проклинает, говорит, как вы пустили его в нашу республику, он в наших горах, по нашим башням ходит. Что за идиотизм? Это достойный, исконно чеченский тейп Тирой. Я боюсь, что дальше у меня видео я буду загружать. Посмотрите, вам не понравится, что мне как раз таки Тирой рассказали. Что благодаря именно нарнийцам эти башенные комплексы были Баженовым уничтожены. И потому что они указывали им путь и говорили, вот эти башни взрывать. Это мне рассказали Тирой. Причем старейшины Тирой рассказал это. Как? Зачем тогда оставлять Хамхинском или Асиновском, Джайраховском ущелье башни? Если Тирой это то же самое ингуши, зачем у терлоевцев, которые в Чечне, взрывать башни, а все, что находится в Ингушетии, оставлять? Так что ли получается? Почему чеченские лам-эккой лишились почти всех башен? Потому что они воевали, потому что они были частью чеченского народа. Вот в чем. А вы сегодня их приписываете, говорите к вам, как? Ну, у меня есть видео, старейшина, этот, если я не ошибаюсь, сейчас. Неужели я сюда его не закинул? Жаль. Чё, ворон свяй? У меня был этот... Сейчас посмотрю в другом есть ли. Телеграм чахаттар что дал меч душун изре. Сейчас я посмотрю. У меня был этот старейшина из ингушей, который рассказывал, как они воевали с акинцами. Все, я мои видео. А это видео у меня, между прочим, было. Ладно, опубликуем и покажем. Акинские башни Лам-Эхкой были уничтожены. Вот. Ну, сейчас, давайте сейчас я постараюсь прямо. Ничего, я. Ох, кстати, так и не зашел в эфир. Башла, маша Аллах, все по факту, говоришь, дай Аллах тебе сил, здоровья, мудрости, амин. Алансов Осетин. Говорю как есть, честно сказать. Да не туда я отправил, да чтоб тебе пусто было, сам себе отправил. Зачем я сам себе отправил, я не знаю.
Клянусь Всевышним Аллахом, если бы чеченцы, как эти норнийцы, оскорбляли бы матами матерей, отцов, нас бы наше руководство стерло. Абсолютно верно. Ну вот смотрите, Мальсага, ничего, его. Бейблат Мальсага, вот, как чуах язин, мичал, чуах, уё. Ну вот смотри, смотри. Вот то, что делаете вы. Ну, вы, я имею в виду ваши провокаторы. Смотри. Видно, да? Харцу дал юх ирге бах. Иншаллах. Да, мулла. Дал юх ирге. Вот эти два куска земли, не считая того, что чеченцы по-братски оставили спорные 77 тысяч гектаров, вы получили от главы Чеченской Республики. Вот такие карты делаете и распространяете. Я же их как раз таки опровергаю. Нет, не белые пушистые, мы на стороне добра и правды. Говорим как есть. Вот и все. Вся разница между нами это заключается в этом. Ладно, есть вопросы в Телеграме, есть в Инстаграме, в Ютубе. Если есть, задавайте вопросы. Телеграм открытый, вы можете аудиовопрос отправить. Видео можете зайти через Инстаграм. И с Ютуба можете написать вопросы, если у вас есть вопросы по любому. Саид Чинхо поднимает руку, задавай. Владу, что Саид? Алло, Саид, микрофон, это Айн, а с принятием, да, молчишь, ладно. Поэтому... Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Да, ладдикам дойрвайн, да, барца. Амин. Амин, өзіндер. Мослам сам эдерес, и вай барт хилбиез болфту. Дат, тана, вай ау, угрхал, аатях, вай шавиг, вай дукабул, вай нохчи, кам, вай шавиг, at ahar wake at the boshul ita and wainish put ita and barach at the oil at dianash umbasia in the wainish son huts qisolus son duha selula daje huts orit yes galsh balaqiyah nat ikhuch ish tsara muntdotia itsadalotia yatani bietsafitia ويليلش وقلتنا جارجلو قلت خير سن دعسا خليش مديهم هو أدلا جام سن شيء عادوش جام سن شيء عادوش طب إيه الليلوش إنسان يجتزقت يا يتقيت يا وش يسان بيدا دعستيا أتومن هو إدرا أسي سعد أشواق لردو ويا إفيري أصغاز كما تجواق لردو أقشوا حقيقة قوم مخبوش بولدير к нам в эфир заходили ингуши, молодые ребята, которые в реальности не побоялись показать свое лицо, что, конечно, делают их настоящими мужчинами, кавказцами, достойными сынами своих тейпов и обществ и фамилий. И эти ребята, когда заходили и говорили о братстве, мы им задали тот же самый вопрос, Саид. Почему только мы протягиваем руку братства? Почему вы только мне говорите, чтобы в одностороннем режиме я перестал и так далее и тому подобное? Почему вы же не сделаете то же самое со своими братьями и со своими сестрами то же самое? Прежде чем приходить меня учить или заниматься нравоучением, или заниматься тем... Так, холёпан. Так, освободилась. Прежде чем заниматься, учить меня тому, что я должен делать, или я должен сказать
почему вы не займетесь тем же самым у себя дома? И ответ был такой. У нас чуть-чуть по-другому. Саид, я отвечаю тебе, говорю, как они. У нас по-другому. У нас сразу за это кровная месть. У нас разборки, нас прессуют наши старшие. Это переходит у нас уровень, якобы, что родовой общинный строй у них еще находится в первозданном, как говорится, виде. И что они живут в обществе, где нельзя говорить, поскольку они за это будут нести ответственность или кровную месть, или вражду объявят им. И поэтому они не хотят, чтобы поднималась между ними какая-либо паника. Поэтому они якобы не смеют говорить, не якобы, они не говорят, не могут никаким образом повлиять на свое старшее поколение и повлиять на других людей. Они могут за себя только отвечать. Поэтому... Браслан, да, они именно, что они говорят, Саид, я передал, это, конечно, легко. Все в одно лицо говорят одно и то же. Мы не можем. Они говорят, вот если ты такой историк, если ты такой блогер, якобы езжай туда и решай там, но так не делается. Это вот как раз таки будет нарушение статьи, нарушение, как говорится, всех норм. Почему? Потому что скажут, но это что может? Во-первых, да, как раз таки я хотел еще, пока задал этот вопрос Саид, ко мне в эфир, в директ зашел и начали говорить один из братьев, достойных братьев, говорит, вот если бы мы смогли собрать историков, вы могли бы сесть вместе, ученые, вот на нейтральной площадке в Карачаеве там и так далее и тому подобное. Уважаемые мои подписчики и друзья, все, кто слушает в Ютубе, Инстаграме и в Телеграме, довожу до вашего внимания. С 2011, с 2012 года, 2012-2011 год, с тех пор на официальном уровне Академия наук Чеченской Республики отправила письмо, там у них, не знаю, как она, Академия называется, или научно-исследовательский институт, или университет имени Чаха Ахриева, я не знаю, ну, там вроде бы там написано университет. Отправили официальный документ, письмо. Этот документ я сейчас вам зачитаю, поэтому послушайте минуточку. Это очень важно, чтобы вы мне потом в дальнейшем не говорили, не просили и не создавали, не говорили, вот почему не встретятся историки и это фитнес закончится. Чтобы было понятно. Государственное, давайте я зачитаю полностью. Государственное казенное научное учреждение Академия наук Чеченской Республики. Директору Государственного университета Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, доктору филологических наук, профессору Дахкильгова И.А. Уважаемый Ибрагим Ахмедович, я цитирую полностью. В 2011 году авторским коллективом Ингушского научного исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева издан обобщающий труд истории Ингушетии. Выход в свет данного исследования по истории ингушского народа воспринят в Чеченской Республике с большим удовлетворением. Вместе с тем, в опубликованном труде имеется ряд спорных моментов и дискуссионных вопросов. То бишь, это обсуждение истории между нашими и чеченскими. Нашими, чеченскими и ингушскими. Это я от себя уже говорю. Чтобы было понятно. Дискуссионных вопросов. Вместе с тем, в опубликованном труде имеется спор дискуссионных вопросов. Академия наук Чеченской Республики 31 мая 2012 года проводит научный семинар по обсуждению обобщающего труда истории Ингушетии. Приглашаем вас в авторский и авторский коллектив вышеуказанного исследования принять участие в работе научного семинара, который состоится 31 мая 2012 года в 15 часов 00 минут в конференц-зале Академии наук Чеченской Республики. С уважением, президент Академии наук на тот период Шахруди Андреевич Гапуров. Вот официальное письмо, которое отправили мы. Научной интеллигенции Республики Ингушетия. А теперь читаем ответ.
Республика Ингушетия. Государственное бюджетное учреждение Ингушский научно-исследовательский институт, то есть НИИ, получается, гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. Ну, исходящий номер, думаю, не нужно. 30 мая 2012 года. Отвечает. Уважаемый Шахрудин Андиевич, я прошу, чтобы еще раз было прислушались очень внимательно. Президенту Академии наук Чеченской Республики, доктору исторических наук, профессору Гапурову Шахрудину Андиевичу. Уважаемый Шахрудин Андиевич, получили ваше приглашение на обсуждение нашего исторического исследования в Академии наук Чеченской Республики. Польщены вашим вниманием к нашему скромному труду. Дальше слушайте. Вполне согласны с вами, что в научных исследованиях почти всегда имеются дискуссионные и спорные вопросы. Возможно, не избежала их и история Ингушетии. Сожалеем, но в силу объективных причин присутствовать в работе, в работе вашего семинара мы не сможем. Хотелось бы, почему? Вот, дальше слушайте. Хотелось бы, чтобы на семинаре прозвучало осуждение статьи, опубликованной в республиканской газете Чеченской Республики, Вести Республики, в которой содержится фактически призыв к вражде чеченцев и ингушей. Все замечания и предложения, которые возникают в ходе работы семинаре, при получении будут нами рассмотрены, что будет способствовать нашему научному содружеству. С уважением, директор Дахкильгов. Как говорится, что и требовалось доказать. Вы видите, какой ответ поступил от научной интеллигенции Ингушетии. Это самый высший орган научный, так сказать. Это все еще было 2012, не 15, 13 лет тому назад. С тех пор ничегошеньки не изменилось. Обсуждение данного вопроса не поднималось. Когда вы начинаете говорить, Башлам, а вот если бы историки, послушайте, высший орган образовательных процессов вообще в академических работах, это Академия наук Чеченской Республики. Выше уже быть, не вариант, понимаете, выше прыгнуть не вариант. Это не Чеченский госуниверситет, это конкретно здесь указывается Академия наук Чеченской Республики, там, где все профессуры, доктора наук, кандидаты и доценты и так далее, и так далее. Если они на официальном уровне отправили запрос, где приглашают для обсуждения элементарных вопросов по спорным моментам, и вы видите сайт, Хайшуем, Саид, слышно меня? В Телеграме кто-нибудь? Хорошо. Вот, смотрите. Если таким красивым языком целый президент Академии наук очень грамотно, политкорректно отправляет письма, и эти люди отвечают, извините меня, таким образом, то Башламс, как вы думаете, они приедут или приедут ли обсуждать с нами какие-либо вопросы? Да, я честно сказать, я бы хотел бы узнать ответ на данный вопрос. Если я правильно понимаю то, что говорит Абадиев, правда, а это говорящая, как говорится, голова, он далеко не думает, но говорит то, что думают все. Он говорит, признайте нас народом, и с тех пор у нас все будет хорошо. Это его понимание. Я не знаю, может быть из-за этого. Почему? Потому что они не хотят слышать от нас ни в коем случае, и они утверждают, что для них большое оскорбление, когда мы их называем своими людьми, своим тейпом или своим тукумом. Они не хотят этого, они хотят равноправия. Когда ты даже начинаешь с некоторыми людьми говорить, что мы один народ, и начинаешь говорить, а кто старше, а кто младше, начинают вот эти разговоры. То есть они быть младшим братом тоже они не хотят. Поэтому вот эти все разговоры, когда нохчи говорят, что мы Ноев народ, мы несем прямое название от Нуха, Ноев народ, они говорят, не-не-не, мы не они. Они говорят, мы происходим от Адама. И они реально пишут везде, что у них есть цепочка имен их предков
от пророка Адама, алейхиссалам. Я думаю, что дальше уже продолжать не стоит вот этот вопрос, насколько это достоверно или нет. И они не то, что я вам могу зачитать, у меня есть эта книга, здесь четко все указано, у Мальсагова в этой книге сказаны многие вещи. То есть они реально думают об этом. Ты говоришь, что и от Ноя, они говорят от Адама. Ты говоришь, у нас нашли там, допустим, Марат, да? Какая бы это абсурдная или не абсурдная была тема. Говорит, что нашел ковчег, они утверждают, что на самом деле ковчег сел на Назране. Мы говорим, там у нас есть какие-то чудики, нарнийцы, которые говорят, что у нас там есть яйца динозавров в горах, увидев каменные окаменелости. Они сразу же заявляют, что у них бегает по горам йети. Мы заявляем одно, они другое. Вот чем постарше, постарше, постарше. Видишь, вот так и получается вот эта вечная конкуренция. Хотя я в этом ничего в принципе не видел. Но абсурдность всего этого вопроса на хайпе и чужом народе далеко не увидишь. История показывает, что ты реально, какова твоя история, что ты за всю эту историю сделал, как ты себя показал. Ну, куда ты дальше тогда? Я не знаю. Başlan, sahatta dostum. А, Biz sundag meldo 90 daha dukla boyuş barson bal ya alay tora sabir связь dairesi. Sara adgal yüzden duk barış alay. Dikç bal haber. Sar oş dazak şeynuk ya tayb şlu. I tayb naş hiç güç derlet seri. Hinte ويشارد إخديت شقام خليشات تيبة تغيرج نيبة تغيرج شقام خليشات إذا تغيرج يعني إخدي تغيب خشرات فالشيتي السويت تيبة والسويت هنا وي تغديت عامل الشيء هيت تيب مشي مقتل وي عامل буш وي نوق بيعم буш судок мелдо единственный народ что грамотный варигалы который нет тейпов это ингуши да это гала это по Калашникову блядь там кто таритан из улиц специально хитан таритан ну инсам бог намело что лалы что и уштер اشهد بالله Дочугунно моста бура ваймаит тана это идитам на тайпнеш болчил болс тайпнешда тайпнеш хила ам гынатуна асё таник бо хаверда ит дуканятон чат дурзукичо ахо камду бо так асмо тунгит бос асмо бичу хо ти комавара самот мабица ну хемот бац диалект юадичик диалектью. Диалект. Вот в Северной Корее, Южной Корее, куда что? А она ответ, ну, бог. Бессоли. Юкану, саарса, дальше она. Так, бог уж бог. Кану, за нехэтым, гайдуту, бог, бог. Ваш Западу яка, ваш Советский Союз яка. Юг я яркало доцик, сатан души Северной, Южной Кореи. Я там души. И твои дудека. Что ногти комнату. Что тейпду, что трамат бючлир, что вайба такду, по тейпаду, аж оли, вайбаш бусам. Аж лица оли тана, и харуш, аж больше. Вайба, рэч, ну вейнаш, и хушья, что там до хушья, баш пильчани, вай встречи до, что все равно, Куда ты ж фактически уж бичбать, уж биторбать. Це, ну, перво, айдал бол бу цега, властью цега, а чуду цега. Тут было цари бол да ложку. Вождь молодежь, книч был да была, и твой мадицера, дела сунум цеха, как и радать, алищац был. Уж келар бюш, цак аж был. Войнаш, мабу, Собор дела, Саид. Вокстой перезагрузить ЕС, а принять вину Маситус не может присоединиться к захвату Неона. Перезагрузи и зайди заново. Так, Саид, хала. Примерно войнаш,
Олсы чувствуешь, центр уч болдешка, спорит деш, мост халуч, аж ду, жулду кича гушлуком. Там вот эти шиметр, и утюли два шатьян, шиметр вон тюрят. Вот бери беш ду тудиш. Вот горы мужчин так мелдо. Šimetr bi hoće reći boš hoću dela jezi šimetr šikerter, da je li jesu, ca problem, ja, hoće juhti. Da je lis, o as bok. Šikerter vali, da je čale. Son beri beşi, son met yiz, son met miça hoçelu tsara. Keşnik derdi, uje nihta da hejus. Uje keşnik miça hildu tiyar, uje öyle yaşuksa, laçtı iştet. Da di anço şin halinçdu, laçin da di anço diyarsa, ama ala diyar siyar kayaç bu. Boş yok da. Şaşka yaçı, da ta türdür, düç üt o etanso. Et o etanso, çuva etanso. Хочу бой, ну бали бюрк, это, вен бали бюрк, хочу бой, это, ведь это, элет вы идёшь ой, ну бали вот это, это хахусом из бюрк, хахусом из. Sonder elir qısvek, Serdan Oskeri, Asinovskeri, bu efiri bəxkençər. Başlam hunca boyziş, şəş çadayet, bahandı hunder sərha boğu, yurt vaxo, taşista yurta davuli, hoq yurta atxalj, dabıyaq ki bu, qadlat qıdı ol sər çundere, şəşdə bitil bat, hun dik boyz, işrunca boyz erso, efiri və primo efiri hayır, Serdan Oskerçərə elir, Asinov kəbolçərə elir. У нас есть свои причины. Там дүйте до, то Краснодаре улучшена, уери запсида ахер, посажишь чугошин, то Краснодаре улучше дела, да бига совершенно. Чугошина, вайрала, а те хошина са, еще, короче, то добьешь, бог, сосочу, учер, еще, физически набьешь. А когда хабар дүйте политики, юля, всегда дела, он наш ход. Сюда, Сайт собор делать, минута. Вокстег написано, не может присоединиться. Асфик запрос, даже я тебе отправляю запрос, не может присоединиться, доходка. А это Вокстег не может присоединиться, доход. Ты знаешь, у тебя какие-то проблемы с этим. Ибрахим, я это хажа, Инстаграм, запрос. Сайт, ависткало, хала. Düğüser, vay bu adiçe, politik, yurt, muah, dadolu haber. Haber dadolu, de vare de iyi bol, nah, şeyim kok yaht. Pero tuan belçena, de la serno vaynaş siga met bulup sidahe. Böyle de. Sen uceş. Dual kürter, tam erdu sayda, elşir, dual kürter, nohçi, on fay boy, icri vezri. Deli düğəsiniz deyil on. Xazniyə sənə mayri düğün oldu şey, yuh yol şey, vay noxçalı, admalı, lardyaşi, tanlej deyina ha, biz всякого привлечения dos, qiyečena ayns, pa krajanam ашпочели, что анклав юқани службуешь, бо кудон şey, в основе своих юқани службуешь, дия уаства сия, але, но noxçi юқа именно, şey анклавом ашпуешь, сахума, şeyna, мелочь о церкви несправедливостью и несправедливостью эла да эла и борду югат ахка хунд элче таанештинаха дюл кюртаршнахи гера делдолла кишниш велостик давален делдоллахта. Ассаламу алейкум. Алейкум. Ибрахим, чувал вели гон воксер. Значит, проблем не гон, эфир дают шагочу. Ибрахим сразу чувал вели, хочу цавалон. Знаешь, проблем, что дерес хил, Ибрахим. Sayın, Sundere elçumante diyor ki havançer el order son yahyoş düğün olduş. Он хвай бусика церги несправедливости, таганавай вежри дуай война, что больше чер вежришк el ordersa, что юхайла, что вежри дала. Asma bakar şeddig ve nuqaha ta'aduş dala. Tagan da o Karaçay yola Ant etsedeš, on jade među nami bratjami boš, a mi sedeš, dalo diyor ki yurtlara aşbol, psidahe aşbol nokçişen, serkeşniş kert, yahduşun busum nahana xej yahmadu
بوصل بشناخي كشنشن دولتا حادقن ديل آيت يزين دول آيت تنساني حابقن بلغارك حقا كودو خدينات إير حق ياتسا ليلش دول هم يحدوشن идушун на самом деле я. Вот это как раз таки и яхдушун. Тиги ху, тием загач бар дуйл кюртаныш, бацер. Псида хабер шу тига лозер загач бар бацер. Виллул стек давал кешник яхдушуни целушил. И лат делир Юнусбек Юкурус. Хинца переиграть хуниадин лат этин дуй укун дуй ал кешник яд лат хадакин. Дел ай табюсин вахка бахкин болгар кицани хак хадина ко вахкасин. Тяха Allah yüz. Yahduşuni as masala bak İsandol huma söylüşedine avuqi amakka. Tarudina dodiç dablaqshena ha seri danis yastochkena khiyedin doldiç der niyet sanidol. Ha yatsa noqchi church dol keshnish qesina noqchi church te shir keshnish ha yatsa te qesin church nondina. Так, нохчиша забрян чугиясла цахунхла ва нохчи шарсадина ва нохчи неблагодарный бу ва нохчи шун мичагина нохчи чура цханстаги галачун хавянох махка вах öyle ya балхс бурцу якят üyesisi vallahi billahi talay nok цхан нохчи чу цагод ваш элмадат ятхак омах вас элмадат я ажгухум алла хагил мадат والله ده يونس بيكو يونس بيكو الله كشنش لات مدويز دوق لات داتي كشنك يرتن دادل لات حدا قر ميلش دنيا ماجين دوي ميلخ نوتشي عادتش مريتيش از ديل يقع ميلش مهتي عيازين دو بوصل بستغن كشنشن ديل دو لات حدا قن صلوبوغ وزرال دويش بولشارك ديكريك دويش يقع ماشر بيش بيك دالواش تاق ديول كيورتر شنيخي كشنش دالواش Это я датты амеждари амеждар бог бош дати яс амел до бош он вайн насихатта бюлош бог без это шаш дешом насихатта бог без талюч мориса одна бог свек чаш постоянно всегда аж был тига бубо галы бубо чартани дюрт хаю бар всегда церцан специально шесть дойны бюрша постоянно лечь душаш бацу цухена и до 2015 год 17 год 2017 постоянно лечь душаш бо и за 15 елош думаш елош и первый там был че наш яш выписки на че да вариде айно мет Казахстан да яш бо ютига там да бирзан че пошло дала حتى بيحكم مش بيحكي يو прописки бануш вот администрации что бог прописки то бог это да кажи бог выдал чар это всегда уши всегда идешь прописки я шаилер бог посада верде аймет мэр всегда но гал мюрш бухали да судья يتسيشين بوك شيء دو دي عينو كات ويبسكين Казахстане вот пример Италия Цхаметти дели дваж дели он цхаметти сунхагу шохнох чужа иштун динмадат никогда в жизни единственный вопрос дар это серьезный царь тажим ялгахош табир белирш хуниадин гала инчан квартирш تسير لي هري وجي تدا سدا ألا но и вопроса غالا وين ما خاف 95% هو يوخن ياجن دعيا كرير تميح и وي بحنا داتر بوكود وي أبياتي ياتر وكديك داتر أقا إخاترا если шейтиг истинно компенсация шаятся компенсация шаятся компенсация цаятя нагасана тон доштар харт какиштар да гайтина раскошен гайта ногчи чуа гайта и халуш точкайда хайти шош бар дука бочар хаятся и компенсация швель хахуш ю цаятик эзгдари сохума дацах это уже другой вопрос дука бол ногчи цаятся и компенсация ха масала басан дука бош бокудон Цундера шейхаттер да до федеральный центр и министерство обороны обратиться да диез алхиетсон а что вам хун
контратину жду хинера. Но из дада лахит уже из вопрос ночищ дуязендации, я ночищ чуахинт, я шелметик ша, келла, как говорится, дяштол цину аш, дяштола объект, еще военмаха инвестиции, привлекать частный инвестор, и эти еще уже государство выкупить саяха, цуюпри государственный объект чуприошьятиш, и ждух метикс вусига лилу бишло. Но сун цаунха, воймахка, хасун хахуша, цаат эцелеци, Хавянчхан, Волова долги, да, хуай, уняден, ингуши в Назрань, русские в Рязань, татары в Казань, болш, и пичу, ча ашбол, дели, двашвац, гала, сун хак, ба'нишка хам эрдатсас, и пхит тхастагуа, галга махкар, по проспекту Хинт яшел Путина, по Кадырова, квартирш хаюч, везри галга бук, цхан нохчи царг, цаун болш бацк, تكنش حيوش بوشون حاوسيش يتساغالا يشون دلاكا وأوش تكنش يشون قيد تكنش يشون غلش حيوش شي بالبياش أشبوش الحمد لله سام داس وما بوش داتسل سام داس بياك عشان دادلو دوغي غوصة ألسل دادلو دوشي بزرتانا الأبدي وستويتسا ألشي чаби встатьется, алкитаматься, как будто этого не существует, ногчи молчат, они покупают, живут, и все нормально. يا Yet ulçatsa ditin, yet uyupsa ditin, nohçalkşi, küpçalkşi, klubnikş, mayvahki ter, gazelşi, hatsa бяха, хунядин, хардуй, воздуйца бяха. И все. Алла. Хадис асайт куда. Прописка цейна, это ассоциируется что? Прописка цейна, это ассоциируется. Прописываешь, судья, пропискишь, вообще колкертон, я говорю, Казахстан, да, он отменяет, хол прописки, постоянно лечь, ёшаш из года, бина, шейни, диада, диюсту бар, и нет шаш, да, ойлер бар, и да, ойлер, йо-йо, куроса, и нет, да, ойлер, шаш, диаш, нет, бакатан бартан, и нет шаш, да, ойлер, лилила, дас бар, ойлер, бац, Yo, kurs, biz ne yapabilirim? YouTube ya отношения, дани сила, işte, aç düşer var. Sen onu içiga administrativit et, laçint, ağızkere, o muyu ve ağızkere. İşte, iş bu diye şu var. Değil da bir boksu adı hiç. Olmasın, yurtta, şeynek davatine yurtta. İ, sun doktorlar, su asbol nokçu, Блошто лач, сун ицутицало, и губекан, шейк Даниэллы шел, дейл дахбата, ооска, толсуту, и шаду лахта, галашын дадьёшн бара. Шейн берина, яшейна, да, шейвешина, шейк антана, лахт дах метказ бар, иштак, представлять пеш, вытеснять барач, лач, шей, и псидаха чудовство, шаду лахт дадел боль бар, шей уже лахт дах метказ бар, قطع تجدع المباح وسلسلته شكيتلو ويتا الليلة تدينا جيزنا الليلة دي داتا هو دي شو جيزنا ويديرة داتا جيت دوق ونوش لديور دوزو كي تشات تعمو شيء تاج او دو دالا بوتانيت يو وجم грамотнее وقوه سوالم جيم ذروي فنو встречи لشيش بوق ودو مين دعوه لذا وقاستو دوه يحتقيت الحاجاتهم شو كاتش تاهم يبوق إطلاع عشقلق سون صدق يوك وعارين سون شو يعرفوا إميال ناقلق اللي إميال عدوش تدخل شو عشو بوغو نسرع عشقلق إس أول عطيوه نحطهم نحوميته الصغار وعارين عدوش كودو يعني تديل عشاتين توبك دينيش يتنبوك ديل عمير عدوك بريتشوك Сун сагали ту даги уахена, сун лет старцелу, лет ламбеш, сун лишо, пецуном цариш. Сейчас он кто-то видит. Да угали чу, да у. Я умею хочу магияр. Видите? Да. Видишь вот. Сун умею уаху же. Да, هذا يموح بكر. هذا يموح مبير باتسا. Валичинцу уахе сун чумагията. Орезо та да уарсада и махбу. Сиани метбу. Фахар илата хардери.
نوچی چیو یوهر وزدفنا لحظة دو اوف که قاتشوت دوكوه نبدمورن داتور هروي ديش ولا ديش تي اين النتكو هالنت قيش دير مفسكتاني قيش حدا يحدو طبعا تاتي تعالى شو كان دي يحسي على ريسبوبليك شخلا دي يحسي على شخلا وكان تي علينا دوتش تي تدم علينا بوتش إنت هو كان كلا ريسبوبليك شخلا وكان لا شخلا وكان إنت هو هذا إجبر النارود شايدة لسنا خلا وكان إيه سؤال Дерес Сайд. Галгайт ях камдат Северный Кавказе. Хую галгайт ях камдат Северный Кавказе. Соцахиет аязина хим гармония. Ахуязина сохи сом сохиет ях камдат бахцо. Везри, пока вопросов нету, пока война, то она уже сколько? За 2 часа. Первый донат и один поддержка YouTube чура из-за вая ваша و تونسي حياتين وين أخذي أسمع وشمل دال سيد وال دال دقوا أخوال поддержать درنا он эфир خزخيترنا أنا وصلاترن دال سيد وال دال دقوا أخوال بوديسنك إزاش كعصود دولتي إشتا حقاتش إحالدو تاقا قطع ويا يونس بوشا Юнусу поддержать. И на мой канал Юнус Дейрес Хилдал Сидва. Огромная благодарность нашему брату Юнусу и Шамилю за то, что поддержали наш канал. 2 человека сегодня задонатили. Но все равно огромная благодарность хоть на этом. Болдисник Эзешка удовлетворил. Там я знаю, что некоторые нордийские упыри очень сильно вечно жалуются, плачут, что якобы меня тут засыпают прямо донатами, и я за счет этого обогащаюсь. Так что прошу не плакать, никаких проблем нету с донатами, тем более все хорошо. خمد عيلة إنسا أيغن نبون والله بالله صون نقع دول دي عالج والله واتطعنا دين حالا أتشي تودديش الله وكم حالا أتشي تودديش إيهم لما ديران تاني أتي تشات مديان دناتي فينانسير تياشوي هدوي بوخشة سايد بادك على حيديلدا سايد حصو صوتشا دوكان يخلش سباق مش بلع باتا خاون سوميالج اويش ولا واتا خاون سو سبونسيروت وياش ولا واتا خاون تريوس بولازيني ديلدا عمدا سبونسيروت وياش ديلا ياس خيلا على هاوكشو عايش كرمايات يتريو هاوكشو عايش كرمايات هاو دوكو هوكشدر يتا تانا اتبولازيني هر بوالا بير بوش سونترق متساقا يتريو يحتانا دين اتشي تو دا يوش داتونا هوش اتشي هوش فينانسيروت بيش بيتي وي يلوش بيش فينانسيروت بيش بيتي وي يفتدميتها طبعا شي اتو بوچو حقي هو انتي دوش ارچه داتكي دات بركانا دايرك ارچ مديزي بيتو فيديو записи поломо вестокс السلام عليكم. وعليكم السلام. Başlam Mamadui. هتكلم وانت عامل لي بخن الاساسيات başlam. وديريكتور اذا يحيى Хорошо, Сайд. А связь даял чуфтерду, Сайд. А связь даяла. Так, Сайд, связь даял чира, оя эфири велла, вокстек бошвола, цапитни, стегока. Дабу вонушвала сразу. Сами цум Петр Ворс дон. Ага, Петр. Извини, ты не отличаешься от Марьям, нашей боевой сестры из из народа Карачая. Başlam. Şadigi hudu kanyon. Tatsbol naxa bölş sıxılır duşadagi.
Согласен. Я буду говорить, что генер, ойлнаш еши, книгиш еши, тысячами, да, психология аму ешума, да, сказать, просто нах биршбац, просто нах не яхцагит, просто нах делах цакур, эздел там عادة бош, معربيت أمشيجا يا эздел дас я عادة дас нетит я, лицемерие, то мет то комментарий, виш ашу сочва. Любой негуац башла. Охча любой негинтер. Ло аморо элаги қица қицуни куира. Ца химический, ца пост ца хам шух ца зуда ер куча ингушетер. О дейл ваглесен, дейл уран ура, дуй ба мавахсо. Хажал амро хрюк бос. Борзе от этих модеят яре 0.6. Хрюк бос. Хок чуала, хок юхгой хок чуали, то харц хлертон доказатия. سلسلة معمديات شو أصل لك دو قطع قطع ده قطع شو تيا يحرش قطع يوارد سوالا قطع أصل لك دو قطع قطع متجه أرضا حشوير واتس فحشو الله برش قطع أصلا سخيت قطع جه سقطع قطع حاجة برش القطع سقطع حن إيه خيش سقطع تبقى لي يستقبل لي عدم معنعية صنع أتيعني هذين كمان تارج جنا تيه برش يوش قطع насчет этого Ибн Салману и Салман Ибн Исламу и Цаук цигах амелдеш. إذا شون دب تواح شون توا وزع وجود إذا ويندو على واتساب شو حقول له وجري إيش بلا أردا بوش ما بيتش جروب مش أوش توش ولا جويز ده مسوي أتراك الجال. صبر يا محمد صبر دي حاجة إيه هو يوصل سخاء حشو ولا حق شو أنا شاله هو أنا غير شو я в лицо тебе скажу я не интернет воин ты вообще не воин он будет здесь لا حسن الهمشة حسن так صبر دل أين شيء صبر دل пошел отсюда ماما حديث وخدا باشا إنزا يحكي نقطة واحد وشين يلخصن حزلا إنزا تعب مهم قية يزوي سبيوخ شرا نيروش حليلو زجم زي كاش ديش وصو دات زجم زبو يوسو دات شو تقية كودو إز ابن سلمان تشوى خلبل إكمنتاريش يو أسكر بلاك يشبول إناخ يو связи يلي سنجح بروش где они были вот соцуа мацикиет. Может, до появления этой Марьям не было Чабиевой, может, не было Артема Плата, или мы злого грузина забыли, их не было вообще. Я одного не понимаю, как вообще ингуш или ингушка может зайти к этой Карачаевке и в комментариях написать, ты сеешь раздор между двумя народами, а моя эй, Сабардия. До того уже, ёбаяли, как до этого, споферла, и ададуис. Успокойся, я первую часть я уже оторвался, успокоиться, да. Пишут комментарии, где говорят, то, что она сеет раздор между двумя народами. Хорошо, допустим. Все знают Артема Плата. Все знают злого грузина. Все знают Зураба Гаджиева. Мы все с вами лицезрели доклад, который был написан в Грузии на симпозиуме. То есть, получается, и ее связи ялылцен, то есть до этого момента, до того, как она это записала, то есть вы этих людей не видели, вы не знали этих людей, да? И хулицемерию, шуншен и ахцагид и камелда. يحتاج شون شن يحيت مكشدات وين بوسو بنادو بوش ده أنا هاي ساعة وصون تان ليش كي شو يعني حاجة حين أرتيم بلاتس بوش ده بوش نشأت إيتا ودونا تقولس глубоко أول دون نشأت إيتا ودونا черта могу сказать одно есть минимум 3 свидетеля даже могу уточнить дату когда это было насчет Артема Плата سمحالها زود سن داخوتن دیگه دیش و دیر واد بیشن دیر اون عبا مدویز و موج بیرد کور عبا مدویز خیلی یا
سون حلقة دعوة قير زود سند إن زود دوئز تيجا خلا قو سجو تعغلا وتيجا خل نزير بوش قيتيا и после этого, да, и черт рассказывает, сидит в Ютубе, в Инстаграме рассказывает то, что я в чем-то признавался, то, что я что-то там говорил. Он еще писал то, что я якобы тебе там оскорблял. Кейт я обошла. До такой степени опущенный, да, мухру, шуму хитто и санвол саган тях. Я шугму защищать было и санвол саг. هر يو يالي هو يالي إذا نقش ألا دаксуа. Мы ей ничего не говорили, да, ничего не объясняли. Она просто, да, не говорили, ничего. Просто, да, в гражданских позициях она вот это сказала, да. Кстати, она даже не соврала, никого не оклеветала. Она просто сказала правду. Просто факт пьются уайлнак. И после этого вы идете к ней в комментарии и пишете эти оскорбления. Я вчера целый день... В комментарии они направили целую делегацию в Карачаевск. Мы вас считали братьями, вы не можете остановить, у вас мужчин нету, остановить Бог. И поехали, царь я здесь, и во всех грехах суд. Я многие вещи даже не рассказываю об этом. Царь, шестой год и сацу Бог. И я тут забетер, метр били, насколько я видел на фотографии. Забетер, что говорит девушке, Делда? Сам иду. В итоге, даже сейчас даже не время говорить об итогах, даже не начало уже по ходу, по сравнению с тем, что готовится, наверное, в ее адрес. Я скажу так, это чисто мое мнение, то, что вот я соин стешнук, эдюайгаха, шух массерга йотшке пербершлюк эдюай. Вот у нее столько мужества, у этой девушки. Это вот у нее мужество, которого у вас нет. Шуга яхтис. Что дай нюрмет далин дон деньги чишу ахарияти. До такой степени опущенном чушу. До такой степени. Ауслышне. Целлигурц ебашламс еаса цаамета кам дисандат. Бейцнаш да нерничбу, провокаторшбу. Хок дейл уабесенж дейл уран ура. It's telegram تروح مسحة مهتح سوولش مهتح صون بوش سووش غلط يبون تغنى مجالس عن نزرانة عش سالك خط عساتز مو أتنشينيو تاع مهتح بيتن دين دات تاع مهتح رزدور دات سقام ديق دلي تودا سودا بور سقام ليلين دات если вы муэрдера низ, если мы кого-то деаноним и показываем человека, который там сеял фитну, да, провокации, если мы этого человека показываем, если мы сделали человека, то он именно ибо андул, что он не слушал, я не знаю. Вы, наверное, заметили, каждый второй тут, который оскорбляет Башлама и меня, он с пустой аватаркой или какой-то инкогнито, анонимный. Каждый второй. Вот таких мы показываем. Недавно был пост про Султыгова 249. Есть такой черт. И на вас что с нас? Есть все данные, есть видеозапись, есть его комментарии, где он договорил на 2-3 статьи. И на вас полный, да, на видео оцени, чтобы он потом не говорил то, что это был не я, там, лошадь не моя, больше. Это мы даже видео звонок и на вас записать винового башла. Меттиги, что алячу пост. Вся реакция, он продолжает башла. Это? Так, у меня вопрос. На Марьям, которая не говорит ни одно слово, не матерится, записывают статью, пишут вплоть до Колокольцева, пытаются надавить через карачаевских старейшин и народа, замыкая все это якобы на понебратстве и братстве, взаимоотношения между карачаевцами и ингушами. Причем тут это? Она высказала свое субъективное мнение, она сказала правду, не соврала. И это в часовом контексте, она там полминуты сказала. Я не знаю. Никаких оправданий не вижу. Соулч меттах, я башлам шаулч меттах, цэллэгурц, ехири, еэдэг, егэски, бедаят, цаадаши эфира, уахаэн, еэса, ебашламс,
قوم سيد يتقيدنا وين عديقة обсуждается لنا سأل قلت سأدونا غاز كيتشون تاني يا جروزين خليلي واخي أنا حوصلت خلوخي ملوه بوش بوش قمع دين دات وتليجي أتواسن هالنيسة قيتها تاغن بالي دالا كودو خايشن بيحك بوش بالغل غيبوي بيحك بوش صح من في كورسي بوش понятиюч стигали что кудо цена даже мешать что там бале дала что бирж сахалырду бирж хлиш бо قيمته бо ахта ол что я хайбат гоч хайвахсибат гоч чуали ала олштек قيتي حب бо خلاص لامر борз причем тут борз да хаус делциге зуд даймадер до قيتي Эдер доллашнес он же дело остал все на томра сторона двешек да то интернет часин союз юне маршрут Эй, старый волк, доктор Алфили Вазиони, дерево, маршвани, маршал. Маршал Хиль. Маршал. Дикволсом, твердо, диквол. Хому пошла. Да вот, ты думаешь, что ты в курсе последних наших войн в социальной сети? Напали на ни в чем не повинную горянку, соседку, мусульманку из народа Карачаева, которая не сделала абсолютно ничего, поэтому вот, как видишь, по этому вопросу высказываться. Вы, он нохсимат бицербу, вайн ла, он ла, Давай тогда на русском языке. Более того, я специально зашел, попросился в эфир, потому что у меня есть что рассказать на эту тему. И уже многое сделано для того, чтобы именно навести справедливость. Я ее увидел случайно в ленте, как и все мы в ленте увидел с подкаста, и потом начал этой темой дальше интересоваться, и потом посчитал для себя, как считаю себя, я имею право себя считать порядочным человеком, тем более чеченцем, и я посчитал, что за что вы на нее столько проклятий ссылаетесь, и там все это проклятие, угрозы, и все преследование делаете этой девушке. И посчитал, что я должен быть на стороне справедливости. Я начал делать публикации про эту тему, полностью заниматься этим вопросом, и я тебе хочу сказать, что вчера разговаривал с нашими государственными структурами на эту тему. Сегодня разговаривал по видеосвязи с ее фамилией, со всеми старшими разговаривал. Мне завтра дадут телефон председателя Конгресса Карачаевского народа, и я готов завтра же выехать туда к нему на беседу. И будем встречаться со всеми. Ситуация, на мой взгляд, объективный. Мне кажется, что это очень объективный взгляд. Пока мы умеем говорить дослед, вот как есть ситуацию. Нарнийцы умудряются красивыми словами, лести, вот этими всеми вещами. Они готовятся, и это вот, они дружат именно так, чтобы именно навредить, именно чеченскому народу навредить. И вот сейчас мы свидетелями являемся того, что я вчера публикацию сделал, что не имея смелости и мужества предъявить чеченскому народу за то, что она показала эти башни, чеченские башни на чеченской земле, они нашли эту бедную девочку и всю свою злость, всю свою ненависть они спустили на нее. Насколько это недостойно, насколько это подло и низко. Они подключили, ситуация такая, они подключили, это серьезный вопрос на дальнейшее, чем дальше считаю, что я должен заниматься, и каждый из нас должен заниматься. Мы пока спокойно сидим, самодостаточные люди, мы сидим, а нарнийцы занимаются своими провокационными вещами. И сегодня, на сегодняшний день, кроме того, что проблема девочки, я сначала обозначу две проблемы. Первая проблема это девочки. Я сейчас расскажу, что для этого сделано. И вторая проблема, то, что мы упустили тот момент, что пока мы спокойно сидим, разговариваем, ведем себя достойно, нарнийцы запустили щупальца во все паблики, во все с общественниками. Искусственное вот это братство, вот эти громкие, дутые слова о многовековой дружбе между ингушским и карачаевским народом, они напустили эти паблики настолько, этих людей, все настолько вот этими обязали вот этими своими вещами, что сегодня
карачаевско-балкарский народ практически, я должен признать, и мы должны признать, что они сегодня не знают ситуацию по этой же даже земле, по-настоящему ее не знают, насколько справедливо со стороны чеченцев этот вопрос был, который уже давно решен, который давно решен. И вот сейчас первый вопрос, естественно, защитить девочку, и вопросов нету. Этот вопрос людьми по видеосвязи, и сегодня У меня идет нормальный эфир. Собор дела, Юни. Хай слушаемся, Юни. Мама, он хазисо. Ой, нормально эфир, даю чу, завис бош, завис гушью, нормальный эфир. Я на компе смотрю наш эфир, нормально, и он сам отдается. Юй? Я не знаю тогда, что. Собор дела. Юнис, дышь так важно долдер бас. Сейчас, Ибраим. YouTube что, могу что, Алла, я съел, Ибраим. Видно, слышно нас. Юни, хэшуй, хэшуй, Мухаммад, хэшуй. и вопросов нету. Этот вопрос. Сободел. Ибраим. Telegram بهش بونی خش بویسو وزری. Telegram چه وزری خش بویس وزری بوی. Telegram на связи.
Вот, Assalamu alaikum. Валикум салам. Şu bu diyor, şu her şu çavalı şu hatır çadolur. İyi nasıl İçe diye şu diyor, şu insotna ostu diyor işte çok тройки оли. Тарлил вот отдали да. Дела انت ديش دول شو من شورت دال درس دلا يقطع غير شيء يقطع. انت ويستخرتن ناخشو ويستخرتن يوني وري ويستخرتن اخشم دولي تردوشون خاطش مكستوري ميجي ويصير دول يجوش مدوار ومدوار زابر ما يعطيك الشلون وشون خذي خايج ورد все лерес хил да си дуэла так из Мухаммад Ибрахим сейчас нас видно, слышно, мы ждем июня. В любом случае, что бы ни было, эта тема очень важна. Наша сестра, наша волчица, достойная дочь карачаевского народа должна понимать одно, самое важное. И это то, что народ абсолютно полностью поддерживает ее за ее справедливое высказывание, за ее искренность всего, что она хотела сказать и подтвердила ту истину, которая есть. Просто некоторые люди привыкли, что они могут лгать, клеветать на нас, и что о нас никто ничего не говорит. Аланса Соф Осетин, твой донат не дошел, который ты говоришь, дошел ли донат. Юни, а чего ла мечау, Юни, чтобы Юни мог рассказать более... Где Юни? Надеюсь, он сейчас зайдет, Мухаммад, как раз, чтобы мы-то с тобой можем в любое время, как раз Юни Вистхельча, предлагаю, пусть каждый наш блогеры каждый день выставляет у себя на страницах наши башни, которые эта девочка показывала на своей. Давно пора выставлять свои башни, давно пора говорить, что это наша история, что это наша земля, что мы все одно единое целое. Об этом нужно давно говорить. Не верите, мнимое, так сказать, несуществующее братство с людьми, которые не хотят показывать ни лица, ничего. Еще один вопрос был, где я живу? Я живу, нахожусь в Чеченской Республике. Никуда никогда не уезжал, имеется в виду. Беженцем не убегал, в палаточном лагере не был. Поэтому претензий никаких. Да, я рыжий, да, я лысый, да, 1,90 м рост. Живу один и так далее. Тому. Главный враг номер один ингушей. Нет, абсолютно нет. Чтобы враг был, знаешь, мы к врагам-то относимся очень хорошо. А врагов мы знаем в лицо. А это не враги, это Шархани, который подлости делает, этот шакалин. А мы идем на север, вот так же. Ни больше, ни меньше. Враги — это люди, которые достойны презрения или достойны борьбы с ними. Я врагов не вижу. Да. И сейчас там писали, что ингуши враг номер один. Валлахи, биллахи, таллахи, не враги. Наоборот, мы находимся вот на данный момент, точнее, вы находитесь на данный момент на таком этапе, когда вы не знаете, кто вам враги. Вот, допустим, да, вы сами подумайте, Сележдин Султыгов говорит, то если даже 10 лет назад я соврал, я буду стоять на своей лжи дома, потому что я ингуш. По идее, этот человек оскорбляет вас. Это? Бузуртанов вас оскорблял, когда говорил... У меня никогда не было проблем с чеченцами, Бах. Ты знаешь, у нас тоже никогда не было проблем с ингушами. Никогда. Здесь речь не о чеченцах и ингушах. Здесь речь о нарнийцах, лицемерах, лизоблюдах, подлых истуканах, которые подло под чужими аватарками, ингушскими, или, как вы говорите, чеченскими, якобы, которые ведут масонские ордена, настраивают против чеченцев и ингушей. Они вот сидят, и им больше делать нечего, кроме как заниматься вот этим всем. Ба. Юни хауор варит ешенс.
И вы даже сейчас сами не осознаете то, что вот все эти ваши псевдоисторики, да, все эти провокаторы вас самих же и подставляют. Вы даже этого не замечаете. Потому что они-то закроются, это они-то, может быть, когда-нибудь остановятся дома, но все то, что они наговорили, это не остается неуместным. Валейкум ассалам варахматуллах. Да, стадок, что, алхамдулилlah. إبراهيم شو سويت حادثة صغيرة بيخ ما بيلش Алхамдулилlah. خاطر ده يلا ده تسموه يا عبرة بيخ تروح شروع صوت ايه بشلان بشلان سو إبراهيم بو بشلان إبراهيم بو شو مرة تعبيرات سو تعوم يردوس غلغاي نوخشي يلا تكهم ده ويجري دودا مغلا سوق чисто غلا وقته Я сам с Ингушетии, ногчу чахилову вечери бусаиш, ногчу чаю, шучери ногчу бу, так кайстин он да. И цатца я хумну шату я питам миqi бекшбериш. Ишук я ногчу я алга я кал ма я. Там борщ от самаши, ногчу мета ердо, алга мета дас. Ой миqi ой всю жизнь предки ходили далее хотя и цан инаду цамох бу цабат бу хлбиш но цатцы еще хамнушат такая еще вообще да они даже истории не знают они даже не знают своих 3 дяди ну своих отцов отцы не знают предки понял я понял предки, да, на русском как объяснять они не знают своих предков они даже не знают где у них бабушка похоронили они даже к кладбищу не ходят брат. Они что могут сказать? И они здесь сидят, и муту сеют. Да? Валлахи, я и в Чечне был, и сейчас работаю в Ахмате. Я и СВО 3 года. У меня близкие друзья очень много. Да? Каждый день ночью чуют, ингушетят. Мне никто. Почему мне вот везде меня все. Ибраим, Оша, Азла, ты вообще сейчас мы вообще не говорим об этом. Тут речь не идет о взаимоотношениях. Здесь не об этом речь идет. Здесь просто идет речь конкретно ситуация. Те, кто занимается провокациями ложной информации, вот их опровергают. А так выиграли Гергелойц, эти знаешь кто? Эти смутьяны. У них в жопе зависть, да их они специально сидят. Ибраим, бакы на бок, что Ибраим, раздоться, смотрите. Бахмудылла. Бакы не смотрите. Цаудас. Из песни слов не выкинешь, Бог, да? Амадуэн, сиди калама. Дикан запахи. Да, дикан. Да, что же, постоянно войник и питем белгеш бухтеж. لا ترى هو بخير داس كوندام طلع هو بخير داس الانترنت кнопочный водокабель вы мета ночи голгай цабуй разница наши чечены ингушские говорящие сидят очень много и у них зависть, но никогда в жизни до их эти, валлахи, ой, дергиш далдиш, что Аллах цау, мама пеймер цау, мама ой, сунца, до их эти, хуеши, бех мобилыш, что учувал, брат. Да, Антер доллар, что учувал, брат, и очень больше удар могла, валлахи. Ой, нормальный нахуй, да, именно провокатор, что еще провокатор. Юни, бяху билас нокчуйса. Юни, хочу я лова и тебя синдуйте хадис, на него нокчу чинголи тардуэ. Юни, Юни, прости, так получилось, брат. Мы-то все это слышали втроем друг друга, но, видать, трансляция приостановилась. Пожалуйста, вот изначально ты обозначил 2 проблемы, вот с них начни опять, расскажи всем, что было понятно. На сегодняшний день очень актуально, это реально есть. У нас у чеченцев есть 2 проблемы.
первая проблема Марьям, вопрос Марьям, который уже практически решен, и это даже не обсуждается. С наличием такого количества братьев, таких достойных братьев, у Марьям вообще проблем нету с этим, вообще нету. Больше того, этот вопрос будет решаться, уже решается и с ее фамилией, и с карачаевскими старшими, и все это уже в процессе, так что я скоро еще раз выйдем, я расскажу, как я встретился и с председателем Карачаевского конгресса, и эти все вопросы будут. Более того, сегодня был уже очень серьезный сигнал, до этого, если до сегодняшнего дня карачаевские паблики, если полностью были на стороне ингушей, то есть поддерживали этих балаболов и оскорбляли эту девушку, считали, что она виновата, и ингуши требовали извинений, там еще что-то, признание вины, преследовали, буквально преследовали ее родителей, полностью ее родственников, то есть Масар Бяхшбильша, этот вопрос уже практически сейчас, я сейчас его подробнее расскажу, просто обозначу сейчас второй вопрос. А второй вопрос, он не менее важный и более серьезный в том плане, что я сейчас обнаружил, что на сегодняшний день существует проблема того, что если сегодня мы говорим о карачаевско-балкарском народе, а эта проблема существует и с другими народами, надо понимать. То, что сейчас мы столкнулись, это то, что абсолютное неведение ситуации, реальной ситуации по земле этого спора. Наши оппоненты, балаболы, просто они умудрились своими дежурными визитами, вот этими льстивыми словами, пустыми, абсолютно пустыми, дутыми словами о многовековой дружбе ингушей и карачаевцев, и балкарцев, где им надо это говорить, вот, чтобы это говорить, они полностью обязали, практически получается, своей порядочностью, те порядочные балкарцы, карачаевцы, теперь сегодня выступали на стороне именно ингушей. Но сегодня уже очень серьезный паблик карачаевско-балкарский, он сегодня выставил публикацию, в которой четко обозначил: салам алейкум, это наша достойная сестра, дочь карачаевско-балкарского народа. Мы ее не считаем виноватой. Вопрос ингуши должны решать напрямую с чеченцами. И нечего втягивать сюда карачаевско-балкарский народ. Это очень правильный посыл. Это первая публикация, которую я там отметил и сказал им, что с ними связался и сказал, что это достойно. Это достойно. Все, лед тронулся, и этот дальше вопрос пойдет. Но мы на этом не должны останавливаться. И сейчас даже вопрос Марьям, мы закончим сейчас его, да, он практически уже решен. Но теперь мы не должны останавливаться и не должны оставлять без внимания наших братьев. Как сегодня стоит вопрос, как карачаевско-балкарский, раз вот так возник он по поводу вот балаболов из-за Марьям, точно так же мы должны осознавать, что и другие народы в полном неведении того, что происходило тогда, эти споры, которые существуют. Я сегодня в публикации у себя на странице написал, что эти люди в 2018 году, когда устроили митинг, все, им разъяснили, организаторов посадили, они отсидели, уже вышли. И вот это быдло, оно, озираясь и боясь любого грузовика с надписью «Урал», они боялись, но почему-то сегодня решили, что Уралу не до них, Урал слишком занят там другими делами, и они решили по новой эту тему поднять, этот земельный вопрос. И сегодня у них не хватило мужества, смелости сегодня обвинить чеченский народ по земельным вопросам. Если это властные структуры Ингушетии или ихние провокаторы, обратиться к правительству Чеченской Республики, к властям Чеченской Республики, или к властям России по этому вопросу, или к чеченскому народу вообще. Они сегодня нашли, как шакалы налетели на эту девочку карачаевскую, и из нее сделали повод поднять этот вопрос земельный. Но для нас-то он уже давным-давно решен. Для государства он решен. Перед законом он решен. Простейшая схема. Была сворована земля.
больше того, Башлам, никогда не забывайте о простой детали. Земля была под флагом заповедника, она была выделена была на ООО, общество с ограниченной ответственностью. ООО — это частные организации. В ней состоит Юни, Башлам, Хизр, Вася, Петя, в долевых участиях там и все. Это ООО или один человек. То есть частные люди, ингуши в Москве порешали вопрос, пока чеченцам не до этого было. И вот, обнаружив эту кражу земли фальшивыми документами, чеченские власти обратились в Москву и сказали, что это такое. И, естественно, те, кто решали вопрос наверху, естественно, поджали посты и все касались. Да. Минуту хочу, чтобы обратить внимание, может, ты не знаешь, хочу довести до тебя. 2 чеченские блогерши, девушки, выложили посты, чеченские блогерши, до Марьям еще. Их страшно захейтили, страшно начали оскорблять, материть, они оба удалили эти посты. До Марьям, чтобы было понятно, это не первый случай. Они именно, чеченские девушки, когда выставили и заняли эту позицию, они занимались и сделали то же самое. Это я просто сейчас говорю, вставляю ремарку, чтобы ты знал, что кроме нее были и наши 2 девушки. А теперь я тебе обращаюсь к тебе и обращаюсь ко всем нашим активным пользователям, нашим общественным деятелям. То есть, пожалуйста, на сегодняшний день это наше упущение. Чем наши девушки хуже Марьям, или Марьям лучше, чем наши девушки, мы должны эти ситуации отслеживать. И мы должны точно так же, это ответственен за это и ты, и я, и все остальные, что мы это, я не знал этого, ты не знал, но это не снимает ответственности ни с тебя, ни с меня. Но даже если малейшее, мы должны все эти абсолютно заниматься полностью его прослеживанием ситуации, и подобная ситуация должна быть абсолютно нами преследуема и осуждаема. И мы должны заступаться за любого, кто мы считаем, что он честен, прав и справедлив. Понимаешь, на девушек, может, они и налетели, но, поверь на слово, они же не налетели на тебя. Я каждый день об этом говорю. У меня миллион на эту публикаций. Шакалы пишут в личку, оскорбляют или еще что-то, в комментариях оскорбляют. Но это все ерунда. На поверку-то никого из них нету. Я позавчера в Ингушетии. Нас оскорбляют, это только нас очищает. Это ни в коем случае нас... Абсолютно. Я вчера в Ингушетии, в Назране, позавчера в Ингушетии, в Назране, по своим делам ездил. Сейчас еще там предлагают 2 объекта строить. То есть я никого не боюсь, ничего. И я не боюсь, самое главное, что я говорю правду, и я знаю, на чьей стороне правда. И вот сейчас ситуация с Марьям, это не потому, что она молодая или еще что-то, это не потому, что она другой нации, потому что просто есть справедливость, есть честность. Все, я теперь перейду... Юни, я надеюсь, Юни, сейчас ты находишься в эфире, я надеюсь, те, которые на тебя подписаны, ставлю еще раз ремарку, хочу обратиться в твоем лице, я надеюсь, что они подписаны. Если карачаевцы не защитят свою достойную дочь, то чеченцы обязательно защитят ее и не дадут непосредственно посягать на ее честь, оскорблять ее и так далее и тому подобное. Если они не могут, то мы сможем. Почему? Потому что она, во-первых, сказала то, что повторила, процитировала слова главы Чеченской Республики, председателя парламента, экс-председателя парламента, и ничего нового она не сказала. Она сказала, это чеченские земли, это чеченские башни, она не соврала. Если карачаевцы не готовы за честность, за справедливость заступиться за Марьям, то чеченцы обязательно за нее заступятся. Цачи Кулуч. Башлам, я даже во вчерашней публикации даже написал так, что шакалы, не имея чести высказать это чеченцам, они нашли карачаевскую девушку и сказали ей, налетели шакали ей стаей. Но эту карачаевскую девушку от шакалов защитит волк Иштиязинахас. Сундейра. Это однозначно. Сегодня, когда эту положительную публикацию карачаевский паблик написал,
что это наша сестра и все на свете. Написали добрые, порядочные слова, что это, если есть вопросы, пусть ингуши разбираются, не втягивая нас, карачаевцев, болгарцев, пусть разбираются сами с чеченцами. Я написал, что я ждал, и наконец-таки я дождался этих правильных, достойных слов. Я вам очень признателен авторам этой публикации, и я считаю, что на сегодняшний день, что чеченский народ заступится за эту девушку, как за любого представителя карачаево-балкарского народа, и мы знаем, что это взаимно. Любого другого народа, без разницы, карачаевцев, балкарцев, адыгов, любой человек, который на стороне справедливости, добра и честности, новчи всегда это делали испокон веков, всегда, и будут это делать. Без разницы, какой бы ни был. Ты же знаешь, Юни, у нас в честь достойных сынов черкесского, адыгского народа есть целые улицы. А он защитил и сказал, он был противником того, чтобы не начинали войну в Чечне. Коноков, молодца ли за... Каждый раз забываю его фамилию. Бывший министр юстиции. Да, за каждый человек... А? Нет, не Семенов, это Семенов другой, это командующий был, который тоже... Не Семенов. Тот Коков был, или как его фамилия, забываю его каждый раз. В честь него названа улица в Чеченской Республике. Так мы защищаем без разницы, кто бы это ни был, как бы его ни звали, мы всегда с достоинством относимся к таким людям. Карачаевцам, Калмыков, вот, министр юстиции Калмыков, сейчас вспомнил. Вот. Я почему говорю, неспроста, просто чтобы Июня это говорит, все вот сейчас здесь сидит, он говорит, какое имеет право, вот сейчас, пока мы с тобой рассказываем, Июня, пока ты говоришь, пишет, какое имеет право якобы вмешиваться в наши дела между ингушами и чеченцами, Алязино, Коламро. Вот у меня вопрос к тебе, какое имеет право между нами. Вопрос, когда решался, вы позвали красного горшка, Зураба Гаджиева. Какое право вы наняли, платили Дмитрий Кулумбекашвили? Был такой неопределившийся, то ли он осетин, то ли он грузин. По сути, он должен был быть осетин, но даже сами осетины достойно назвали, кем он является. Какое право имеете Марьям Березаташвили, который живет в Грузии, который ваш научник открыла клуб там, или любители, ладно, не буду сейчас углубляться, культурный дом в Грузии. И мне перечислять дальше. Артем Плата, какое имеет право говорить и вводить там между нами, указывать. Я бы не сказал про Артема, но мне прислали в директ комментарий, где Артем пишет, да, эти земли ингушские. У меня вопрос, я думаю, что ты посмотришь, Артем. Можешь на меня, может, подашь. Скажи, пожалуйста, приезжай в Чечню. До сих пор есть глава Чеченской Республики, есть председатель правительства, и есть хотя бы общественник. Ладно, до них-то хоть одному общественнику приедь, тебя пальцем никто не тронет. Ты и я, мы встретимся, покажи мне хоть один документ, что эта земля ваша, и что мы ее украли. На зоне с опущенными здороваться нельзя, поэтому не пачкайся с этим Плата. Этот ЛГБТшник, он не имеет чести, чтобы приезжать и с тобой разговаривать. Не пачкай. Я такие вещи, ладно, люди, продолжай дальше, я тебя слушаю. Так вот, на сегодняшний день вот эти две проблемы. Я сейчас начну с первой проблемы по поводу Марьям. Я искренне считаю, человека надо судить по его поступкам. И сегодня, на сегодняшний день, эта девушка ничего не сделала такого, чтобы было стыдно ее родителям, ее родным, карачаевскому народу, нам, чтобы было, мы чувствовали, что мы ее куда-то провокации послали ее что-то сделать. Ни нам, ничего, повода нету. Поэтому мы сегодня должны быть на стороне справедливости и должны за нее заступиться. И мне очень приятно, что на сегодняшний день, что именно чеченская молодежь, чеченский народ, именно все сегодня разговаривал с сотнями и взрослыми, и пожилыми, и молодежью, которые четко, однозначно стоят на стороне Марьям, и это даже не обсуждается. Но я хотел бы еще сказать одну вещь, что
я обращался к нашим властям, чеченским властям, и понимаю прекрасно ситуацию, что на сегодняшний день нету ни одного серьезного повода вмешиваться. Это другой уровень власти, который, если бы сегодня, как хотели, как мечтали ингуши, балаболы, мечтали, чтобы Конгресс карачаевского народа выступил с критикой, с осуждением, с извинениями, заставить родителей этой Марьям, чтобы они извинились. Если бы что-то такое было бы от официального органа, будь то Конгресс, будь то муфтият или еще какая-то структура, какие-то там молодежные организации, то тогда однозначно мы бы им, напротив, поставили бы соответствующий уровень структур Чеченской Республики. Подключили бы СКФО, подключили бы центральные аппараты. Но сегодня все идет на уровне, будем так говорить, балаболов со стороны Ингушетии и сегодня блогеров и активистов, общественников со стороны Чеченской Республики и карачаевских блогеров. И вот теперь нам нужно дальше эту ситуацию разрулить. Я считаю, что вопрос по этой девушке уже однозначно решен. И вчера мы разговаривали, что ответственно сегодня мы должны заниматься. Я должен заниматься, Башлам, ты должен заниматься этим вопросом. Все неравнодушные люди, представители чеченского народа, которые являются хоть как-то активными, неактивными, но в любом случае слова поддержки, это должна быть полностью сегодня в тренде, и мы все должны выразить ей поддержку. Каждый должен выразить свое мнение. И поверьте на слово, это мнение очень убедительно как для балаболов, точно так же важно для этой самой девушки. И точно так же ингушей. Юни сказал, что он не против ингушей. Он же говорит, с достойными ингушами он и работает, не против ингушей, он сказал. Послушайте, я всегда говорю, подчеркиваю одну простую вещь. В любой своей публикации, в любых своих словах. Балаболы из чеченского общества, ингушского общества. И это меня что, ума не хватает делить достойных и недостойных? Но давайте так, еще раз повторяю, если человеку интересно, балаболы я называю, которые передергивают историю, которые врут, которые не хотят видеть правду, истину. И сегодня для себя любой человек, которому я задаю вопрос, твое отношение к земельному вопросу, и если мой даже близкий ингуш говорит, там чеченцы у нас забрали землю, все, на этом отношение заканчивается. Он нечестный человек. Он прекрасно знает, как это было, что это было, как они своровали. Если ты у меня украл машину, и я потом ее нашел, что она у Башлама, я пришел у тебя, забрал, а ты ходишь, всем рассказываешь, Юни у меня забрал машину. А почему ты не говоришь, что ты сначала украл ее с моего гаража, с моего двора? Надо быть честным же. Вот этот вопрос мы должны будем, это с балаболами. Балаболы это именно митингуши, которые были на митингах. Балаболы это те, которые сегодня сидят в сети, рассказывают всякие небылицы. Балаболы это Чебиева, которая с дипломом историка и так безответственно себя ведет. Рассказывает, передергивает исторические факты. Я понимаю, когда это простой там, я не знаю, Бузуртанов что-то болтает, я понимаю. Это около научный там или не научный, просто балабол. Но когда человек с дипломом, тем более с местом работы, как она говорит, Российская Академия Наук, то тогда давайте с этого человека я требую как минимум грамотных исторических фактов. Не твое эмоциональное восприятие. Исторические факты есть, которые неоспоримы. И сегодня называть, сегодня 40% ингушей, которые являются австройцами, спокойно пережевывают, молчат, когда Чебиева в поисках популярности среди быдла, среди балаболов, которые являются среди ингушей, она сегодня заявляет, что Орстхой является пришлым народом, что они там приглашены были галгаями для того, чтобы заниматься ремеслами, где-то защищать, а в основном, чтобы заниматься пастухами они их пригласили. Галгай пригласили орстхойцев пастухами. Ну как это можно говорить историку? Как можно такое говорить? Как может говорить историк Чебиева? Я отвлекся сейчас ты спровоцировал меня на это. Как может историк говорить
вещь, что ни один народ на Северном Кавказе, который заявляет о своей каменной архитектуре, что он ни один народ на Кавказе, кроме ингушей, не может башни идентифицировать со своей фамилией, родом. Как можно такое говорить? Я поэтому обратился с призывом ко всем, сделал призыв, давайте каждый, Башлам, у тебя не то, что там какая-то сакля, у тебя, у твоего рода есть гора, и все на свете есть, и башенные комплексы есть, у каждого это есть. Давайте сделаем, соберем слайд этих фотографий, каждый указанием. Вот это наша башня, это Тырлоевская башня, это такая-то башня. Комплекс. Давайте сделаем. Я обратился ко всем народам Кавказа. Башлам, я обратился сегодня и к карачаевцам, и балкарцам. У карачаевцев нету своих родовых башен, комплексов старых. У балкарцев нету, у осетин нету, у кабардинцев нету, у дагестанцев нету, у каждого есть. И когда дипломированный, как она говорит, дипломированный историк, она наверняка дипломированный историк. Она не просто историк, она кандидат исторических наук. Так вот, она балабольских наук, она не исторических, она балабольских наук. И вот этот человек, когда заявляет, что кроме ингушей не может быть ни в одной нету, тогда это мне не то, что смешно, мне просто получается самое страшное, знаешь что, вот будучи кандидатом, она едет на любой конгресс. Проблема-то в чем? Она едет на любой конгресс, она выступает со своим докладом, и этот доклад через несколько месяцев выходит в сборники и ложится в любую, каждую библиотеку в любого университета. На нем, основываясь на этом докладе, любой студент, ты сам знаешь, ты историк, ты можешь брать эти книги, труды и пишешь ссылки. Ссылка Чабиева, такой-то, такой-то, доклад такой-то, тема такая-то, страница такая-то. И вот вот о чем мы должны сейчас думать. Растет новое поколение ученых-балаболов среди ингушей, и которых никто не хочет призывать к ответственности. Она сегодня на полном серьезе, как этнограф, она и историк, она и этнограф, она и все на свете у них, суперменша. Но этот этнограф говорит, заявляет простую вещь, ей ведущий подкаста задает вопрос, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, самый близкий нам народ, чеченцы, что у нас общего с чеченцами? И она заявляет, я должна обозначить вам серьезное заявление сделать. Абсолютно, мы абсолютно два разных этноса. Да, я сейчас согласен, что мы ментально разные, менталитеты, там еще возникло много. Тем более, вот сейчас по прошествии последних десятилетий много разницы возникло. Но когда историк, этнограф, изучающий древний мир, то есть он, основываясь на этом, заявляет, что абсолютно у нас ничего общего нету. Но тогда объясни мне, этнограф, а почему у тебя мой язык, почему у тебя мои адаты, почему у тебя моя одежда, почему у тебя моя этнография, культура, тогда я не пойму. И вот не имея ничего, тогда она заявляет, что древний ингушский народ, которому 4000 лет, ну то есть, Башлам, я тебе не простил бы, если бы ты, будучи историком, сегодня какие-то делал такие популистские, дешевые какие-то выпады. Но... Я так позориться не хочу, спасибо. Вот, это же имя, как-то человек должен понимать. Она-то этого не говорит в Москве, она-то не говорит этого. Больше того, она не говорит, обрати внимание, она не говорит ни одного слова против осетин. По одной простой причине. По одной простой, хотя проблем в 1000 раз больше, казалось бы. И она должна была, как историк, в эту ситуацию влезть. Где земли были, ингушские земли, которые признают и осетины, где расселение было, какие были. Все, и все вопросы, как этнограф должна была говорить. За все, город мертвых она должна была обсуждать. Все на свете она должна была обсуждать. Но она ни одного слова не говорит. По простой причине. Потому что по рукам-то ей надают ее руководство, и у нее родственники с пригородного района. И она предпочитает там
за мной приедет, если не Урал, то там приедет за мной какая-нибудь маленькая малолитражка, и багажник там ее поместят, ее, хоть расчлененки, но завезут и заставят ответить. А чеченцы, они же молчат, они же ничего не говорят. А тут можно приехать в Ингушетию, стать принцессой, все вокруг аплодируют, все говорят, какая ты красавица, какая ты умница. Она апеллирует какими-то терминами историческими, там еще умничает, сидит. И вот она теперь все обсуждается на свадьбах, на похоронах, какая у нас появилась гениальнейшая ученая. Это смех и грех, это просто абсолютнейший кандидат, именно натуральный. Она профессор балабольских наук, вот это мое мнение. Поэтому, ладно, оставим Чебиеву в покое, этих вопросов много. Сейчас вернемся опять к Марьям. Башлам, я хотел бы, чтобы наши друзья все знали, сегодня я имел возможность разговаривать с фамилией Марьям, ну так скажи, с фамилией Марьям. Да, с фамилией, отцом и всеми дядями, старшими, всеми с ним по видеосвязи. Самое первое, что я им сказал, предисловие. Ингуши настолько падко наехали на всех общественных деятелей, на муфтият, на старших, на общественных лидеров мнений, на всех наехали, что девушка позорит, что она вводит хажла, она вводит фитну между чеченцами и ингушами. Какие слова находят? Что она наводит фитну между мусульманами. Понимаешь, вот это насколько балаболами надо быть, демагогами, чтобы и этими словами прикрываясь, вот она провокациями занимается, ссорит два братских чеченские и ингушские народы. Марьям, это, послушайте, нам не стыдно, что одна девочка такое делает целую революцию? Целые 2 миллиона почти, что общее взятие. Да, в общем взять 2 миллиона, тут она наводит порядки. Это, но балаболам об этом в голову не приходит. Они хотят унижаться, им важен результат, любой ценой. А завтра то, что над ними смеяться будут, они об этом не думают. Это абсолютнейшее бесчестие, Сюекхач, абсолютнейшая беспринципность. Так вот, они вышли, полностью сделали так, что все в Карачаево-Черкесии, карачаевский народ, конгресс карачаевского народа, все старшие начали просто терроризировать родителей этой девушки. Бяхбокш. И вплоть до того, что давай видеозапись, как ты приносишь извинения перед ингушским народом за свою дочку. Представь, до чего дошло. И в этой атмосфере это уже вот это все длится. И он, бедный, не знает, как от этого всего откреститься. А никто не говорит из карачаевских старших, давай посадим сюда Марьям, давай посадим сюда вместе с отцом, а сюда посадим ингушей и послушаем, в чем претензия. А если надо, давай чеченцев позовем. В чем проблема? И давайте мы выберем. Даже если наша дочка виновата, мы примем на себя и скажем, что это наша вина. Если даже она виновата. Но если она не виновата, тогда давайте спросим с тех людей, почему ты пришел в мой дом и претензию предъявляешь моей дочери. Логично. Да, почему ты вообще посмел нам даже с таким предложением обратиться? И сейчас к этому придет. И мы сегодня поговорили, я их заверил в очень простых вещах. Я ему сказал, Мурат, ты хороший отец, у тебя замечательная дочь. Сегодня она любима полностью, чеченцы ее считают своей сестрой. И тебе никогда не надо будет голову опускать ни перед кем. Никогда не надо будет краснеть. За ней нету недостойных поступков. Поэтому грамм не переживай. И, пожалуйста, если кто-то к тебе придет с просьбой или настаивая на извинениях, вот, пожалуйста, послушай меня. Я ее в глаза не видел, эту девушку. Я сужу по поступкам. Я вижу ситуацию. Почему я себе позволил разобраться в этой ситуации? Опять же, не слепо, просто потому что там девушка там или еще что-то, просто что-то сказал или Башлам меня попросил. Надо, каждый должен разобраться в ситуации и занять свою принципиальную позицию. Вот, так что сегодня мы поговорили. Они теперь я уверен, что любой, кто придет к ним, если даже придет, и уже и это сомнение, уже никогда им не надо будет даже эту тему поднимать. Это первое. Второе. Завтра у меня будет телефон, я надеюсь, председателя президента
Конгресса карачаевского народа. Я хочу с ним созвониться и завтра же выехать к нему и просто предупредить, поговорить с ним, во-первых, очень культурно, достойно, объяснить ситуацию, какая она есть. Если человек понимает, если старейшины принимают, а я уверен, они на 100% примут. Никого из них там не купили, чтобы они отрабатывали эти деньги. Ох, у меня что-то, подожди-ка, я сейчас подзарядку возьму. Что-то у меня... Так вот, я уверен, что этот вопрос уже решен. Теперь то, что касается второго вопроса. Мы на этом не должны успокаиваться. Я это обращаюсь к тебе, обязываю себя и обязываю каждого из нас, чеченцев. Ситуация, пока мы сидели, ингушские балаболы из числа ингушского общества, они проводили свою работу и доносили этому же карачаевско-балкарскому народу через свои дружеские отношения, там эти всякие мероприятия или еще как, они доносили, что вот нехорошие, мягко говоря, чеченцы, у них отобрали землю. Но, иншаллах, мы ее вернем, и вот эти темы шли. И постепенно от незнания, нежелания вникать в ситуацию и от каких-то личных обязательств, какие-то люди из числа карачаевцев, балкарцев, это проблема. Они стали считать, что искренне, что, наверное, ингуши правы. В лучшем случае, да не знаем, вот четко не можем разобраться, но раз ингуши говорят, что их обидели, значит их обидели. И обидели чеченцы. И обязательно же нужно добавить, что бы то ни было, чеченцы же сильнее, поэтому бедных, слабых ингушей обидели чеченцы. Но что неправда, что не так не есть. Поэтому нам надо обязательно сейчас заняться именно по-настоящему просвещением. Выносить этот вопрос, обсуждать на личном уровне, в пабликах и доводить до сведения истину, какая она есть на самом деле. Это наша задача. Более что я тебе сейчас скажу, то, что сейчас вчера выставил даже этого Дахильгов, Махильгов, вот этот балабол, который там Расул Хаджи, то, что по поводу вашего обращения с извинениями перед ингушским народом, по твоей просьбе я обратился к нашим старшим ингушским, и наши старшие ингуши сказали, что не надо это обращение делать. Вот, да, я слышал. Так вот, теперь я тебе скажу, Башлам, дело в том, что ингушские старшие, при всем их тоже балабольстве, они все равно прекрасно понимают, что если хвост поймать будет повод, если они требуют этого от Конгресса карачаевского народа, то тогда это вопрос уже не твой и не мой. Тогда, извини, есть для этого властные структуры. Есть министерство, ведомства, есть правоохранительные органы, которые этими займутся. И они, поняв, что это не пройдет, а понты хотелось, поэтому они сейчас уже, поняв, что чеченцы заступаются за эту девушку, они сдали заднюю. Теперь уже не актуальные извинения от карачаевского народа. Но карачаевский народ продолжает прессинговать по сегодняшний день. Было, сегодняшнего дня это уже не будет. Их уже отправят куда надо. Семью терроризировали этой Марьям. Поэтому нам сейчас надо донести эту истину. И мы должны понимать, что кроме, сегодня мы видим, я лично вижу, незнание всей глубины проблемы у карачаевцев и балкарцев, такая же проблема существует и в других народах. Балаболы свое дело делают. Они везде ноют. Были несколько лет, когда они молчали, боясь этого Урала. Но сегодня они, правда, подумали, что вот есть повод теперь опять поднять свою гнилую голову, чтобы с этим вопросом. Вопрос, решенный на уровне государства, федерального центра, разграничение территориальной полностью границ между республиками существует. Юни, тебя задают вопрос. Башлам, спроси у Юни, пытались ли завести уголовку на эту девушку? Так, теперь говорю так. 6-й отдел Карачаево-Черкесии. Туда поступило заявление от ингушей, поступило заявление о провокационных деятельностях, экстремизм, там кто-то. 6-й отдел Карачаево-Черкесии, достойные ребята,
посмотрели ситуацию, изучили ее и сказали, технично никакого повода преследования этой девушки нету. Поэтому встали и до свидания. Все, ни слова нахлебавши, они ушли оттуда. Это ли не аргумент? Это ли не аргумент? Я обращался к структурам по Северному Кавказу. Вы не сидите, пожалуйста, вмешайтесь в эту ситуацию, если будет необходимость. Но сейчас уже этой ситуации нету. Потому что балабол по своей сути, он труслив. Он может оскорбить, который не надо воспринимать даже серьезно. Но конкретно лицом в лицо он никогда тебе в жизни этого не скажет. Он балабол, он просто хочет из-под тишка что-то сделать, какую-то подлянку принести, еще что сделать. Это бесчестные люди. Поэтому у них не прошло это. Это правда было. Я тебе говорю, что я знаю информацию 6-го отдела Карачаево-Черкесии. Это было. Все, да, я сказал, просто здесь вопрос был тебе ответить. Продолжай дальше, Алдек Хайла. В принципе, я сейчас обозначил эту две ситуации. Но мне сейчас вот то, что ты сказал, у меня, что бы я сейчас ни говорил, Башлам, ты вот меня просто загрузил вот тем вот этими двумя чеченскими девушками. Дела Малидер Лоиновой. Они рассказывали, там дело в том, что это не получило ажиотаж, это было довольно-таки, кажется, год тому назад. Эти две девушки просто начали публиковать по башням. Ну, их начали наши же гнобить, Юни. Не столько враги, а наши. Что питанди, что ари, вожи, и они, видать, эти видео у нас есть, мы их опубликуем, вообще вопросов нету. Просто проблема в том, что... Я продолжу дело этих девушек, я продолжу. Я это с честью дальше буду показывать. Но самое страшное, ты сейчас обозначил проблему, что наши. Вот эти, но вот эти войнахи, вот эти, вот знаешь как, бита юни, берш маду, галги, берш маду, берш, дац, это такой же, он физически такой же здоровый, как и ты, он такой же все. Но ты пока думаешь, да оставь, это же наши младшие, это наши дети, эти дети продолжают эти гады нести дальше. Поэтому давай этого ребенка, иногда же надо ребенку по заднице нахлопать. Надо же иногда ребенка и в угол поставить, если ты хочешь, чтобы из него хороший человек был. А зачем мы оставляем проблему будущим нашим поколениям? Опять, зачем мы должны нашим детям, которые сегодня есть, они растут, они потом, почему они должны задавать вопрос, а где были наши старшие, когда эта вся заваруха была, почему они тогда точку не поставили жирную, и чтобы ни один не смел этот вопрос поднимать. Да, согласен полностью в этом вопросе, в этом вопросе, конечно, нужно быть осторожнее, кто бы это ни делал в любом случае. Но, честно сказать, меня встревожил момент, во-первых, дело в том, что заявление о том, что якобы это реально на самом деле смешно. 1,5 миллиона чеченцев, 500, плюс-минус 500 тысяч ингушей, 2 миллиона чеченцев могут поссориться между собой из-за того, что 20-летняя карачаевская девушка, просто 1,5 метра ростом, щупленькая, вообще может поссорить между собой двух кровных братьев, которые живут и бьются одними сердцами и так далее и тому подобное. Но это смешно. Честно сказать, смешно, почему? Потому что, я честно скажу, вот когда мне задают вопрос, а вот причину, вот мне задали вопрос, причину, почему ты лично поставил ее ролик у себя на, допустим, канале. Во-первых, у меня была экспедиция в горную часть нашей родины, где я выставлял, опять же, башенные комплексы, которые относятся к Чечне, и они никогда не входили в состав, допустим, Ингушетии. Они всегда были чеченскими. И вылез этот вопрос. Я послушал, я понял, что подкаст, вообще, у меня сейчас был буквально недавно два подкаста по Хасану Бакаеву, и по Ауховскому вопросу. Оба эти подкаста у меня длились по 1,5-2 часа. Ролик этой девочки 29, плюс-минус 30 секунд, если я не ошибаюсь, может чуть больше, не дотягивая до минуты. Я понял, что это вырвано из контекста.
я понял, кто это первый закинул в любом случае, а это сделали не чеченцы. Не чеченцы это первые сделали. Мне как раз таки прислали не чеченцы это. И Хаятин Чулка, я посмотрел, смотрю, девушка, и я сразу автоматически, мои слова фактически, которые были произнесены мной там за месяц вперед, где я аргументированно показываю каждый документ, показываю карту, говорю, что за 7 лет нет никаких документов. Я основываюсь, само собой, на главе Чеченской Республики, на председателе, ныне председателе правительства, а в тот период председателя парламента Чеченской Республики. Констатирую факт, который неопровержим. Все. Ко мне, да, там проклятие, там 3-10, никаких вопросов. Но мне интересно не это, Юни. Самое интересное, знаешь что? Вот я или не объясните мне, или я реально как-то не догоняю, как может быть одновременно земля пастухов и скотоводов, а иногда военных, приглашенных, которых насильственно ассимилировали, не насильственно, она сказала, добровольно-принудительно, потому что они сами того желали, чеченцами, ингушами, можно их землю, вот ты оскорбляешь их, не проходит между ними и полмесяца, ты говоришь, вот карачаевская девушка говорит об ингушско-чеченском конфликте. Какой это чечено-ингушский конфликт? Это земли арстхоевцев. А Арстхой, большая половина, проживает в Чечне. Она оскорбляет один из чеченских достойных тукумов, чистокровных, автохтонных, часть нашего народа, который мы любим, ценим и лелеем, как и все остальные тукумы. Оскорбляет. Я ей просто-напросто, я не материл, не оскорблял, не унижал. Она целый аж кандидат исторических наук. Я по каждому ее вопросу прослушал этот ролик 1,5 минуты и задал книга-документ. Книга-документ. Ни одной книги она не показала, ни одного документа она не показала. Но что было самое интересное, когда я это выставил, туда некоторые, которые со мной, горе-вояки, заходят, воюют из наших же, начали писать, она не Орстхой имела в виду, они говорят, она имела в виду Орстхой. Я не знал, что есть Орстхой и есть Орстхой, понимаешь? Ну, тогда покажите мне об Орстхоях, где говорится хоть на одной книге, что они являются кочевым племенем. Мы за свой народ, за каждый свой тейп, за каждый свой тухум будем грызться до конца. И это наша история. Ну, мне вот интересно, вот сейчас ты их оскорбляешь, говоришь, что они пришли, потом ты через полмесяца говоришь, что какая-то якобы карачаевская девочка может рассорить между собой братский народ. Это можно? Знаешь, как сказал президент России, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Если я не ошибаюсь, цитата была такая у Путина. Да. Получается так, что позволено Танзиле, не позволено морям. А с чего вдруг? С чего вдруг, кроме того, что у нее есть какие-то кандидаты, она каких-то наук, она, мусульманка, имеет свое мнение субъективное и сказать. Она приехала в Чечню, она сфотографировалась перед Чеченской башней и выставила «Чеченская земля, Чеченская башня». Все. Если я поеду... Ты как историк, ты сейчас более аргументированно начинаешь детали. Кстати, у меня просьба к тебе, попроси кого-нибудь умников из ребят, вот этот подкаст Танзилы Чабиевой, пускай они его разложат по твоим вот, там есть, можно сделать секундные по полминуте. Да, у меня есть эти куски. Разложить и сделать там 20-30 роликов получится, и эти ролики... 20-30, там где-то 5 или... Июни, 20-30 нету, там есть где-то 5 или 6 роликов, где она конкретно оскорбляет завуалированно наш народ. Теперь смотри, там мне интересно полностью, там много еще, это мы явно где берем, а есть, я, например, час ее слушал с рвотным инстинктом, понимаешь как, рефлексом, полностью, я до такой степени, и меня больше задевало не то, что она говорит, и что это там, что она ученая, вот что меня больше всего задевало. Поэтому мне нужно сейчас, я хочу даже, скажу так, узнать точное место работы и обратиться к ее руководству, где бы она ни работала, обратиться и именно в научной среде
Российская Академия естественных наук имени Маклуха Беклая, кажется, называется. Она там является научным сотрудником, насколько я знаю. Знаешь, откуда я это знаю, Юни? А я знаю оттуда, что есть определенные люди, которые мне звонили, спрашивали и говорили, что они обратились в руководство этого университета с просьбой разобраться и дать правовую оценку данным словам, на что они ответили, что ответят в течение, там у них определенное время, в течение месяца. И вот он мне позвонил, этот человек, и говорит, я жду ответа, я хочу услышать ответ от этого человека. Скоро, как он говорит, как пришлют мне ответ, я его скину официально тебе, то есть мне, я его опубликую. Услышим официальный ответ от университета. Точно так же есть еще один хори-блогер, некий Магомед Албагачиев, который поставил под сомнение всю церковную, так сказать, рать грузинской церкви, которая указала в своих документах, и все грузинские ученые, которые доказали на своих документах, что в 13 веке указано на территории Чечни земля Нахчта. То есть это грузинские ученые опубликовали, подтвердили это грузинские церковные ученые, которые читают древние записи, и опубликовали. Так вот, этот человек отправил официальное письмо в грузинскую епархию, чтобы они дали правовую оценку, что якобы в научном журнале некий Албагачиев Магомед обсуждает и осуждает грузинский весь патриархат, точнее ученых, и всех научных интеллигенцию и профессоров, которых ныне не существует и существует, в том, что они ошиблись названием. На самом деле название Нахчи не существовало. И они имели в виду не Нахчта, а Нухба, которая находится где-то в Грузии. И все ради чего? Ингушский магистр высших, так сказать, магических образований занимается научными трудами опровергнуть название, древнее название нахчийцев, которое было опубликовано у грузин, опровергая его, якобы, что грузинское, если сказать так, иронично, подавая анафему всех ученых грузинской епархии, указывая, что они, оказывается, ошиблись в 13 веке, а этот доморощенный новый магистр всех академических наук в 21 веке решил опровергнуть все сильнейшие труды грузинских ученых, которые в этой области работают по 40, по 50 лет. Это кажется смешно, но и Танзила, и вот этот Магомед Албагачиев, туда эти документы направлены, письма направлены, если я не ошибаюсь, его переводом занимался Анани Джапаридзе, это церковный переводчик из именно древних рукописей грузинских. Он утверждает, что они ошиблись, якобы, что это не Нахчта, а Нухба. Но это ладно, я уже не считаю, что их сам любимец Даиф есть такой американский суперблогер, который сильно они любят. Он их опроверг, но они не поверили. Раз теперь будем ждать письма от Российской Академии Наук, что ответят они. Он обещал, что со своим видео, официальным заявлением, он пришлет все письма, я это опубликую на своем канале, вы сможете узнать, как это делается с точки зрения науки, научной интеллигенции, то есть имеется в виду, этот человек уже давно на пенсии, но он, насколько я понимаю, по общению с ним, он работает давно, еще с завгаевских времен работал в постпредстве, и ему не понравилось высказывание о своем народе от Танзилы Чабиевой, не понравилось выступление от Магомеда Албагачиева, который опубликовал эту ересь. Так что у нас нельзя. А это, кстати, ему, если я не ошибаюсь, лет 70 или 80. Этот человек вот научным путем пошел, никого не оскорбляя, никого не унижая, обращаясь в вышестоящие инстанции, чтобы они дали правовую оценку словам, ибо словам этих это нам хороший пример. Хороший пример.
Вот точно так же сейчас еще я хочу научное сообщество Москвы, российской науки, я хочу привлечь внимание, потому что Танзила работает, вот знаешь, в чем дело, что почему, вот я когда говорят разные ментальности, я реально говорю, вот этих выскочек, почему у нас вот таких нету, почему там каждая лягушка корчит из себя подводную лодку. Вот почему вот такое желание прославиться внутри вот этого балабольского сообщества, среди быдла понравится, что даже человек чихать хочет на свое исцелительское позвание, на свое место работы, на какой-то свой профессиональный уровень, на завтрашнее доброе имя. Человек абсолютно об этом не думает. Но это еще раз нам призыв к тому, вот этот парень то, что делает, нам надо такими вещами заниматься. Надо опровергать. Надо выстраивать. Вот что я тебе сейчас скажу, что пока мы сидим, проблема-то дальше существует. У меня есть обращение к Гуцериеву, и я знаю, что до него дошло. 7 миллиардов денег он выделяет на Ингушетию, на восстановление башенных комплексов. И огромные потоки идут через Султыгова, султана, который камень, новоделы это делает, который... Но это был он может быть, он, наверное, раствор подносил испанским мастерам. Он сам о себе придумал историю. Этот человек сегодня, когда говоришь, покажи, что ты построил в Испании, он говорит, у меня телефон украли, и все фотографии там остались. Это серьезно так? То есть, и сегодня он приглашен Гуцериевым, лично с ним, он выделяет бешеные деньги, школа мастеров, зодчих, каменного зодчества, эти деньги прокатывают. Это тот человек, который я выставлял его слова, как он оскорбляет чеченский народ. Грязными словами, матами, со всеми вот этими вещами. И этот человек, и он рассчитывает, что я буду с ним зюзюкаться. И я поэтому, естественно, должен Гуцериев не желать, чтобы рядом с ним был вонючий человек, от которого воняет, потому что он провокатор, он есть грязный человек, он ведет себя недостойно. И Гуцериев должен свое окружение почистить. Как от всех, которые там сидят, эти кровопийцы, на разные проекты, но суть этих проектов, как можно больше украсть этнографии, истории, еще каких-то культурных вопросов, больше украсть у чеченцев и выдать это за ингушское наследие. Вот и все осваивание этих денег. Понимаешь? Мы сейчас упустили вопрос, я считаю, что очень серьезно упустили вопрос. Сейчас планируется проведение съезда молодежи России и Грузии в Назране, в Магасе. То есть, почему? Мы сегодня берем искусственно, предоставляем площадку Ингушетии, а мы... Подожди. Юни, насколько я знаю, между Грузией и Россией дипотношения с 2008 года прерваны. Каким образом? Нет, причем здесь дипотношения? Сегодня грузинские граждане могут без визы приезжать в Россию. Это факт? Факт. Это факт? Я понял. Да. Все, понял. То есть люди приезжают в Грозный на конгрессы историков, кавказоведов, приезжают, тоже все эти приезжают. То есть это не проблема. И сегодня в качестве дипломатии, сегодня же политика, она меняется, как-то идет каждый день. И сегодня вот они пробили вопрос молодежи. Ты понимаешь, что это? Это площадка для балаболов опять выстраивать своими комплементарностью, лживыми заявлениями, лживыми утверждениями. Это сколько грузин уедет утвержденными благодаря этим балабольским, лизоблюдским этим поступкам, им вещам, их речам, если на это не обращать внимания, если власть допустит эти вещи. Сколько уедет грузин, уверенные, что чеченцы у них украли землю. Что чеченцы это такие подлые, там еще что. Надо об этом думать. И потом это новое поколение руководства. Но если это будет в любом случае, я не знаю, если там будет научный симпозиум, если будет такого рода доклады, я не знаю, во-первых, если это будет... Не будет такое, Башлам, там не так. Если в устном формате. Да, устно, за застольями это. А так, что будут представители со всей России, там будут из Москвы, и оттуда, из Грозного наверняка будут. И вот теперь наша задача, чтобы именно которые поедут на этот съезд, конгресс молодежи России и Грузии, наши, которые едут, именно отслеживали эту ситуацию, чтобы понимали, держали на ветру нюх, чтобы этих вещей непозволительно было. Но просто я считаю, что на сегодняшний день почему такую площадку не сделать было в Грозном.
Почему? Это намного... Я не знаю, честно сказать. Я Ну, уже я молодежь... знаю, и я не знаю, но я говорю, вот мы вот такими вещами мы упускаем вот эти моменты, а балаболы свою работу продолжают и делают. Поэтому, да, я в принципе тебе всю ситуацию рассказал по Конгрессу Карачаевского народа. Как только я с ними переговорю, я обязательно дам знать и в публикации, и с ним видео сделаю, и с тобой еще пообщаемся, какие-то нюансы обсудим. Но эту ситуацию будем исправлять. Я хотел бы выразить огромную признательность всем ребятам неравнодушным, которые сегодня отнеслись по-настоящему, как братья отнеслись ситуации, в которой получил огласку, связанную с Марьям. У нее-то это 1,5 года это длится, это противостояние, эти проклятия, эти оскорбления, это уже у нее ситуация длится 1,5 года преследований, они ей физически угрожают, там еще что-то. Но хорошо сегодня так получилось. Я пытаюсь ее как-то успокоить по телефону, говорю, ну как-то, чтобы успокоить, а ты близко не воспринимаете вещи. Она, вижу, что она уже морально даже устала от всего этого. И вот сейчас мы все встали, и ей сейчас стало легко. По-настоящему ей стало легко. Ей сегодня стало легче, потому что я пообщался с ее отцом, с его дядями, пообщался и заверил их, что им стесняться повода нету. Что весь чеченский народ, уважайте наш выбор. Что мы искренне отнеслись по справедливости к ней. И если мы за нее, почему вы должны быть против нее? Почему там родственник один был, молодой, связанный, видно, с этим муфтиатом или еще что-то, с молодежными движениями. Он мне пытался, Юни, ну ты пойми меня, ну моложе имеется в виду, моложе меня, но моложе, тем старше. И вот он, Юни, ты пойми, девушка не должна вот в это лезть. Я говорю, послушай, есть две вещи. Это внутри семьи, когда на нее налетела сейчас стая шакалов, и ее разрывают. Сначала ты должен заступиться за свою племянницу, а потом, когда ты сидишь внутри своего дома, вот там ты своей дочери, племяннице говорит, доченька, племяшка, Маряшка, давай вот ты не будешь этим заниматься своими конями, занимайся там этим. Это другой вопрос. Но сначала давай от шакалов отобьемся. Почему я сегодня, не знаю эту девушку, просто по справедливости посмотрел, я сегодня готов полностью за нее стать, как и любой из наших. Поэтому я хотел бы выразить огромную признательность и тебе, и всем нашим, кто слушает, кто будет слушать. Массагашуна, Дейль Рейсаид, Бакала, Ихаз Гилка Душун, Хана Мухдалаха, Харчуай Хана Тяхтур Душун, Чугулкана Тяхтур будешь. И нам стесняться не будет повода. Мы будем достойным, потому что мы заступились в тот момент, когда карачаевское общество готово было ее сгнобить и ее родных. И мы заступились в этот момент. Поэтому все станет на свои места, все устаканится. Кто не знал, поймут ситуацию. Но во всяком, я сегодня им говорил одну вещь. Ни в коем случае, никаких обращений, никаких извинений, потому что не за что извиняться и просить прощения. Вот так вот. И я так понял, у него... Уголовное дело завести от него. У него есть какие-то доказательства того, что Ингуш пошел? Он же сказал... Нет. Он, смотри, там не обязательно. Он говорит, он связался... Есть знакомые в 6-м отделе в Карачаеве. Ну, у него есть, я знаю. У него не только там его сеть. То есть доказательств этого нету, да? То, что это именно Ингуш сделал? Не, то, что ингуши там пошли, где-то КЧР там написали заявление. Что заявление поступило. Поступило заявление. Ну, есть подтверждение? Есть. Подтверждение. Закинь это. И смотри, ну, во-первых, тебе никто заявление, которое подано в определенном ЦП, тебе кто даст эти документы? Ну, тоже верно, но доказательств никаких... Ну, хорошо, поясню тебе. Хорошо, ты знаешь, что ЦП направляется и в чеченское, и в карачаевское ЦП. Ты знал это? Нет. Да, я тебе говорю. Ее приглашали в Чеченскую республику, чтобы поговорили тоже ЦП Чеченской Республики. Могу тебе поклясться рукой на Коране, что она приезжала сюда
что она приезжала сюда, ее приглашали службы для разбирательства, чтобы поговорить, что она сказала. Точно так же ее здесь послушали, сказали, все понятно, до свидания, к вам претензий нету, и она уехала. Ее пригласили сюда. Это все. Да, вот до этих заявлений... Хозяин, Ингуштрас, смотри, есть единственное одно, вот я не могу тебе назвать фамилию, имя, отчество человека, который написал это заявление. Вот этого я не могу тебе сделать. Но то, что это написано от Тудова кем-то, это может быть и не вовсе Гала, но кто-то от имени Гала. Понимаешь, о чем я говорю? Это может... Сказал Гала, да, Бахайот, от заявлений. То есть подтверждения никакого нет. Ты даже не знаешь, что это ингуш, да, допустим. Нет, до этого она выкладывала фотку на реке Фортанга. Где вы там, герои, ясен, что... Разве это не провокация? Ну, когда она выкладывала? Ингуштрас. Когда она выкладывала? Ага. Да, я знаю твое мнение по этому вопросу. Да, я держу оппозицию в сторону этого. Но и со своим лицом кегер можешь буцеря. Сегодня... По отношению к чему? По отношению к чему? Кегер по отношению к чему? По отношению к ней, потому что она провоцирует, хотят. Ну она, вот хорошо, поясню тебе. А в чем ее провокация? И ни один чеченец не скажет, потому что это не провокация. Ты понимаешь, что она сказала? Где вы интернет-герой ОЛАС? Разве это не провокация? Где вы? Нет, Соболь, мы же не об этой фотографии обсуждаем, ну плохо. Заявление не об этом, а заявление конкретно мы говорим о подкасте. Подкаст Ючик, причем фотографии ваши, я не знаю, у кого там были разборки. Идуич Мадас, мы говорим о ее выступлении на видео, где она на подкасте говорит, ингуши, чеченцы, братья, единый народ. Но по этому вопросу так-то, так-то, так-то. Я не говорю там фотографии на Фортанге и все остальное. Это меня дела нету. Я говорю про подкаст. Речь идет о подкасте. Предыдущим никто здесь ничего не говорит. А предыдущим ты можешь говорить его родное и так далее и тому подобное. Но опять же, ты говоришь, Собордела, Интраст, Собордела, ладно, хорошо, ты не занимаешь позицию, я понял. Артему позицию ты не занимаешь, я это понял, хорошо. Скажи мне, чистейшей провокацией является ли заявление кандидата исторических наук Танзилы? Касательно Танзила, я эту тему изучаю. Там неизвестно, она что-то там то про общество Орства, то не про общество... Ну как, я тебе скину видео все достоверно, где она говорит о 1,5-миллионном смешанном народе, а ты знаешь, что по соседству с ингушами нету никого 1,5-миллионного, который проживает по соседству, кроме чеченцев. Осетин не 1,5 миллиона, кабардинцы не 1,5 миллиона, грузинов тоже не 1,5. Из всех, вот ты грамотный человек, не маленький. Ты говоришь, у нас по соседству есть народ, которого 1,5 миллиона человека, который не по качеству, а по количеству, якобы качество зависит от количества. Если чем меньше людей, тем они чистокровнее, а чем больше они, как наши некоторые соседи, являются для массы, набирают себе кумыков, нагайцев. То же самое, что говорил Бузуртанов, ничего никакой. То же самое, что написано в книге Абадиева. Это для тебя не прямое доказательство? Ажар, касательно Хацагала, я ночью уровень. Что я хочу, допустим, Сиричка и с Дагестана. Чем дальше от Дагестана, тем меньше смешивания с дагестанцем. Чем ближе к Дагестану, тем больше смешивания. Кто это сказал? Если тебе это видео важно, я... Нет, кто это сказал? Это чеченец сказал? Я разберусь, я разберусь со своим чеченцем. Я со своим разберусь. Но это не твое дело вмешиваться в наши дела, правильно? Собрал. Смотри, хорошо, я тебе поясню, почему я тебе говорю. Есть некий Мальсагов, есть, допустим, Дахтильгов. Ваши ученые, один ученый, другой тоже ученый, которые написали, что у вас есть от монголов
от кабардинцев, от осетинов, от абхазов, от кумыков, от дагестанцев, пофамильно, поадресно, в каком селе есть книги напечатаны. Скажи мне, если я сяду, чеченец, твой брат, чеченец сядет и будет обсуждать о твоей нечистокровности, это правильно будет? Или же ты сам должен внутри своей семьи решить эти проблемы? Естественно, внутри семьи. Вот, ахин сун хавичвал, нохчевой, ахтюнданный сует хакваса, асад хаваль нагваст. Хамилу, Абдулбаки, хавала нагваст. Лично, чем дальше, чище, чем ближе, грязнее был, скамил ждени. Элии, эл-астюнсани, разобраться, это мои семейные дела, я с ними разберусь. Танзила Чабиева не моя семья, это твоя семья. Когда я тебе говорю, что Танзила поступила по отношению к чеченцам неправильно, ты мне начинаешь рассказывать про какого-то мнимого чеченца, который сам говорил об этом. Ты моих оставь, я разберусь со своими внутренними врагами сам. Займись своими. Ты же не занимаешься своими, ты прикопался к карачаевской девушке. Башлам, а что он лицо не покажет? Что лицо не показывает он тогда? Очень много сегодня. Пусть покажет, лицо показать. Алаши, батка, Алаши. Тимур, Тимур, он в Телеграме здесь лица не показывает. Он что, считает, что ему ЦП должно было как рекламные ролики выпускать, кто написал заявление и что... Он имеет в виду, есть ли доказательная база, типа, что отправляли именно ингуши. Кто, кроме ингушей, может это отправить? Кому это надо? Осетины может? Естественно, карачаевцы. То есть карачаевцы сами написали заявление на нее, да? Легко, там миллион каналов, где осуждают ее. Есть. Почему ее... Никто ее не осуждает, никто ее не осуждает и не осудил. Никто ее не осудил. Собордела, Тимур, Собордела. Интерес, ты знаешь, что миллионы, как ты говоришь, их миллионов нет, там всего 200-300 тысяч населения, карачаевцев. Но кто всем этим карачаевским блогерам и всем остальным написал, что вы не мужчины, чтобы остановить свою дочку, сестру и женщину? Кто это сказал им? Это очень малые группы, которые так говорят. Это первое. Второе, а кто может быть? У него доказательств нету, что это ингуши сделали. Нет, если... Хорошо, я тебе поясню. Конкретно, он же сказал, Юни сказал в эфире, что я обращался, и мне сказали, что именно с Ингушетии написали. Не с Кабарды, не с Карачая, не с других, именно с Ингушетии написали. Мабахаю. Он сказал это. Ты не слышал? И это не первый раз пишут. Он же говорил, он сказал, именно с Ингушетии Бочали Азина. Он сказал это. Касательно этой Карачаевки, я пару слов скажу. Так. Старейшина это есть такая информация в интернете, сейчас ее надо найти, если я найду, я тебе скину. Фатва, ТГ, даже готовый Карачаевский конгресс, или как Совет старейшин. Так, хорошо, ага. Она не против сделать свое заявление. Но мы не обращаем внимания на эти провокаторы. О которых ты говоришь по типу вы не мужчины. Дорогие Хамди, из малой группы говорят. Такие, как в Кистете, это могу сказать. Я явно против. А какая разница? Джим Хака, Йок Хака, убей. Я послушай. Сегодня пришел ко мне человек в чат и говорит, что одного там зарежет и тому подобное. И что, я должен сегодня говорить, что вот чеченцы такие-сякие? Не, зарежет и он уже под уголовное дело дует, это нельзя такие вещи вообще допускать. И он здесь выглядит. Этим обычно... Ладугаца, я вопрос один тебе задам. Ты где-нибудь видел в интернете, что карачаевцы сказали, мы остановим эту девушку, мы осудим эту девушку, мы накажем ее, мы принесем извинения. Карачаевцы, само обращение, хозяин, она. Нет, демагогия у тебя не закончится, я знаю. Телеграм-канал, Тимур, она говорит, есть телеграм-канал Бахцу. Да? Телеграм-канал. Почему тогда вот этот Доскиев обращался
и делал обращение. Ты видел, какое позорное обращение для ингушей это было, что он сделал? Мы мир, мы дружба, мы это. Тут грозились, весь мир порвать хотели, Карачаевку порвать хотели. А потом начали, мы это дружба у нас, мы поэтому не будем, мы решили это не делать. Это что за разговор был вообще? И мочу опозориться, дырец, Доскиевск. Кто он такой? Как он опозорил? Все, весь народ ингушей опозорил. Ты этот позор не видишь? Ты этот позор не видишь? Не слышно я что-то плохо слышно. Ты позор не видишь, как он опозорил, как он косвенно извинялся. Косвенно извинялся он. Настолько опозоренное обращение. Мугирю отцал. Какой-то флешмоб этого был? Никакой флешмоб не был. Это прямое обращение до Киева. Это все видели. Ладно, по очереди должны слышать друг друга, что одновременно я вопрос понял, ответ тоже понял. Задавай. Вот мне интересно, есть ли повод у ингушей писать такие неприятные, позорные, грязные комментарии против этой Карачаевки? Отвечу, есть, чтобы запугать девочку, есть. Тимур, это мне вопрос? Не мне вопрос, не мне? Нет. Войновчик, все, понял, как мобиль еще. Мы этого не будем оставлять. Что как мы делаем? Я тебе задаю вопрос. Есть повод оскорблять эту девушку, посягать на честь ее, это он говорит, Боже, повод, я лирицу, расскажи мне. Что она беспринципиальный провокаторший, а еще же с того момента. А вот посягать на честь... Подожди, давай так. Она сказала неправду или правду? И какая разница? Эти вопросы идут между ингушами. Дай просто коротко ответ, да или нет. Межконтинентальная жизнь. Мы с тобой. Свободе, а тут вопрос понятно, она как-то вас оскорбила или она не права в своих высказываниях? Скажи мне. Также против писали Артема Плата, злого грузина, Зураба Гаджиева. Точно так же писали заявления, там, в комментариях, там, всякие проклятия отправляли. Лично 4 заявления на него лежит. И лично сумбозажнах заявление я взял. Вот опять же подтвердить не могу. Хажил Цаури, СВОшники, ветеран боевых действий, если так можно назвать. Этот человек положил на него заявление, но эти заявления не принимаются. Опять же, я сейчас не могу говорить почему. Но каждый второй из вас, который просто заходит в эфир или просто в комментариях, да, каждый из вас первый, второй, неважно, лицемерит. Прям до невозможности лицемерит. Ты даже не права, то, что она провоцировала. Ты даже это даже не признал. Я конкретный посты делал касательно Чибиевой. Галат бианта энхантас. Судут что каналсы не схватится с энхантас. У эфиришку аже ночью видишь, аже что ночью человек 50 вас сидит.
сон не схватит суду, но как человек, помимо этого, я сказал, что ее действием, я, так скажем, неприятно это действие, то, что работает над историей Ингушетии. Вот касательно Освойского общества, там непонятная суета. Я спрашивал у ингушских каналов, что творится. Интересно, Ингуш, подожди. Вот, ты сейчас заметил, как ты сказал? Тут непонятно было. Смотри, вот по отношению к Карачаевке тебе сразу все понятно, то, что она провокаторша, а вот насчет Чебиевой, вот, ну, ты ставишь под сомнение, хотя она и прямо оскорбляет чеченский народ. И он провокации, лицемерие, это или чего он говорит? Провокации, yes, алхамдулилlah. Кашкамна хачбита, кашкамна, да, не слушая. Сауа что ты не дуал, яны, я фит алелдер, фитнет дождята, сауа чара, и башла, ты кто-нибудь еще. حيديل دو عدي صبر حرية حقيقة تراويس Сулейман Сабарян حيديل дو عدي Багдад. Просто скажи мне одно, вот кому, какому ингушскому блогеру, Султыгову, Бузуртанову, там, я не знаю, Чебиевой, Дзауровой, Гагиеву, любому из них, где, когда вы говорили то, что они занимаются провокацией, или где вы говорили то, что они сеют раздор между нами. Хайдейл, просто приведи мне один хотя бы момент. Я такого не говорил. Хорошо. Дигду, давай просто про доклад, что вы сказали, про доклад. Мама, освободи, до доклада мы сейчас дойдем, сейчас подожди минуту. И подожди, у меня пару вопросов. Во-первых, когда ты сказал по земле, по Фортанге, ты знаешь, где находится река Фортанга в Чечне? Где она сделала фотографию? Да, мне не важно, где она сделала фотографию. Ну смотри, хорошо, я тебе отвечаю. Фортанга, они прекрасно в курсе, что определялась граница по Фортанге. Она говорит, нет, я тебе говорю, нет, подожди. То, что там, она не историк. Скажи мне, Фортанга, которая находится... Какого тогда она лезет в историю? Объясни, если она не Соборде, она простой человек. Ты можешь поехать, сейчас я поясню, хорошо. Приезжает делегация из Ингушетии, а это реальный существующий факт. Заезжает без ничего, без всяких флагов, едет в Бамут, точнее в Чечню, чеченское селение Бамут, запускает, чеченский пост пропускает, они становятся там, где Бамут, делают фотографию, вы все эти фотографии лет 4 или 5 тому назад видели, я думаю, и Мухаммад видел эту фотографию, где вытаскивают флаг, говорят, Бамут это наше село, и оно не принадлежит чеченцам, и уезжает. Раз момент. Второй момент. Они тоже не историки. Где было возмущение, где была паника, где кто сказал, осудил это? Нет, никто. Даже научный исследователь, научно-исследовательский институт Ингушетии выпускает книгу, которая называется «С Танзилой», уже не Чабиевой, а Танзила Гагиева, кажется, ее фамилия. Она тоже при участии ее, и мотивы, и они выпускают книгу, которая называется «Бамут. Ингушское село». А это после 2018 года. После. Это научные деятели, научно-исследовательский институт. Книга выпускалась в Ингушетии, в типографии. Все это, как ты говоришь, как раз таки является наиболее большим вредом. Но ни одного слова по этому поводу, ни от одного общественника нету. Она сделала фотографию, чтобы ты знал, Фортанга и левый, и правый берег, внизу течения, он принадлежит Чечне. Чтобы ты знал, он хайт бауна свой, он цаха, может ты не знаешь. Я тебе поясню, Кавказ-Пост находится далеко дальше. Далеко, а Кавказ-Пост, это на сегодня бывший Кавказ-Пост. Да, далеко, где находится граница между Чечней и Ингушетией. Она находилась на территории Чечни. Она сделала фотографию в Чечне, она могла написать это. Но опять же, на сегодняшний день, если ты сделал где-то фотографию в Таиланде, мне привезли, допустим, у нас есть чеченцы, которые там видели где-то в Чили, и чечевица, дала кирум язмадыня, там начинает и чечевица, и чеченский, и юйболса, амиршляш, вайлиш буцаушляш. Есть люди, которые поехали в Таиланд, там увидели название Акки,
приехали там, вы, Таиланд, я был, что видео, что Айсаку, что мы по этому вопросу тоже говорим. Это просто субъективное мнение людей, которые не стоят даже и обсуждения. Вы же наехали на девушку, которая не является ни историком, ни научным исследователем, никем. Она просто заявила свое субъективное мнение. Почему среди людей, которые не являются, вы обратили такое огромное внимание? Вы, я не имею в виду конкретно тебя, тот, кто этим занимается в данной ситуации. Если ты занимаешься... Да, обратили такое внимание Конгрессу, не Конгрессу, ЦП, не ЦП, ДЭБу, выступление Артема, что это 282 статья, выступление 3.10. Зачем вы сами же подняли эту бучу, когда вопрос с Танзилой, ты говоришь, она там говорила не одна, как ты сказал, подожди, что есть неточности. Какие неточности могут, когда говорится об обществе Карабулаки или обществе Уарсхай? Какой может быть другой смысл? Она прямо 1,5 минуты заявила, за эти 1,5-3 минуты, что это 282 статья, выступление 3.10 народа. Зачем вы сами же поняли эту бучу? Прямо 1,5 минуты заявила, за эти 1,5-2-3 минуты она один из чеченских тухумов, часть нашего народа, она называет кочевым племенем, что они насильственно, ладно, оставь кочевые племена, это еще куда не шло. Она говорит, что их насильственно ассимилировали. Ну как ты сам, вот, ты не маленький человек, ты взрослый человек, как ты можешь... Нету. Мадиц Харсей. У Арслай Шахара нету. Такого Шахара в Ингушетии никогда не было. И ты это знаешь. Это народ, да, по-твоему? Нет. Я просто тебе поясняю, что у Арслай Шахара в истории нету. Ты же знаешь это. Зачем ты сейчас себя просто-напросто подвергаешь? И это не может быть провокацией. И ты знаешь, чтобы понятно было, Ингуш Траст. Провокация – это когда она на территорию Ингушетии становится, делает фотографию, закидывает, говорит, что это чеченская. Допустим, в Джайраке, допустим, в Асиновском ущелье. Вот тогда это провокация. Когда она приезжает в Чечню, делает фотографию, чеченцы должны говорить, должны были сказать, это провокация, написать заявление, ЦП и так далее. Но чеченцы этого не сделали. Почему? Она приехала в гости, она гостья, она на чеченской земле, она заявляет о чеченстве, о чеченской башнях, о чеченской истории. Почему вы пишете, что это провокация, когда все это происходило на территории Чечни? Вот у меня элементарный вопрос к тебе. Если она сделает это за постом у тебя дома, это провокация. Когда она делает это в Чечне, это вас не касается. Мы сами должны у себя решить. Проблем фиха, Баша, проблем фиха. Это же момент, адес провокация. Но Муаммадес адакси, адакси. Здесь проблем. Сегодня я могу признать ошибки некоторых ингушских культурных деятелей. А вы не можете это сделать. Вот, Кого? Хорошо. Ты говоришь, вы не можете. Вот у вас фишка. Вы говорите, мы своему президенту в лицо можем сказать это. Вы не можете. Ты, допустим, ничего не можешь. Почему? Потому что ты как личность не можешь себя даже показать для начала. Раз. Во-вторых, ты говоришь, ты не можешь сказать вашему ингу. Валлахи, билахи, талахи. Ты на наших эфирах не бываешь, что ли? Послушай, что мы говорим о своих научных деятелях, некоторые выступления, некоторых профессорах и остальных. С чего ты взял, что мы не можем говорить о своих? Кого о своих? За что о своих мы должны сказать? Так. Историю. Так. Помнишь этого деятеля? Назови фамилию. Дауев? Дауев. Вот он тоже самое, опять же, провоцирует. Стоп. Ты говоришь о Дауеве. Ты говоришь о Дауеве, который со тейпом можешь вавичуть. А вичуга эксбатову, Шелер, Дауев, который был профессором философии, если я не ошибаюсь. А вичуг Иуй? Велик Иу. Собор, да. Я помню. Писали чеченцы документ. Ажал документ. Но в этом же документе есть
противопоставления ему, но он их почему-то не признает. То есть он признает этот источник какой-то части, но другой не признает. Вот Собордел, интерес. Ты говорил только что Собордел, или хапичу, или ты реально в недоумении. Поясняю. Дауев, во-первых, в данный момент умер. Во-вторых, после его философского трактата об истории чеченцев, где он вкратце в 2 строчках оскорбил, и, как вы говорите, оскорблением является, он сказал, что ингуши предали чеченцев, потому что они отказались от своего народа, и стащи строчку Буцунязин. Чтобы ты знал, Дауев при жизни, к нему как минимум 4 или 5 чеченских тейпов прямо к нему во двор пришли и сказали: а Язина гнистацун, Адина гнистацун. Где он сказал: это мое личное мировоззрение, это мое личное высказывание. Книги Дауева не преподаются в университете. Книги Дауева не продаются на чеченских лавках, на чеченских книжных магазинах. И Дауева осуждали за то, что он в некоторых своих высказываниях сделал неправильно и недостоверно донес. Это жесткая критика. Теперь назови мне другого чеченца, которого не критиковали чеченцы. Назови эту фамилию. Ты сказал, что... Есть доказательства того, что его критиковали. Есть сатейпан лошвы адуклайн. Сатейпан стегвы акеты. Это мой тейп. Не, Да. Тоже нет свидетелей этому. Но я сегодня не могу прийти сказать, были эти плакаты, но у меня нету доказательств. У меня есть свидетели. У Дауева сын есть. У Дауева есть сын. И там еще ашбон. Хахавор, состав больше ватман, а завиден, а шер церкерта виден. Милух стейпнул бахнери, дол дахнери, дахнер, а сондагой тарду. Он яхи тарду, но принесло. Доказательства. Я всегда хотел, любой амаль еще услышал. Конкретное доказательство тебе его сын, старший сын живой, который скажет: да, конте дол дахнер, хадеги эллир эчи. Доказательство яцбаха. Что доказательства? Видео, ролик есть обязательно. Духлахак, этот человек умер когда? Что-то, он 2 строчки написал. Вы 2 книги написали. Асмунгите раян, хосово чувара, асмундагой тару аязину, абокуду. В 2002 году Новчичу ти эйнш, бьёч твамбольш, жесточайший шоу твамбольш. Коман стаг эрдаться себе. Это оказу уахина. Язинов был происхождение чеченского народа, монографии есть, а? Он, я цехет он, и монографии язин чулта, кадзой нурдин язин на нёк книги махятся, но новые шахайлю, камык шахайлю бос. Ты мне про 2 строчки говоришь, я тебе про 2 книги могу сказать. Ой, я мадуй, дуйцель. Алхамдарт, касательно Абадиева, я уже свою позицию занял, и многие сказали, что он... Нет, Абадиев, Вита Абадиев купил эту книгу. Но это ваша внутренняя разборка. Про SD Tape, Хаза, Собордела, интерес. То, что вы, подожди, то, что он сказал хулхуай, не хулхуай, это ваша внутренняя проблема. Это нас не касается. Никто из ингушей не пошел, не сказал ему: почему ты про чеченцев сказал такое. Не надо этого говорить. Нет. Вы пошли к нему на разборки, а именно пошли хулхуай, когда он их назвал, что они не эзды и так далее. Это ваша внутренняя разборка. Но чеченцев это никак не касается. И мало того, он там сделал заявление, что на самом деле он не так сказал, а виноват был Азамат, который пришел, поставил камеру, и он якобы не знал, что идет запись. Вот как он отмазался. Даже в этой ситуации он обвинил чеченцев. Ни один ингуш к нему не пошел, не сказал, не предъявил ему, не сказал: слушай, эту книгу ты против чеченцев написал, а чеченцы наши братья. Если ты хочешь это сказать. И в этом тоже ты сейчас пытаешься лукавить. Если ты не знаешь, тебе это простительно. Но я до тебя довожу сведения до тебя. Не нужно рассказывать нам о вещах, которые мы прекрасно владеем. И там владеем, и здесь владеем. Но ты говоришь, опять же, у меня есть люди, Эльра, я за твои слова говорю. У меня есть люди, которые видели этот плакат. Эти люди, проживающие в Чечне, как ты говоришь, им боятся, никто им ничего не скажет. Может, приблизительно, район Мичаю, а разве? После нас, шел же они Грозный. Так. Сидят продукт, голая бяха, цена на яха, сюда. Да. Хинца буза беш, хинца бом, умаду голая беш куза. До сих пор. Так. Район, назови мне район. Когда уезжали демонстрации же, вот фоли распада, после того, как якобы ингуши предали, да,
Где был этот плакат? Ты говоришь, что был плакат, твоя мама жила. Где район, назови, в каком районе был этот плакат? В Грозном. Грозный, большой город, Грозный, район. Конкретно в 3 ясах у одного ингушского тиктокера, который большую популярность имеет вообще в интернете, у него мать лично видела этот плакат. Ага. Там уже, естественно, ингушей очень мало. Братан, ты меня только буквально полчаса назад, Интрас, Интрас, ты меня полчаса, подожди, Интрас, слушай, разница между мной и тобой, я тебе говорю, я тебя повезу родному старшему сыну Дауева, где ты услышишь высказывание, показывай его лицо, его адрес, я тебе говорю, сотейпан эшватон, сотейпан вошони, а сотейпан вешинт эдавигин дагойтон, хоккахар элир, людей показываю, адрес показываю, все делаю, а ты мне говоришь, есть известный тиктокер, у него мама видела, но я не могу показать тиктокера, я не могу показать район, я не могу назвать маму, это что за разговор? Ты сам ты понимаешь, в чем ты оказался? Или ты вообще не говори, или же, если ты говоришь, отвечай за свои слова. Тиктокер вообще, ладно, флаг с ним, блин, тиктокер, я здесь весь город, я тебя просто район попросил назвать. Район. Почему? Грозненский район, не знаю. Грозненский район это не Грозный. Грозненский район это то, что вокруг города Грозного. Грозненский район. Ага, и Тимур вари итяв, Тран. Ингуштран. Тимур вари Инстаграм, он коренной житель города Грозного. И таких Юни, и друзей Юни. Я когда приехал на открытие ресторана, к ним поехал в гости, я встретил коренных жителей всего города Грозного, старых, которым за 50-60, которые возили в багажнике, полные багажники автоматов, еду и остальное своим ингушским братьям. Я у них клялся на Коране, просил, шайделдаш и хиллях, ашхилла али, бадик хар, и плакат долнетик, царь массара дунчдуш, валлахи биллахи талахи, никогда в жизни хиллаять и плакат, и питан динак, и хундрилу дара, царь чадик хадиста, и дючник, и филметик хагайт ал. Никто не может этого показать. Давайте я еще свои 5 копеек туда вставлю, я занимаюсь часть старыми этими материалами, видеокассетами до войны, после войны больше материаляции. Когда я все эти материалы пересматривал, у меня к ним был доступ тогда, я тщательно, хорошо, про эти надписи. Я видел почти что все кадры этих митингов, да, которые там висел этот плакат. Я не видел этих надписей, всего этого. Я не видел людей, которые из числа чеченцев, которые говорили, то, что был такой плакат. Смотрю, что это Сагина. Захатер дали теншего, ингуш. Он сам он просто увалуешу. И сегодня те слова, то лицемерие, которое ты проявляешь, за это лицемерие ты должен будешь... Да, я понимаю, ты сейчас не думаешь об этом, для тебя это, просто фигня какая-то, да? Подожди. Боишь вольвишу, ты... Смотри, я задаю тебе вопрос. Ты меня прекрасно понимаешь. Бузултанова, Сулпигова, Абадиева, Чабиеву, Заурову, Табяш, они подвергались к народной критике? Или есть какой-нибудь инстаграм-паблик, который имеет хотя бы 30к подписчиков, и чтобы народ сам критиковал этих своих псевдоисториков? Был ли такой момент, Алаши? Видео, я уже мимо. Частично есть, но нету такого, что там массу вышло. То есть и такого паблика, который критикует ваших этих историков, тоже нет. Я правильно понял? Основная деятельность его не направлена на это. По-моему, он называется в Instagram Project Ингушетия.
массу Эндерс. Ты сейчас серьезно? Суолду ведь прожит Ингушетия, я могу валай мог помнишь Инстаграм канале. Но масса его основная деятельность не была направлена на то, чтобы... Ты об этом человеке, который сказал Нокчи, Вежи Харбат, который прокомментировал этот момент, да? Ты про него? Цандези, ночью, Вежи ХБ. Да. Ну ты же помнишь, что после этого произошло, правильно? Что после этого произошло? Все ваши паблики выставили этого человека Иудой и предательством. Иудой называть когда-то. Но получается, в итоге моего вопроса к тебе... Подожди. Направленность паблика Project Ингушетия — это не совсем то направление, о котором я тебе говорю. Я тебе говорю, смотри, Иудахка, я задаю тебе... Кем что говорил? Я видел видео, где Башлан говорит, что со стороны Подожди, я тебе задал вопрос. Вот я тебе говорю, есть ли у ингушей паблик, где вы говорите, вот какие у нас плохие такие историки, которые разжигают межнациональную рознь между чеченцами и ингушами, которые критикуют. Есть такой паблик или нет? В Ютубе есть. Я делал. Какой? Я не распостились. Ингушская правда называется. Ты сейчас... Подожди. Ты просто, смотри, я тебе сказал. По очереди, Манон Сявер Смолья. Свободня, я тебе сказал привести мне паблик с 30к подписчиками, который бы критиковал, да, народный паблик, который бы критиковал этих недоисториков. Да. Ты мне не смог этот паблик привести, правильно? Ну, нету такого паблика. Все, понял. Я тут сказал паблик. Это залхатер далекишего на ингуши. Инсан это провокацию, это оина сурта дяхт. Башлан хатер хунду и провокация. It фарк на сия, so и сурт дяхт ху провокация более. И лах тадат богдуа. Сухета зашли. Это же слышно. Он тарит боа иште. Делает как босс, хамали. Солдат дышит, если сабудец дал, схала эскер. Нет, лах тадат боа, это. Сухета зашли, тала я печу. Он мог это, он воркера, модер de гейш, само цакия гейтан, цахал сам гейтан, цахал. Что сделал Жанш канал, Джефф? Особый смысл этого, допустим, ночь 17 века карта Йовца, в 20 веке сделанная, половина это чеченцы, другая половина это черкесы, да. Официальные схолочи, суат. Интересно, перезнаем. Черкеш, бабушка, бюсак. Ты тогда на сегодняшний день ночью лахтуха масала богдуса. Он провокация хиты бог. Но в воркшара, аж сам да схакият гейтан цахалч. Шуб цаум да доказать, лучше цахалч богдуса. Он провокация мог хиты да. Сунна да муцапульса. Ладно. Сакях да смя асу, объясняю, асу. Дукка канала живет, штях с долларской идем. Севашка говорит, что из библиотеки главы Республики Ингушетия я бы взял документы касательно кадастровых работ 2009 года на территории Галанчожа. Я бы взял их, потому что там очень много информации. Ну, что важно, я должен сказать. Кадастровый Галанчож, там в 2009 году кадастровый Галанчож, Кадастровый Галанчож, Галанчож, ног чуть-чуть. Вообще на территории, которая вообще там будут показаны эти работы, и там будут показаны. Говори, кем что пошли? Вопрос. Ответьте, достичь, Эскерин, И кадастровый бошь, камел дешево.
Так, حقول صورتها شو غلي ما كان يتسوق شاشبو شابش بوي примерно تو عيد دابش ما درد يديشوا. أنا والله что это не эстимет русский язык, что диалекта. Ну, у вас в Ингушетии, получается, не нашло ни одного, ни политика, ни общественного деятеля, который смог бы достать вот этот кадастровый и прийти к чеченской стороне модерны за все это время и показать, о, Ахермаду Эль, получается, и И что ты думаешь, это не просто один документ. Если их так много, почему вы это не могли показать вопросу? Да. Каким-то образом даже из Федеральной архивной службы достать эти документы, которые стоят несколько много. Стоп, Эскер, секунду, подожди. Глава республики, руководитель и глава субъекта республики Ингушетии, Янузбек Евкуров, председатель правительства Республики Ингушетии не смогли достать из архивного управления и ткнуть эти документы в нос нашему руководству и сказать, эта земля была нашей, и показать это, когда была возможность. Ты так хочешь сказать? Ты хоть сам понимаешь, о чем? Не считаю вообще Аллах, я его не считаю ингушом. Давай рабицек палбу вообще, аму. Литях рыбканцу, хазанцу уعует связивя, литях чуаху арабхану, зелем кибеш бу, тюнлич охрана хил. Кан хакейт абяхи намуас, аху камял дудяшлу юбкуру, галгы васала, хаху камял дагачу, аху дюз дитму, не. Я не считаю. Хорошо, хорошо, Собордец, да, Собордец, секунду, ладно, Ингуштраст. Соборя Ингуштраст. Ладно, хорошо. Евкуров, Вать Баха. Председатель правительства Евлоев умер Чусо. Галгы вы? Аллах, Вац. А? Вы Вац? Аллах, Вац. Вац? Так, как-то, ну, ты думаешь, он не смог бы взять этот документ и показать своему коллеге, председателю правительства или председателю парламента Чеченской Республики, показать кадастровый документ, что эти земли были вашими? Ты реально веришь в это? Я считаю, что это не в их интересах. А зрячая Евкуру Аллах, а смысле не в крону, а имеется в виду, когда он передал эти земли, никто из Ингушетии практически не считает его цахулей. В интересах... Я послушай, я тебе скажу так, Янузбек Евкуров в данной ситуации, я тебе скажу так, Янузбек Евкуров, экс-президент Республики Ингушетия, был обманут твоими сородичами, когда они подсунули в 2009 году, украли эту землю у чеченцев и подставили, вот в то время они заранее подставили Янузбека. Янузбек в этом не виноват. Но несмотря на это, Янузбек прекрасно провел рокировку, так сказать, сделал шахматную, и получил взамен этих 9 тысяч, получил 77 тысяч гектаров земель, которые были спорными. И не надо мне рассказывать про 17 Собордял. 77 тысяч гектаров, а ФИФА и целый Сунжинский район. Шундайя-Лыкай. Часть Малгобекского и Сунжинского района. Соглашение метр, это тебя вообще не интересует, что ли? Соглашение метр, какое? Почему в 2009 году не возникало вопросов по Сунжинскому району? Почему на карте, которую вы представили... Давай, хорошо, я тебе скажу, знаешь почему? Знаешь почему? Не, подожди, я отвечу сперва. Собордя, первую... Собордя, давай я отвечу на первый твой вопрос. По 2009 году почему не возникало вопроса? Потому что не было федерального закона, который должен был установить между субъектами Российской Федерации границы, поскольку шла контртеррористическая операция на территории Чечни в 2009 году. И не то, что... Когда ее поставили, или то, что это ингушам отдали, вот каким образом тогда? Зачитать документ председателю правительства Владимиру Владимировичу Путину, который отправили в 2008 году. Мы просим вас расширить земельные территории под заповедник Эрзи. 33 тысячи гектаров земли. Тебе прочитать это? Скинь этот документ через WhatsApp. Послушай, Дэйги Дискал, Этнауф и тот, кто Этнауф, ты сделал это. Быстро. Алла. Ну, смотри, Слав, что? Быстро ты что сделал это? Доку дийти, доку ладу, и доку хамел дешвор, ладно, дийти, Спокойно самые думал, да, что доку это типа, гала маска. Законно кем ты был, ну,
حصل جنبي بدأت كده حبور ولا حتى ولا إثبات حاولي يلا حيدو على وكنت على حبور ولا حيدي قصة ولا شو الحاوية я этого не желаю. Вот ты сейчас активно меня призываешь к тому, чтобы я правонарушение Так, Везри, я вопрос понял. Собордел, я... Собордел, Масар. Заборделась, минуту. Подождите, послушайте. Это мой эфир. Это не Северный базар. Это не базар Беркат. Здесь разговаривают люди, которые могут вести дискуссию, могут культурно себя показать и рассказать. Поэтому я прошу, эмоциональное выступление я понимаю. Задал вопрос, все, хинца, хида. Или я прекращаю этот балаган, или вы четко задаете конкретно. У нас вопрос поднялся, сейчас заходить за Сунжинский. Тебе задал вопрос Эскер, тебе задали вопрос. Ты начал рассказывать про 17 век, про 16 век, про карты, я тебя хочу довести. До 1862 года никакой территориальной единицы не существовало под названием Ингушетия, или Ингушский округ, или Ингушский остров, или Ингушская республика, автономия, край. Да называй как хочешь, ее нет на картах и не может быть. Поэтому ты увидел карты, где чеченцы граничили с черкесами, и они достоверны. И ту карту, которую вы сегодня наложили на Марьям, видеоролик, Марьям, Сунжинский отдел, который называется, Сунжинский отдел, карту, которую вы показывают в основном не ты, а другие. Да, кстати, ты сказал, через Локстеги документ отправить. Не надо. Я тебе скажу коротко. Консультант плюс. Зайди, вбей, просьба от протокола. Я могу тебе отправить. Я его приму. А Инстаграм чего? Не, у меня в Инстаграме нету. Вот, Инстаграм чего? Минуточку, чтобы всем было слышно. Освободятся. Минута. Все подождите 1 минуту. Я прошу, чтобы у нас это не выглядело. Душлан, я сейчас, можно я по-быстрому отвечу? Шаржал воин. С ночи доктор Ибан, с ночи дергал нахабан. С вахуха избахан душ. С дергал шнах с дудах безум божуахцы. И провокации безум божуахцы. Только азуцерценные истории я хочу. Интраст. Слышь меня? У тебя вообще канал Инстаграм есть? У меня канала нету, но в скором времени, наверное, создам. Я просто отошел, Хорошо, смотри. Зайди через, не знаю, липовый, не липовый. Смотри, я сейчас в Инстаграм показываю документ. Взято он с Консультант Плюс. Это официальный документ, тебе не нужно. Зайди на Ютубе, посмотри ролик, где ты как раз будешь говорить. Сейчас это идет запись и на Ютубе. Зачитываю. Документ предоставлен Консультант Плюс. Зачитываю все. Правительство Российской Федерации. Распоряжение от 3 октября, заметь, 3 октября 2009 года под номером 446-Р. Расширить территорию государственного природного заповедника Эрзий за счет отнесения к его территории земель лесного фонда площадью 29 тысяч гектар, 29 322 гектара в Сунжинском, Джейраховских районах Республики Ингушетия. Минприроды России обеспечить на землях, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, режим особой охраны природных комплексов, объектов, исключающий любую деятельность, противоречащую целям и задачам государственного природного заповедника. Обеспечить подготовку проекта акта правительства Российской Федерации о переводе земель, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, о земле особо охраняемых территорий и объектов, представление их государственному природному заповеднику Эрзий, постоянное
бессрочное в скобках, пользование, внесение этого проекта акта в правительство Российской Федерации в установленном порядке не позднее первого полугодия. Председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это документ, который непосредственно написали ваши люди и отправили. Документ. Правительство Российской Федерации. Постановление от 21 декабря 2000 года. 2000 года. 2000 года, номер 992, об учреждении государственного природного заповедника Эрзи. Об учреждении, это то есть в 2000 году его сделали. В соответствии с статьей федерального 8 закона об особо охраняемых и так далее и тому подобное. Об учреждении в Республике Ингушетия государственного природного заповедника Эрзи, чтобы было понятно. Дальше на этом же документе указано введение в 2000 году введено распоряжение правительства Российской Федерации в 2009 году за номером и так далее, за счет 29 322 гектара в Сунжинском и Джайраховских районах расширить предоставление в пользование указанным заповедником земель, в то время председатель правительства Российской Федерации Касьянов. Чтобы тебе было понятно. Знаешь, на чем сыграли твои собратья, которых ты так честно и верно защищаешь? Они, зная, что спорная территория я могу тебе еще здесь смотреть. Есть Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Агентство лесного хозяйства, приказ от номера 2007 год 270 об определении количества леснических лесопарков на территории Чеченской Республики и установленных границ. То есть, это документ, подписан руководителем В.П. Рашупкиным в 2007 году, показывает, что эти земли находятся на территории Чечни. А в 2009 году ваши, зная, воспользовавшись этим моментом, пока идет, сказали, что они расширяют заповедник Эрзи на 29 тысяч, 30 тысяч гектаров за счет джайраховских и сунжинских земель. Догадайся, какую... Да, я сейчас отвечу. Ажал, у меня здесь некоторые документы есть. Так. Ты говорил, что, вот смотри, касательно 2009 года, здесь есть заявление от Минюста Ингушетии 2010 года. Никаких изменений границ не производилось, все документы остаются в силе. То есть никаких изменений границ касательно 2009 года, то, что мы украли, здесь Минюст Ингушетии заявляет, что такого нет. Конечно, и нету. Знаешь почему? Границ, не заповедника, границ республики. Заповедник относят на федеральный центр. Он в Сахаре, что это федеральная земля, ее нельзя. Я же зачитал тебе. Что, про заповедник или же про границы? Землю, которую украли у чеченцев, они украли под ведомо расширение Эрзи. И вот так взяли эти земли. Ты этого не знал? Подожди, есть расширение, Эрзи идет, то идет расширение границы, Катя, вот в чем проблема. Еще раз тебе говорю. Нет, ты не понял. Пойми, это юридическая терминология, юридический термин. Я же зачитал тебе природный, федеральный природный лесного хозяйства, федеральный, ты понимаешь? Этот заповедник становится под законом Российской Федерации. Его нельзя ни трогать, ничего делать. Они делают запрос, просят его расширить. Это отдельный субъект, понимаешь? Это юридически отдельный лошадь. Но его взяли и включили в этой суматохе, зная, что Сунжинский район, он был частью Чеченской Республики, сейчас он стал Свердловским. А раньше был Сунжинский район Чеченской Республики, был Сунжинский район Республики Ингушетия, спорный. Так вот, что сделали ваши? Ты говоришь, вот, допустим, границы вообще не меняются, ты говоришь, в 2009 году. Ты слышишь меня? Я просто не догоняю, Катя, вошла на душу, что. Ты говоришь, что заповедник расширили за счет этого, что там случилось, но границы не менялись, да? Границы менялись, тебе же говорят, как не поменялись, когда у тебя вот этот кусочек. Здесь есть... Ты мне говоришь за документ 2010 года. 10-й год. 10-й. Границ не было. Эй, 10-й год. Так? Документ какого года? Google Earth за 2009 год фиксирует прежние границы. 2009 год. 2009 год. Дату назови мне. Дату. Я же говорю, Google Earth... Да нет, ты не понял. Месяц, дату назови мне.
Я говорю, он фиксирует за весь год, не месяц, не дату. Он говорит, за весь год 2009 не было изменений границы между Ингушетией и Чечней. Значит, это первое. Второе. Сейчас поясню тебе. 2009 года, я сейчас зачитываю, фактически происходило кадастровая работа уточнения границ сельских поселений. Второе, спорные о лесных участках. О лесных участках так. Без изменения административной границы. Третье, самозахваты земель с обеих сторон, но не в масштабах 70 тысяч гектар, как заявляют на данный момент. Какой 70 тысяч гектар? Стоп, подожди, какие 70 тысяч гектар? Стоп, подожди. Собордял, ты сейчас подожди. Какие 70 тысяч гектар? Тебе никто о 70 тысяч гектар не говорил. 70... Собордял, я тебе еще раз говорю. Я тебе зачитываю. Распоряжение, номер, год, четко говорю, за председателем правительства, что вы эти земли взяли, расширили. Ты мне говоришь Филькину грамоту, внутреннюю свою, а это внутренний документ. Твой документ. В 93-м году, хотя... Собордеха, ты слышишь меня? Ингуш Траст. Ингуш Траст, Гладуахан, вот ты сейчас, ты вообще хоть слышишь? Я тебе говорю, в 2000 году его создали, у него одна квадратура. В 2009 году они направляют Путину, увеличивают его на 30 тысяч гектар. Из этих 30 тысяч гектар, и джайраховские они считают, часть, которую взяли у чеченцев, присобачили его к себе. Я тебе показываю документ за 2007 год, где эти же леса, которые в 2009 стали ингушскими, находятся в чеченской юрисдикции. Ты мне рассказываешь про внутренний документ Минюста Ингушетии, который внутри, а я тебе показываю федеральный документ, который висит везде у всех на сайтах, Консультант Плюс. Ты понимаешь, внутренний документ и внешний. Внутренний вы можете какую угодно Филькину грамоту напечатать. Вот внешний федеральный закон, который принят, правительство, распоряжение Путина, распоряжение президента Медведева, ищу основногойчика, духваль. У меня такая... От 93-го года номер 284, указ президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Так, и что? О границе между Чечней и Ингушетией. Найди, если ты можешь найти. Никакого договора между Ельцином и Чечней в 93 году быть не может. Я тебе поясню почему. Потому что Чечня с 92 года уже расторгла с ними все отношения. Фактически, получается, с Россией. Они вышли из состава. Какие договора с Ельциным? Уточнение границ не может быть никак. То есть границы поставить невозможно. То есть мы должны... Договоренность между Ингушетией и Чечней была на уровне Руслана Аушева и Джахара Дудаева. Эти документы, соглашения, они есть в интернете, в свободном доступе. Понимаешь, ты мне сейчас не рассказывай, не пытайся замутить. 93-й год, 94-й год. Они сказали как? Спорный вопрос по фортанге, который должен быть. Не верхняя часть, опять же, не то, что украли в 2009 году. И Ятван Ючик. В то время это ичкерийские земли на тот период. Там стоял пост Ичкерии. А вот речь идет в то время о части Малгобекского и Сунжинского, и Аитинов 7 тысяч гектар. Об этом идет речь конкретно. Я тебе показываю документы. Почему? Я тебе показываю, не надо перепрыгивать с одной даты на другую. Я тебе показываю конкретно документы за то время, когда Чечня стала таким же субъектом федерации, как и Ингушетия. Если бы сегодня Ингушетия была бы Российской Федерацией, а Чечня бы была бы отдельной, независимой, тогда бы ты мог бы еще какие-то там ляпы-стряпы сделать. А сейчас не получится, потому что равноправные два субъекта. И вам сказали поставить границы, вернуть границы. У тебя завтра эфир будет? Будет завтра эфир. Конечно. Очевал и желательно, знаешь что? Аза. Да. 1924 год. Ингушетия. Карт Гинеон. Гинобоя. Смотрел ты, видел? Детская область. Ну, казачья. Нет. 24 это уже давно не казачья. Ауду здесь. Это республика уже. Автономия. Сейчас, секунду. Я найду. Ингушская автономия. Ингушская автономия, как бы.
24-25. Да, видел эти карты, да, видел. Душ район, ты сейчас видишь это? Да, да. Вот Но там есть вот эти земли, про которые ты ему сейчас говорил. Есть одна проблема маленькая, знаешь, какая? Граница, которая там происходит, вот Сужицкий, не Сужицкий, есть, Сидюда живет. Не Сужицкий, До сегодняшнего момента считать чеченскими землями. Сужицкий дают на свой гладуа, и фортак вилла, и что, фортак, верхний фортак. Сега, шугави. Тебе говорят за лесное как раз таки. В 2009-м лочина Гюйсоновик. Ай, Фатхуа, я почему не знаю? Не-не-не, Мадица, скажи, ты видишь там территорию, эту местность? Да, вижу. К кому она относится? Она относится к чеченской стороне. Абсолютно верно. Проблема, вот, а почему тогда в 1862 году, допустим... А потому что в 1862 году вас создали впервые. До этого вас не существовало как народ и как территория. Не было вас. Народ был. Не был. Не был. Территория получения. Не был. Народа не было. Не было народа. Галга Мабиц. Галга это общество в то время. Я тебе юридически говорю. Юридически. Слушай, а обязательно юридически надо являться? Конечно надо. Ты же заявляешь, что ты народ. Как народ может быть без своего государства? Ладно, Фликс. Подожди, а почему вот эти вот территории в 1862 году входили в состав Ингушской республики? Нельзя сказать? Я могу сказать тебе. Почему? В 1862 году их записали на 4 года. 4 года. По ошибке. Записали. Стоп. Какого ученого? Какого ученого? Какого ученого, скажи? Имя. Имя назови этого ученого. Нет, посмотри, ученого назови, какого ученого? Гюльденштейна? Сейчас, немецкого географа Георга Гасселя. И что он говорит? 1921 Какой год? 1921 год. 1000 какой? Он обозначил границы Ингушетии, то, что вот как было... Год какой, скажи мне? 1821. 800? Да, 1821 год. В 1821 году он сделал границу Ингушей с чеченцами. Да. И он является кем? Он является географом. Зачитай. По данным немецкого географа Георга Гасселя 1821, ингуши, называющие себя Галгай, также Ламур или горцы. Долина Кумбелей, которые живут больше ингушей, которая состоит из округа Дзюзукети и Тюсети с 12 деревнями, часть из которых также лежит по Мукалдону, Армхи. Район Гала, исконное место ингушей. Район Мести, то есть Масти, Воскур Свежая гора. Район Нашахи, тоже в Свежая гора. Район Шолхи. Это Гюльденштейновский кир, ну что, дышь, так. До Галашки и до Сунжи. Район Доцас, на правом берегу Шалдира, Аса. Чуть вверху почитай там главу полностью. Миджики я зайду сега. Не. Документ сверху прочитай. Четко идет глава, где написано народ Мичгизы. И там входят туда вот эти ингуши. Ты понимаешь, кто такие миджеги? Я публикацию читаю, вот проблема твоя в том, что это называется вырвано из контекста. Ты возьми полностью текст. В оригинале почитай, там эта глава идет о миджегах модерных. А миджеги знаешь, что такие? Чеченцы. Это чеченцы. Как чеченские общества идут ингуши. Да, бирже дюч, да. Бирже смотрела миджеги. Не бирже сказали. Я могу тебе показать карту Клопрота 1823 года. Там есть ингуши, но они всего лишь часть чеченцев.
Башла, там минут, что 24 год, царь Гирхон, 1924 год. Ну, она написана в 1892 году, это не источник, я сейчас зачитал здесь, в 1892 году опубликована как карта 1821 года, то есть вот такое вот. Ну это вообще Филькина грамота. Ты видишь карту 924 года, где там нет этих земель. Потом посмотри карту 1934 года, там их тоже нету. И последние 100 лет даже просто элементарного халячи и лат нашигаться, халладац. Нет, почему вплоть до Бамута практически доходит границы это, а потом резко снижается, естественно, сложности и тому подобное. Почему с казаками и заявили, что эта земля является ингушской, а не казачьей? Почему чеченцы, в свою очередь? Только Да, обязательно продолжим. Таня, она уже Урламус как Ала. Ага, Ингуш, вот смотри, давай мы это, я быстро, буквально пару минут. С современного до исторических вернемся мы. Сегодняшнего дня ты утверждаешь, что должно быть все по кадастру, эти кадастровые документы есть и так далее, да, примерно? Да, если я не ошибаюсь, 2 года назад отменили... Это не суть, послушай меня. Это твое утверждение, то есть мне все равно, есть они или нет, но ты считаешь, вот если они есть, так и должно быть, правильно? Вот. Да. Тогда, исходя из твоих же соображений, получается, по кадастру, значит, пригородный район – это осетинский, условно говоря, да, то есть мы должны придерживаться твоего мнения и так далее. Если вернуться в прошлое, по большому счету, 1 раз или 2 раза, я вот сейчас точно не помню, когда пытались установить крепость Владикавказ, именно чеченцы до имамата, это, по-моему, еще было, они ее уничтожили, и Российская империя отступила. Шейх Мансур, это было при Шейх Мансуре. Шейх Мансур сидел. Там никаких ингушей не было, никогда, ни осетин не было. Там этот проход Дарьяйский всегда контролировали чеченцы и отбивали персидское вторжение несколько раз. Тигахилбас. И в противовес чеченцам ингушей и ингушский народ, нацию и так далее создали и стали продвигаться с запада от Дарьяла в сторону Большой Чечни, через Малую Чечню, отсекая вот эти вот территории. То, что касается, есть энциклопедия российская, конца... В каком периоде сейчас? Не закончить. Подожди, есть все это написано, это известно. Если ты не знаешь, можешь самообразованием заняться, все найдешь, все написано, все указано. Есть последняя Российская империя, где перечисляются народы, то есть численность народов, где указывается на Кавказе такой-то народ, такое-то количество, такой-то народ, такое-то количество. Это перепись населения. Так вот, там указывается и лезгинский народ, и чеченский народ, а другие народы указываются как племена, а не народы. Поэтому то, что говорилось тебе, вы как народ еще не образовался, то есть статус есть, понимаешь, есть княжество, есть царство, есть и королевство, потом дорастает до империи. Вот это то же самое. Иду, шадок думаешь, Бахан, ты либо ошибаешься, либо ты намеренно пытаешься, ложь за истину. Все, телеграм, Хаусал, Саифир. Хаусал, собрал интересный минут, собрал. Завтра мы этот разговор по границам, это обязательно продолжим, но на завершение, потому что у меня трафик уже закончился, я боюсь даже, что Кансию, Гелахар, постараюсь хоть в одном месте. Я хочу одно сказать, Интраст, чтобы ты понимал, вещи, которые ты говоришь,
что вы были народом и государством, чтобы было понятно. За 1801 год официальная перепись населения показывает всех вместе взятых женщин, детей, стариков, ингушей 8-9 тысяч человек. Чтобы ты понимал, 9 тысяч человек разместить на такой огромнейшей территории, которую ты называешь от Майсты до Кумбилеевки и всего остального, ты должен понимать, что там один ингуш жил бы на 1 или, я не знаю, на 2-3 квадратных километра, один больше никого, потому что на такое количество, маленькое количество, 9, чтобы понимать, сегодня среднее село состоит больше 10 или 15 тысяч человек. Хажла, завтра мы продолжим. Документы, приготовь свои документы. Завтра я свои документы приготовлю. Мы продолжим. Диктуй, Таня, потому что... Ты конкретно хочешь конкретно хочешь прям... Нет, мы конкретно про историю поговорим. Про историю. Про историю. Про границу закончим с тобой, хорошо? هذا طيب شحايخام حاجة سبارتا مدلوني دعوات وعديتها وبالي دولة إستوري ليش وشو دعوانش سبارتي ويش مزوني закрой بالي Братан, у тебя соотечественники считают себя викингами, так что ты поосторожнее. Я не считаю тебя викингом. Ладно, давай. Так, давай, Kaan Gurduvoy şu kendi şurada ADQL Telegram çabolacak, kimse Instagram çabolacak. Или зайди в мой чат, сейчас сказал, ваши Слушай, Трамп, завтра в эфир, завтра поговорим, хорошо? Давай. Так, уважаемые мои братья и сестры, Ух ты, в Инстаграме до сих пор 50 с лишним человек. Это, конечно, очень смешно. Это не смешно, это хорошо. Это очень смешно. Мне прислали, нас задонатил 4 человека сегодня. ДРС Хилл дал Сиду Элшу. 4 это лучше, чем 2. Всем, кто поддержал наш канал, задонатил ДРС Хилл. К сожалению, я дальше эфир продолжить не смогу. У меня трафик уже давно закончился. Безлимит. Завтра этот эфир сохранен. Все 3 части вы можете посмотреть на Инстаграм, на Ютубе. Огромная благодарность всем, кто поддержал. Понравился наш сегодняшний эфир. Завтра подробно по границам, по картам. Кому интересно, заходите. Я постараюсь, если у меня получится. Финансово. Или же Инстаграм. Или же, если будет анонс, значит, будет в Инстаграм и в Ютубе. Если не будет, возможно, будет в Телеграм-канале, там, где... Почему? Потому что я сразу, к сожалению, если бы было бы больше нас в плане поддержки, мы бы смогли бы больше. Но мы будем использовать то, что у нас есть. Шунмасана ДРС Хилл, огромная благодарность всем, кто... был сегодня в нашем эфире до 3 утра. Это очень хороший результат. YouTube чанел ДРС Хилл, Telegram чаболчан ДРС Хилл. Чебиу, послушайте, Чебиева, если бы пришла бы, она бы хотя бы элементарно смогла бы ответить за свою ложь. Я не уверен, что она сможет прийти, или что она ответит, или что она придет. Если хотите, приглашайте кого угодно. Вы видели сегодня, я принял всех, кто отправил запрос. Единственная просьба не материться, единственная просьба говорить культурно, но просто есть определенные люди, которые, к сожалению, возрастом Ларису Ивановну Сабину хочу, возрастом молодые, они пытаются спорить, я ему должны понимать, что есть документ внутренний, региональный, есть федеральный. Федеральный всегда выше, и, само собой, федеральный закон, региональный закон не может противоречить федеральному закону. А по федеральному закону все здесь указано. В папке завтра все покажу. Кому интересно, кому карта интересна, мы обязательно дам. Я постараюсь сделать, если завтра не получится, постараюсь сделать в воскресенье. Шунмасан ДРС Хилл, я в прямом эфире. Если что,
пишите в Директ, пишите в Телеграм, пишите в YouTube, Инстаграм, иншаллах, ответим всем. Алансон of Осетия, ДРС Хил, огромная благодарность всем моим подписчикам, всем братьям, сестрам, которые поддержали, которые помогают, которые задают хорошие вопросы, которые отправляют запросы. Уайтер без секонд. Братан, он ДРС Хил, Бакерсон Хаун, ты запалился, я знаю, что это ты. Мастера Адиквел, Бюсталде, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я прошу ради Всевышнего Аллаха, если каким-то образом я обидел, задел, оскорбил вас, прошу прощения ради Всевышнего Аллаха. Я ни в коем случае не хотел вас ни обидеть, ни оскорбить, ни народы, ни тейпы, тухумы, никого. Мы просто пытаемся изучать историю, заниматься, естественно, я чуть не сказал, естественной, гуманитарной наукой, чтобы каждые люди могли узнать правду, достоверность. Огромная благодарность карачаевскому народу за то, что породили, так сказать, такую достойную волчицу, и нашу сестру Марьям за то, что она сказала правду, за то, что она поддержала своей правдой. Чем больше будет таких людей, тем больше мы их будем публиковать, потому что они на стороне добра, и они на стороне мира, стабильности на Кавказе, чтобы между всеми было все хорошо. Масера Бюсталде, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всем достоин. С вами был ваш брат Башлам, и зовут меня именно Башлам. Вот. Адикюэль маш ойл, ассаламу алейкум. Алейкум рахматуллахи ва баракату. Масера Бюсталде, всем спокойной ночи. Сегодня вечером увидимся еще раз. Sonra Berkan Bomel Siriye'nin tabela koy.